Приветствую, друзья. Доктор на связи. Ну и сегодня у нас ситкон, как вы все знаете. Давненько стримов не было, я все знаю. Это мимо меня, как говорится, не прошло. Рад вас всех видеть в чате. Приветствую мистер Виви, Травкин, Миддал, Невзрослян, Диана Рутман. Привет всем. В общем, он начнется через 6 минут буквально. Ситкон. Что можем сделать? Пока можем бинго посмотреть. Эксперимент. Так. В общем, я его тут на скорую руку накидал сегодня. Выглядит это вот так примерно. Вот. Что тут такого особенного, я даже не знаю. Но вот Саул Сингер где-то около месяца назад примерно, да, всплыла информация о том, что Cloud Imperium Games, в общем, зарегистрировали новую торговую марку, которая называется Soul Singer. Вот что это будет конкретно, непонятно, хотя недавно Том Хендерсон слил информацию о том, что Циги готовят еще одну игру про средневековье. Вот. Не знаю, фэнтези или чисто средневековье какое-нибудь там историческое, неизвестно вообще. То есть, возможно, Soul Singer — это название этой игры. Возможно, Soul Singer — это какой-то мод для Citizen, то есть какая-то механика, короче, не знаю, может быть, связанная с голосом, еще с чем-то. Непонятно. В общем, но очень, как говорится, интересно. Может быть, сегодня мы об этом узнаем. Ну, а остальное тут, в принципе, стандартное. Многое перешло из старых карточек бинго. У нас точно, конечно, будет новый корабль, но я решил включить это 30к, если будет упомянут слева снизу карточка, да, либо если будет упомянут, если, не дай бог, он вылезет во время трансляции. Хотя это будет забавно, потому что, ну, такое редко встречается. Раньше на старых ситконах это было иногда. Вот, ну, сейчас, я думаю, у них все ролики предзаписаны, и там все нормально уже отработано. Да, перевозка пассажиров – это отдельная механика, которую давно анонсировали. Как бы она изначально была, собственно, в диздоках, но ее, наверное, не скоро ведут, но, может быть, ее покажут, кто знает. В общем, ох, ничего себе, залетает. Спасибо, Рамидал. Офигеть. Аллилуйя. Спасибо. Ну, да. Я думал сегодня какой-нибудь, розыгрыш сделать по Star Citizen, но, к сожалению, не очень у меня сейчас с средствами. Ипотека, сами понимаете. И я подумал, что типа какой-нибудь один-то подарок я могу разыграть. Какой-нибудь один приз я могу разыграть, например, там Digital Goodies Pack к ситкону, который, да. Ну, там, ну, один это как-то не очень много. У вас сейчас в чате уже вот сейчас 7 человек. Я надеюсь, что хотя бы 10 человек будет. И хочется там 2-3. Как бы, ну, обычно, помните, да, у меня несколько призов, и стараюсь, как бы, чтобы не прям все ушли обиженными, как говорится. А желательно, чтобы никто не ушел, как в той самой книжке. Вот, но как-то один гудис-пак я, короче, решил не разыгрывать. Но к Новому году я постараюсь еще усиленно вкалывать. Надеюсь, сдам экзамен. И на Новый год, короче, будет стрим, как обычно. И я думаю, что-нибудь разыграем, какие-нибудь игры. Вот. Разыгрывать дополнение для Старфилда. Без тех, у кого обязательное условие, что его может выиграть только тот, у кого нет Старфилда в Стиме. Да, вот так. Вот. В общем, бинго такое, незамысловатое. Будем зачеркивать, когда будет какая-нибудь свободная минутка. Я думаю. Так, у меня рабочий стол отвалился, я вижу уже. Так. Рабочий стол. Вот, захват экрана. Нужно сбросить на старый. И вот так. Вы ничего не видели. Разыгрываю подписчиков на деньги. Так вот, я Рамидала уже разыграл. Видишь, как он забайтился. Спасибо, дружище, большое. Вот. Так. Из Баратравы, как мы перевозили клоунов, и на нас полпути сожрали. Это штил над Корсаром, Любян, шутка цигов. Над владельцем Корсара. Да, у Корсара забрали у копилота, короче, по-моему, 2 пушки, что ли, нижние. Их теперь только копилот управляет. То есть, ну, обезоружили практически. Ой. У меня проблемы с доступом в том плане, что, короче, через мой VPN почему-то теперь нельзя стримить на Твиче. Ну, то есть, вернее, стримить-то можно, но у меня отваливается чат
Donation алертовский. До этого он вроде бы не отваливался. Поэтому, короче, у меня сейчас YouTube не работает. Если что, во время стрима мы не сможем что-нибудь еще дополнительно посмотреть. О, Денай, здорово, привет. Привет, Дока, я опять на стрим зашел. Спасибо огромное. А ты будешь смотреть ситком? Ты же вроде как бы играешь тоже периодически. Давай с нами. Или у тебя дела какие-то? Да, сегодня стрим супер рано. Что за поддергивания какие-то? Чат, вы видите, вот левая часть экрана вот здесь поддергивается. Или у меня уже глюки какие-то. Я буду на своем стриме смотреть свои... ну, уважаемый. Конечно. Тогда твоим зрителям тоже привет. Придется не покупать. Да, придется. Вот, но до этого вроде работало все. Я думаю, что это какие-то ограничения Donation Alerts. Ну и пофигу, в принципе. Не поддергивается это у тебя, я понял. Значит, у меня что-то в ОБС-ке. Ладно, 20 секунд осталось буквально. Будем начинать, я думаю. На камере глюки. Ну, вы смотрите, следите, пожалуйста, за глюками. Я не знаю, что могло быть. Вот. Ладно, давайте начинать. Буквально 10 секунд. Давайте, я думаю, что... Короче, Яндекс не умеет еще перевод от Твича переводить, стримы вернее. Поэтому будет... будем, как обычно, придумывать. А вот я эту вашу фигню не играю, вот выпустят, надеюсь, к моей пенсии выйдет игра, тогда поиграем. Да? Это хорошая позиция, я уважаю твою позицию, Видал, спасибо большое. Это Starfield фоном. У меня компьютер задымится, если Starfield еще раз запущу, мне кажется. И будет пованивать характерно. Извините. Как по звуку? Все нормально слышно, надеюсь? Так, подожди, стоп. Что? А у них таймер заново, у них таймер заново запустился, видели? Тоже я включил, когда было 10 секунд, и там было уже меньше. О, спасибо, я потом гляну, что это такое. Но это странная какая-то фигня, да. Или если ты по торможению видел, но они могут быть, да. А вот у меня было именно искажение какое-то непонятное. Вот. Короче, чат, видимо, на полчаса цыги тоже задерживается. Ситкома не будет, возможно. Нет, ситком это вообще в целом разработка Star Citizen, это есть ситком. Не ситкон, а ситком. Да, юмористическое шоу, короче. Комедийное. Искажение пространства и времени, да. Здесь мы и дождемся релиза Star Citizen. Камера на 2 части разделилась, очень странно. Так, что, будет запускать? Видимо, нет. Кстати, что за корабль на фоне? Двигатели... Тут дофига двигателей прям массивных. Полярис, походу. Да-да. Ну реально, когда я переключил камеру, ну, вернее, сцену на рабочий стол, было 10 секунд. Даже меньше. Так, у нас еще Матя где-то задерживается. Денис, который... Морона что-то нет. Ну это не мой же таймер. Ой, у меня еще проблема, кроме того, что у меня спина вообще болит. Ну, я писал в телеге. У меня же наушники очень быстро разряжаются, поэтому, скорее всего, я буду, ну, через час, даже меньше, буду сидеть с одним наушником, второй будет заряжаться, и так буду менять, короче, их. Хватит катывать прогресс. Они что, реально полчаса? Короче, в этом году они в Манчестере же, по-моему, да, делают. Манчестер Централ называется место, вот в городе Манчестер, поэтому по британскому летнему времени у них в 11, по-моему, 30, что ли, начало. Вот. Ну, так, как мы можем сделать? Я замьючу, и пока посмотрим трейлер Зевса. Давайте так.
Если вдруг начнется, я прерву. Угу. Погнали. Это вот новый корабль, который сегодня, наверное, тоже будет фигурировать наравне с Полярисом. Криса без летания. Да, вот видите, тут как бы такой экскурс в историю Star Citizen, то что Зевс это был первый корабль, который совершал полеты к другим планетам, по-моему, системам. Напишите, пожалуйста, по звуку еще нормально меня слышно. What's your status, Captain Seleno? Seleno. I did it, sir. We did it. Да, вот я тоже, кстати, заметил, да, что, ну, как обычно, как правило, делают всякие небольшие инди-студии, да, ролики не в виде 3D, каких-то синематиков классных, да и вообще в целом не 3D, а делают такие вот мультики, да, ролики в виде рисованных комиксов или даже просто слайдов. И от цигов я этого, конечно, не ожидал, я не знаю почему, может, они торопились просто к ситкону успеть, но... Я не знаю, почему нельзя сделать было как-нибудь по-другому, да, то есть... И, короче, я в неком замешательстве. Не, в целом ролик-то прикольный, но, блин... Ну и Тила, да, Найтила, приветствую. А, кстати, у нас еще один фолловер. Это Алон 255. Сейчас должно сработать. Или не сработает. Кал. Да не столько кадров. А вот, да. Алан 255, спасибо за фоллоу на Твиче и добро пожаловать, гражданин. Человек недавно купил Citizen и тоже вкатывается потихоньку. Я фолловер, кстати. Кстати, да, Рамидал. Ну, сколько они собрали? Они собрали уже под 800 почти миллионов долларов. Можем сейчас глянуть как раз сколько. Точно. Я уже сам не помню. Да, немного собрали. Так, саппорт, комьюнити. Они еще сайт же переделали. Фандинг, вот. Сейчас покажу. И секунд здесь как полчаса в реальности. Так, ладно, я включу пока на фоне тогда звуки. По звуку, пожалуйста, еще раз ориентируйте. Именно этот. Не громко ли? Я фолловер, да. Я собака, ты собака. Надо определиться, на какой громкость. Сейчас вот на 50 я поставил громкость. Нормально? Так. В общем, сейчас они забрали 728... А, нет, ну я, конечно, ошибся сильно. 728 миллионов долларов. Вот. Ну и как видите, вот буквально за сегодня уже резко подскочила эта цифра. Такие дела. Ну вот по неделям можно посмотреть. Пик был вот тогда за месяц, за час. Вот. Жестко. Я должен быть красной ручкой. Я муфоловеры. Чат, меня вообще, видимо, не слышно, поэтому по звуку я так никогда не узнаю. Будем в тишине сидеть. И вам далее считайте сами. Что новенького смотрели из игр?
Я вот хочу посмотреть... Вот создателя 35 миллиметров, наш соотечественник, короче, разрабатывает игру. Что там, All Hail to the Rainbow, или что-то как-то так, я не помню. Или Hail to the Rainbow. Как-то, короче, как так в Стиме я демку скачал. Ну, я много демок накачал. И на этом фестивале, кстати, на этом фестивале что-то вообще какой-то кал, честно говоря. Очень мало. Пока или их немало, но, может быть, они есть достойные, но... О, здорово, приветствую. Здорово, Матяш. Как твоя нога? Как твое колено? Что по звуку, да по мне? Я понял тебя травки, хорошо. Давненько смотрел, как на стриме чел играл в Metal Gear Solid. Игра прям свежак, жду на стрим. Metal Gear Solid 1. Мы играли в похожую демку, кстати. Похожую на Metal Gear. Короче, демки в Стиме, вот на этом фестивале, который идет, по-моему, да, еще не закончился. Steam какой-то кал предлагает, какие-то китайские полумобильные игры, какая-то фигня вообще. Или миллион визуальных новелл, которые ничем не выдающие, судя по там превьюшкам, по крайней мере. Я несколько игр там с десяток накачал, но не сотню, как раньше, там, то есть даже мало что заинтересовало. Задаем, стиснул зубы, все окей. Поправляйся. Так. Я отвык читать чат. Опа, все, началось. Так, давайте выберем... Матяш, скажи, пожалуйста, громче нужно или тише ситком? Во. Here, George. Нормально так? Или еще громче? Come on, dude. That's George. Say hi to George. Okay, you didn't see George. Welcome to CitizenCon 2954. I'm Jared Huckabee. Кстати, на максимум тогда. From Manchester Central here in beautiful Можно еще. Manchester, United Kingdom. This is the Вот так. 11th CitizenCon, 10th CitizenCon. I should have counted beforehand. Это 11-й CitizenCon, короче, всех приветствую. Последний раз в Лос-Анджелесе было, сейчас мы здесь. Каждый год они говорят, что это самый большой CitizenCon, который они сделали. Если надо еще чуть громче, я в ВБСке могу прибавить. Я уже немножко прибавил. Жесть. Я боковым зрением периферийным вижу в отражении окна, как отражается костер сзади меня. И меня это раздражает, как будто что-то кто-то ходит там, какой-то, знаете. Леопарда. Понял, все. На чай закончился. Да, посмотрите сюда. Тут у них Hornet стоит, знаете. Here now, every CitizenCon we theme our hall, our expo hall, to one thing or another. In 2019, it was themed for Grimhex. В 2019 году они сделали в виде Grimhex. В прошлом году они сделали в виде Пайра, оформили зал, да. А в этот раз они сделали в виде ангара, какого-то корабля, видимо, я так понял, Барбара, или как так он назвал. И видите, Hornet стоит позади него, это истребитель, средний истребитель, да. В полную величину. Они построили Hornet на наши деньги, представьте? Нет, это другой Hornet, но отсылка к нему, да. Chris Roberts is going to take the stage and kick off CitizenCon proper. We're just the pre-show here where we like to have fun. After Chris Roberts takes the stage, we are starting with Brave New Worlds. Now that is our core technology and Star Engine Group's... Да, он рассказывает, короче, о том, что Крис Робертс, конечно, здесь будет, он уже готовится, там у нас будет... Короче, он рассказывает сейчас про, собственно, по расписанию. И первая секция будет Brave New World. То есть... Genesis system, which is a subsystem within Star Engine that will let us build planets at the size, scale, and scope that we've always dreamed of. So you can check that out at the start of the... Ну, не налогоплательщика, а на наши деньги, на быкерские. Now this
is the sleeper presentation of the entire thing. Now, we were a little cagey in the description on the website about what this is. You know, it's everybody getting together and playing with your friends and stuff like this. But I'll just say it's the sequel to a presentation we did approximately 10 years ago at CitizenCon. And if you want to look back... Он говорит, что сиквел первой чуть ли презентации, которая была 10 лет назад, будет во второй секции. Large groups of people will want to pay attention. Возможно, в Исландии, да. Но Хорнет не заведется или Крис сядет с нашими деньгами в этот Хорнет, и Хорнет застанет в текстурах, начнет дико гличить, и взорвется, и убьет всех на этой выставке. Я постараюсь как-нибудь запустить такое время по браткам стрим. Я понял термин, да. Я ошибка 30к, да. Ну, естественно, нужно, чтобы оператор остался. Смотрите, у него как раз старый Зевс на его куртке, короче, модной. Нашивка с Зевсом. Да, он говорит, что на этом ситконе мы не увидим контента из 4.0, будет показано только то, что они планируют дальше выпустить. То есть планы внутри планов. We're going to take a short 15-minute break after that, let everybody recharge, and then there's something on the schedule that is currently redacted. I'm not allowed to tell you what that is, but I'm going to tell you guys watching at home the same thing I told you. Он рассказывает, что в конце есть какая-то секция, которую он не может сейчас рассказать, редактит она, то есть засекречена, в общем, пока. Прогрев Гуев. At the end of the day. And then on day 2, we come back tomorrow with a look at crafting your home. That's a look at face building, which we first introduced at last year's CitizenCon, and the new crafting system. The crafting system that aims to dynamically change the face. Да, чтобы вы понимали, о чем он говорит, да. Вот расписание. Здесь есть. Сейчас я в чат скину ссылку. Там есть... Ай, она какая-то кривая скинулась. Бинго есть, конечно же, сейчас. Hasn't made its appearance in the persistent universe yet, but it's getting a big glow up before it does. So you're going to want to check that out. And then, Бинго выглядит вот так. Если вы что-то услышали, то скажите, пожалуйста. Yeah. Let me talk to you here. The Stars, My Destination. Star Citizen Alpha 1.0. If you're an old school sci-fi head like me, you'll recognize that title. This is perhaps, and you know me, I'm not the one to hype. I'm not generally prone to hyperbole. I'm always like cautious. I'm like, well, it might be this, might be that. I'm going to tell you right now, the most important presentation we've ever done at CitizenCon. Be there for it tomorrow. Он говорит, это вообще вы просто не поверите, это самая важная, самая главная презентация, которую мы когда-либо делали. Вы точно не должны ее пропустить. Ну, каждый год они это говорят, каждый абсолютно. Так, нам сейчас покажут немножко. My name is Dan Habrick. I'm the community producer here at Cloud Imperium Games, welcoming you all back to Manchester, home of the... Не, ну у Старфилда тоже была классная презентация, мы все ее помним, я думаю, она выглядела офигенно. Жаль, что игра не оказалась такой. And now we have the spick and span floors of a UEES Bengal class ship. That's why we're aboard the понял, они... UES Barbary, just Барбари, USC Барбари, короче, то есть внутри Бенгала, внутри ангара Бенгала мы находимся. Well, you'll just have to keep watching to find out. Now, if you're looking at the screen going, who's that handsome man I'm looking at? You probably have a different tab open. So I'll give you guys a quick second to get to Twitch or YouTube and get to the right tab. Make sure you're watching the stream and make sure you're watching our content.
Так, а если... Давайте я пока погляну, может быть, на Ютубе они в этот раз и стримят. Просто я думаю, что они не рестримят на Ютуб. Гляну я, да, гляну. Ютуб уже все замедлен. Блин, ну ладно. Просто если бы Ютуб работал, могли бы мы Яндекс.Переводчик включить. Джар типа потерялся на фоне. Now, I know Jared just went over this a moment ago, but if you're like me and you can't listen to a man in his, I don't know, mid-80s ramble on about how the sky used to be blue and dial-up used to be a thing, let me explain what we're doing here. I'm here on the show floor at CitizenCon here to show you guys the awesome stuff we have. For those of you... Так, он покажет сейчас нам, что тут классный став, короче, покажет на фоне. Я тоже мистер Вью практически не понимаю. To my immediate left, we have the Voyager bar. If you guys are Тут они оформили бар в виде Voyager бара, который есть в игре. Сделали рекламу, как в игре, Каби Бласт магазинчика. Если бармен не будет типозить периодически, не будет тупить, бармен просто обязан иногда стоять и не реагировать. Или подходить, короче, куда-то вообще в сторону от людей и там стоять и тупить. Иначе это как-то нереалистично. They're going to be here any second. It's been a long couple of weeks, so we'll give them some privacy and we're going to move right on. О, чувака блестяшка, это светящийся флеер на джинсах все. In a way that you've never experienced before while you're here at CitizenCon, then the Monster Tech Simpit is a great place to be. Using our VKB sponsored joysticks, these are awesome places to check out Arena Command. Так, что там у них в ВКБшно есть тоже какая-то секция. Now over here, come follow me. Покажет что-то он или нет? Excuse me, guys. Come follow me. Now over here we have our community booth section. We're going to be visiting the community booth section a bunch during CitizenCon, so I'm not going to get into too much detail now. But as you can see, all of our community booths are themed after in-game cargo container manufacturers. We have Argo, we got RSI, we got Kovalex, we got Misk. All of these containers are filled with orgs. Чуваки просто пришли в костюмах мандалорцев. There's some awesome stuff, like I said. Авось прокатит. Да, таков путь. I'm not going to get into too much detail right now, but there's some awesome stuff there, filled with groups that make the verse a more immersive, impressive, and inclusive place to be. Это альтушка была для Криса Робертса. Империум. As you can see right here, we have our general lounge here at CitizenCon. If you guys are looking for a place to escape the Основной, короче, лаунж-зона у них. bits and bustle of the auditorium, the general lounge is a good place to hang your cap, sit down, and Если никто не будет стоять на кресле, я отказываюсь верить. Что за мультиверс? Прикинь, Дисней выкупит Клауд. Their favorite game feature that may or may not have an issue council report. And you guys will make friends for life here at CitizenCon. В общем, можете здесь посраться о том, какая лучшая компания производитель кораблей, о багах на issue консоли и так далее, короче. It's a pretty big thing. It's a pretty big deal. I know we've just been glossing over it. I think we finally should talk about it. I'm talking about, of course, Hornet. the Addison Lounge. That's right, the Addison Да. Lounge. Эдисон Лаунч. Он так подводил, как будто бы, типа, вот где сейчас... Конечно же, вы все думаете вот об этой большой штуке, а на самом деле это был, ну, типа, шутка такая, понятно, да? Все подумали, что он говорит про Хорнет, и я тоже. А он, хоп, нажраться можно, я думаю. Это он говорит. Было бы забавно, конечно. Да, потому что если жена узнает, или мама, сколько денег ты потратил на корабли, то это будет развод, а мама выгонит, если ты не женат. Dan, I know the most big This is thing is your ego, but Платная DLC. there is one thing you haven't mentioned yet. Yeah, let's talk about the Hornet in the room, shall we? We have an amazing set piece Мне кажется, выглядит дешево. Ну, kind of, да. Ну, Хорнет лишь бы выглядел нормально. Здорово, Алан. Приветствую. Она еще не началась, можно сказать. Сейчас такое пришоу, где чуваки просто ходят, комьюнити-менеджеры просто ходят и рассказывают, показывают зал, собственно, какие у них там есть
секции и так далее. Сама презентация не началась еще. Оно будет очень долго, шоу идти, там 5 часов сегодня, 5 часов завтра примерно. Лучше бы альтушки дали микрофон. Так альтушка. Вот, смотрите, ну Hornet, ну тоже, стекло выглядит отстойно. Че, не могли сделать прозрачное, клевое стекло? Че это за кал? Из папье-маше. У меня 4-летний сын лучше сделает. Короче, Hornet F7A Mark II, то есть боевая военная версия второй модификации, короче, в полный рост. Из папье-маше. Если ваши почитать подряд комментарии, не Исландии Травкина, получится, что баба из папье-маше сделана. Она переигрывает. Да фиг знает. Просто такая манера у нее. Код по уродливости. Ну, мистер Юи, ты можешь пылесосить и на фоне включить. Играть с папье-маше. Это точно. Я сегодня без пива даже не успел купить. Если какой-то перерыв будет, я, может, сбегаю в магазин тут рядом. Да, об этом уже говорили, что ведущие. Да нет, ну у них это в целом как бы компания же западная. Я к этому отношусь нормально. Ну, если это не Конкорд, конечно, в целом. Код из папье-маше. У них сервера из папье-маше сделаны. Не, в целом модель, ну, прикольно, да. Покрашена просто. Могли бы вот именно... А шарит. Местами неплохо покрашено, местами все-таки вот прям видно пластиковый, скажем так. Конкорд топ. This thing was built with a huge steel spine structure, and there is a platform in the middle. JPEG вышли на новый уровень, они картонные, да. Ты платишь $, короче, Крису, а он тебе присылает в письме такую картонку, и там нужно выдавливать. Ох, нифига какие люди! Аника, привет! Святые я смотрю CitizenCon. Привет! Более того, ты за сколько? Через 5 или сколько лет ты пришла ко мне наконец-то первый раз на стрим? По-моему, первый раз. Все только договаривались, да? Привет, Аника, привет. Рад тебя видеть в чате. Болевая стойка Hornet, мои донаты. Апокалипс Армс. Чуваки, которые Railgun в том числе производят в игре. Через 5, ну 5. Когда идут так быстро, что... Ловите авиалюбители. Brill. I think we're nearly ready for the first presentation. But before that, I'm going to hand you over to Jared. Jared, over to you. Вы же не поймаете. Hi, Sam. Thanks, Sam. Look, there's Sam. Hi. And there's me. And there's Sam. Так они прикольно переключились на камеру, да? На Reddit в бинго была карточка «Джаред кринжово шутит». Можно было бы зачеркнуть. Да здоровая, да. Это я рад. 4 стрима из 5 получается. Да, у нас есть бинго. Покажу попозже. Но у меня нет этой карточки, я не стал. Это слишком очевидная карточка. Теперь приходим мы в зал А. Там, видимо, сцена, я так понимаю, и там... Да, эй, вы все здесь в зале Б, пойдемте все в зал А. Но нужно идти аккуратно, потому что можно сквозь текстуру провалиться. За 8 лет можно пропустить пару стримов. Были бы они за 8 лет. Oh, you have a timer on it. I don't got that kind of time, man. Okay. Там на заднем фоне Анджей Сапковский, видели? Вот прямо за Джаредом стоял, только что махал рукой Джаред. Реально чел похожий на Сапковского. Вот он, видите? Вот за чуваком в рубашке.
Okay. All right. No, we're gonna do 2 pictures. Ready? We're gonna do down low, like we're in a. Like Я сегодня пиво не купил, не успел я. Хотя и не очень-то можно его. Good call. Одни скуфы, но, блин. Like we're. Это игра любителей космоса, мечтателей, из которым уже сейчас по 30 лет, собственно, так что... One that's really awkward. Ready? Okay. Yeah, just... Их все равно не было, да. How's that look? Сапковский круче сказки. У нас монетизация, он, конечно, у него так себе. Everybody in the hallway. Everybody moving hallway. Пиццу там человек какой-то подсовывает. Pizza? What is that? Just cheese? Yeah. All right, thanks. Everybody in the hallway. Острый, говорит, да? Или горячий? Hallway, give it up for pizza! Неплохой ангарчик. One of my favorite things about Star Citizen, we've got Big Benny's noodles, we've got torpedo burrito, we've got pips, and we've got pizza. Just pizza. Wow. Да нету пиццы в Citizen, в том-то и дело. Лапшу, кстати, ввели вот в этом патче, если вы еще не играли или не нашли ее. В Citizen теперь есть лапша, можно вок такой в коробочке заказать, как в «Бегущем по лезвию», и все. И он, собственно, сейчас это и говорил, да, что в Citizen, что я люблю, что в Citizen есть лапша, у нас там есть эти торпеда буррито, да, у нас есть там пипс, это напиток, и у нас есть пицца, но пиццы нет в Citizen. Были патчи, когда можно было возить пиццу по доставкам. Ну, миссия на доставке посылок, можно было в виде посылок таскать пиццу. Это было прикольно. Да. Здорово, ДК студия, привет. Не, пока еще ничего не было такого прям сильно интересного. Это пока пришел. Может, когда я после бабки стола. Полный зал скуфов, смотрите. Реально. И всего одну альтушку видели. Лапша давно есть? Нет, разве? А, ну на уши, да, на уши. I love the Netherlands. I don't remember most of it though. Скуфадрон. Скуф-код получается какой-то. Different priorities. I don't know if I'm supposed to say that on stream. Whose phone was this? Джаред делает неловко теперь рандомным посетителям ситкона. How much time do we got? Hold on, I gotta put my headset on. Скуф общий сбор. Where's Chris Roberts? Где Крис Робертс? Chris Roberts is here. Он здесь. Does he have his mic on? Okay. All right, sure. I mean, if that's what he wants. Чувак, они тебя не слышат, микрофон у тебя сзади. И пиццу. I apologize. Блин, я теперь жрать хочу. Кстати, вы что-нибудь себе приготовили? Стрим будет 5 часов примерно, ну, плюс-минус идти. Не, это, кстати, правильно. Он лишние калории потребил, надо небольшую пробежку устроить. Правда, он сжег примерно сейчас 0,5 калорий, килокалорий одной. Oh, that thing is rock hard right now. Oh, you gotta check out my shoes. Yeah. Donatello. У него найки в виде черепашек ниндзя. Кушаю кашку, класс. Я маленько перекусил сейчас курочкой. И все. Будем делать перерывы, когда будут сильно скучные секции, как обычно. И косовки прикольные, да. Борщ готовить. А я, кстати, тоже сегодня борщ ел, собственно. Прикольно. Смотрите, какие боты. Да-да-да. Спасибо за кроссовки. Как выглядят люди, которые 250 баксов, да, потратили на какую-то хрень? Или сколько? Ну, билет, по-моему, 250. Аника, не помнишь, сколько стоило? Ну? На одну больше, чем в чате, получается. Аника. Блин, Педро Камачо, конечно, такую музыку классную делает. Но не он один, он композитор главный. Но, блин. Тавкины, они сейчас в Британии, ну да.
ладно, давайте пока быстренько бинго, да, вот смотрите. Оп. Бинго выглядит вот так. Что-нибудь услышали мы? Типозы. Да, типоз не было, кстати. Сегодня типоз не было пока что. Но в карточке есть. Начинается. Что это? Это Полярис, да? Нет, это Бенгал. Это Бенгал. Внимание, Крис Робертс на сцене. Провода спрячь, чел. Кто выпустил его из-за кулис, не проверив, что у него провода торчат прям? Надеюсь, это микрофон, а не кардиостимулятор, потому что я планировал все-таки поиграть в релизную версию. В скобочках нет. Это у меня такая и была. В принципе, он, по-моему, не сильно набрал с прошлого ситкона. Но опыта не скрывает. Так, что там? In this up-and-coming presentation, you may see a few things inspired by the Manchester weather. Anyway, so... Это по-моему будет... First presentation, Brave New Worlds. We're on the cusp of a new era for Star Citizen because server meshing is finally a reality. People are making their first jumps to Pyro in Evercati testing right now. Ну, говорит, прямо сейчас тестируем прыжки в Pyro, серver meshing, все дела. Все еще планируется на конец этого года. New phase for Star Citizen. And over these next 2 days, we'll talk about the new tech and tools in Star Engine that will help us craft those worlds that you're going to be flying. В ближайшие 2 дня мы поговорим о новых технологиях, которые помогают нам на движке создавать миры и так далее. Which is out of alpha and for everybody to play. Ну, в общем, мы расскажем, какие нам нужны еще шаги к тому, чтобы выйти в 1.0 и выйти из альфы. For the 5:30 show. Anyway, the team has worked really hard on the lead up to CitizenCon and this year to work on, first of all, what you've been playing in live, what you're going to be playing, what you're going to see here. So I'd like to thank them all for working extra hard and putting all their love and care, just like you guys love and care what we're building, into what we're doing. Короче, мы очень работали усердно. Мы знаем, что вам нравится то, что мы делаем. Короче, мы стараемся работать. Я предоставить Бенуа Бесежура, директора Star Citizen. В конце этого года, я не услышал, но да, наверное, было. Да, в конце года, да, зачеркиваю. Ну, это точно было бы. В общем, Brave New Worlds называется. Секция. Ну, в общем, он решил сейчас на всех языках. А на русском не сказал, засранец. Да вроде не выросло сильно. Это луна, вернее, планета Pyro 2 или Monax. We've always allowed players to circumnavigate planets and move from orbit to ground seamlessly, explore complex areas and intricate detail. Ну, мы это все знаем, так? We're going to need a lot more locations for missions and destinations for more life. Сервер мешинг позволит нам добавить больше локаций для исследования и, собственно, для миссий. How are we going to make a large number of planets and systems? How are we going to meet the fidelity benchmark we've established? In this technology update, we bring life to lifelessness, even to Monax. We take the physical... С этим обновлением мы принесем жизнь на безжизненное пространство, даже на Monax. Monax — отравленная луна в Pyro. Да хватит, это же не Starfield. Чат. Более плотные в плане наполнения биомы будем добавлять.
and fauna, yes, but also settlements, buildings, Ну, мы добавляем флору, фауну, поселения и так далее. This creates worlds that are scientifically plausible, richer in gameplay opportunities. We want you to find adventure just by going around the planets without a quantum point. We want Ну, мы хотим наполнить планеты жизнью, чтобы вам было интересно их исследовать, чтобы вы сами хотели приключения, просто путешествия по планете. We are scaling how we make the game in all areas. This is not just a Planet Tech update. This is Это просто это не только Planet Tech. В Bing можно зачеркнуть Planet Tech, новый показывает Genesis. Ага. Создание, да? Genesis. Сотворение. Star Engine Genesis. Какая-то технология новая. Help me explain all this nice work and this nice technology. Let us kick us off. And I welcome our very own Ali Brown and Will Hine for phase 1 of Genesis. Окей. Первая фаза, короче, версия нулевая, как обычно, итерация новой технологии, которую назвали Genesis. И сейчас выйдут ребята, расскажут нам про первую версию, что она нам принесет. Звучит-то такая студия навсегда интересно, а потом в игре мы это через 10 лет только получаем. Yes, hello, CitizenCon. Yeah. Ну, вот эти крутые чуваки, кстати. Some introductions. This guy over here is Will Hain, aka Water. Этот чувак один из тех, кто реки разрабатывал, который сейчас на экране. And this lovely gentleman is Ali Brown, pusher of pixels extraordinaire. Это Али Браун, да, по-моему? Phase 1 of Genesis, which we're entitling The Laws of Nature. And this revolves around the fundamental approach we use to build our planet and is the literal foundation for everything else we're going to talk about in this talk today. Now, it centers on data-driven, physically-based rules that we aim to realistically emulate nature and its incredible diversity. Before we dive in a bit deeper, let's just recap on some of the things we already have on our planets. So here you can see our lovely atmosphere and our cloud rendering, which can provide some spectacular views. We have our on-the-fly terrain generation, which is no loading screens in our game, which we're very proud of. Ну, это понятно, ничего нового. Летаем в атмосфере без загрузочных экранов, все кляво. Many different diverse biomes. Да, я бы хотел работать в такой студии циков, я думаю. These biomes as we come across them one by one. But what we have isn't perfect. This scene on Microtech. Ну, типа вот, то, что мы имеем, не очень все-таки классно. Их не устраивает вид текущей планеты. Макротек, например, классно выглядит, но неплотные леса, не хватает деталей. Well, this is because currently our artists create slices of biomes in great number, and then they distribute them across the planet using temperature properties. Each slice looks great. Хоть биомы и вручную сделаны, но они часто повторяются. Там есть, допустим, ну, те же самые елки, они повторяются, да. Плотность наполнения объектами, она не велика, потому что иначе это сильно влияет на производительность. То есть текущее ограничение написано на экране сейчас. За моей камеры не видно. Well, as I said before, we're going to start with physically based rules that drive everything. We want nothing to feel random on these planets. We want no limitations on the number of biomes. We want infinite biomes that are continuously changing across the planets. And we want extreme density, and we want to maintain... Хотят увеличить плотность, они хотят сделать физические, основы на физических законах, симуляция, типа, чуть ли не всего по физическим правилам. Хотят, чтобы не было лимита на биомы, то есть больше биомов было на планете. И так далее. Более удобный инструментарий для дизайнеров и художников. Так, вот температурная карта. Ну, это мы все знаем, это все было. Карта влажности, геология, почвы, то есть карта почв. Ну, это какая-то карта глубины для почвы. We're going to put something together and show you some demos today using some of the assets that you've already know and love in the PU. Although you might see some new stuff later, we'll save that. Так. What you're going to see is a vertical slice of development. It's very early stages. Покажут очень ранний вертикальный срез новой планетарной технологии. Этого генезиса. Number one challenge with planets in our game is scale. In no other context do you need a planet to look great from first-person perspective when you're You need it to look great when you're in a spaceship at a quantum marker miles away.
And everywhere Мистер Ви, ты серьезно сравниваешь КСП? everything, we cannot afford for it to look bad in any of those scenarios. So, let's start. Потому что в КСП полеты лучше и реалистичнее. Let's have a look. Так, смотрим видосики. Ну, плотность действительно выросла. Смотрите. Реально густые заросли. Все еще подлеска почти нету. Я не вижу, подлеска, камни летают. Да, ну я вам сказал, что это ранняя стадия. Но я все равно буду это подмечать, да. Ну, папоротник тут какой-то насадили. Хотя он есть в игре. Редко встречается просто. Ну, все еще не лес из Kingdom Come Deliverance. Я считаю, что там один из лучших просто лесов вообще в целом в игровой индустрии. Ну, надеюсь, что не пока что еще. Не, я хочу, это классный лес, плотный, все такое, но... Ну, она красивая, но не прям уж сильно разительная, не прям большая разница. Но смотрите, дальность, да, я лоды вижу, что лоды уже лучше. Скалы вдалеке не такие голые. Окей. How do we make that? Как мы это будем, короче, делать? Как мы это сделаем? Thank you. Thank you. Чуть похоже на Force Redance Unity. Ну, блин, спасибо. What's underneath it all? The ground. So. Они же показывают, такая студия, деформацию скелетную, но либо забили на это, либо когда-нибудь сделают. Слои, короче, террейны показывают нам сейчас, ну, то есть поверхности. То есть вместо того, чтобы напрямую смешивать разные, допустим, снег и камень, да, скалу, и делать мягкие переходы, они будут послойно эти текстуры накладывать, видимо, как-то и смешивать их по слоям. Я так это понимаю. То есть не стыки размывать, а именно делать послойно. Like what Ali said, we want to emulate the laws of nature. So in Genesis, we have rule sets for every asset that tells it how to respond to our rich data, whether it be soil type, это позволит создать микробиомы. geology, or whatever. We assess the viability and the vitality of each asset and compare them to decide what is likely to spawn in a natural environment. Ну вон мы, Матеш, мы вон недавно с, собственно, Аланом охотились на копионов, это просто был копиум настоящий. Потому что, во-первых, они лагали, некоторые из них мы их убивали, нам это не засчитывалось, то есть мы там убили 15, нам засчитало из них 3. Ну, короче, бред. Наушник у меня уже разрядился. Так, ой. Теперь я ничего не слышу, кстати. Да, я вообще ничего не слышу. Надеюсь, вы слышите хотя бы. Так, смогу ли я на лету переключиться сейчас на что-то другое? Здорово, Моран, привет. Нормально. Так. Which affects its competitiveness. We also have additional control over this in the form of dominance, which allows us to make one asset more competitive and more dominant than another, which is just what we see in nature. Everything is constantly fighting for resources. Так, сейчас, секунду. Over the distribution of the assets so that we can control ones that prefer or reject shade. Often, like these ferns, they can spawn in light. Фигня эти все. Надеюсь, вам слышно. Напишите, пожалуйста, в чат, слышно ли вам звук ситкона и мой. Да, прекрати, а. Так, перспективу показывает, то есть. Спасибо. Ну, буду в этих наушниках сидеть. Громоздкие, но... Что поделать. Ну, выглядит, конечно, лучше. Да, прям хорошо выглядит. На уровне одиночных игр. Практически. ПТСР, Сарма 3. Я в раз давно не играл в New Zealand. Листаркой. Да что... А, это же не у меня. Это не у меня.
Ну, неплохо, но все-таки переход там вдалеке какой-то виден был, да? Видели дистанцию прессовки? Почему в этой зоне было много камней, спрашивают разработчики нас. А мы-то откуда знаем? And this logical grouping is achieved via erosion simulations, which we run offline to build localized data maps. And they describe the size of the aggregate and rocks and the density and where they should naturally form. And that means we get things like these natural clusters of boulders at the forest edge underneath the cliffside. And on that note, you might have noticed that the cliffs have been dramatically improved in how they shape. Ну, в общем, логика размещения камней будет то, что в том числе просчитывается, и таких объектов. This is controlled per species, so we can get better emulation of their unique growth patterns and create a much more realistic environment. And we also calculate the slope aspect, which is the exposure to vegetation to solar radiation and other environmental factors. Ну, неплохо. Different species to flourish in different conditions, as we can see on different sides of this valley. Then over larger scale, we calculate the age and vitality of each tree individually to drive exactly how high they should be, but also the color of their... Так, я отойду на пару секунд. Now, this isn't the only thing that will drive the color of the leaves. We're going to introduce the concept of seasons to the game. And this will mean our planets will evolve through the year, and we'll be able to shed leaves from trees and have the grass wither in winter. So as you're starting to see, all these rules, all this data, it's all coming together to create what we call truly emergent biomes. Let's have one more look at how this varies. А что у Тода, кроме камней, есть на этих 1000 камней? Смотрим еще одну презентажку. О, ну смотрите, ну прямо вот пейзаж, конечно, вот сейчас вот эти холмы с деревьями прям очень неплохо выглядят. Но у меня всегда вопрос к лодам. Типа, если ты летишь там в 50 километрах и леса прорисовываются у тебя в 100 метрах, это очень плохо. Но неплохо выглядит в целом. Ну, я так понимаю, это Microtech опять показывают нам. Все камни в полях. Мистика. Лежит, комментирует. Таймлапс показывает, да, то есть. Just like in real life. Oh, thank you. Just like in real life, our areas should vary, even by traveling a few kilometers. If you get in a helicopter and fly over the Alps, it all looks a bit snowy, but when you look closer, it's constantly changing. And we're now able to accurately represent that with our changing data. Another very important factor to mention is the distant look. In this screenshot, you don't see a single tree. У кого есть вертолет, ребята? Проверьте его слова. We previously did that. Да. Artists made lookup tables that told the planet what color to be at what position. But that wasn't going to work with all our new data and our far more complex spawning. Now we have a systemic solution. The planet shader is able to intelligently evaluate what's going to spawn there using the same rule sets that cause the assets to spawn there when you get there. Ну окей, короче. В целом они просто сказывают о том, что симуляция, вернее, подсген дальше у них улучшается. Ну да, вариации планет должны, то есть разнообразие планет должно увеличиваться. Harder, better, faster, stronger.
CPU. We don't want to melt anyone's CPU, so we've redesigned all of this tech to work much more efficiently than before, and now it can run on many cores. This allows it to be run perfectly well on both the CPU and the GPU. So we've redesigned our framework so that we can run it at both and swap between them freely. Ну, на сервере нету видеоускорителей, поэтому просчитывается... Ну, поняли. But we then also cache the results in some what we call a virtual terrain texture. I'll give you a quick demo of this now. This is now vastly faster than the previous system, but it also allows us to generate the terrain in much higher resolution, which means all the popping you can see on the mountains as we're approaching, all of that should be completely eliminated on the right-hand side of the screen. Ну, разница не кричащая, скажем так, мягко говоря. Главное, чтобы оно быстрее было, да? То есть оно как раз те самые лоды. Ну, окей. Поскорее бы это в игру. Including high resolution ground textures, proper blending between surface types, and of course better tiling. If you're familiar with any of our planets, we've taken off all the assets so you can see the issue. And now how it looks, you don't see those lines. Просто все хотят, чтобы было красивее выглядело. Так, я все посмотрел. А, тайлинг, тайлинг это большая проблема, да. Вот это неплохо. Так. Ну, неплохо. Но опять-таки, если еще дальше отлететь, скорее всего, будет тайлить. Like Ali said, we can perform the scattering there too, which is significantly faster. All those algorithms that we've used to generate those first bits can run. Короче, они упираются сейчас и в количество объектов, и скорость рендеринга их. Directly there on the GPU. We can render straight from them. That allows us to have dramatically more density in our new system. We can render objects directly without having to go via the CPU every frame. Короче, групповую отрисовку, массовую отрисовку объектов они показывают. Так, вот текущая Planet Tech версия 4 выглядит вот так. Как же он дышит. Ну, плотность, да. These are the groups that we create of those trees and of the terrain, and as we get closer, we shrink them so we're more intelligently rendering what we need without having to assess each tree. Да, видите, из воздуха не появляется пока что ничего. Это очень неплохо выглядит. Но елки одинаковые все были в кадре. Возможно, для демонстрации просто. So to recap some of the things you've seen here in phase 1, we had data-driven rules based on physically based data, generating emergent biomes that continuously vary across our planets to get infinite possibilities. And we've achieved this with much greater density than before and much faster rendering. And we also achieved seamless transitions. В общем, это то, что будет вот входить в генезис первой стадии. So for that, I'll hand you to the next phase towards Sebastian Schroeder. Thank you, guys. Thank you. No physical. Thank you. Wow. Thank God there's only 20 of you, otherwise I'd be nervous. Right. Thanks for having me. I'm here on behalf of the Planet Content team, and we're very excited to finally show you some of the things. Very excited. Ну, оно уже не раз было. As you've just seen from Will and Ali, the system keeps growing in both complexity and capability, so our libraries have to grow alongside it. Про отдельные пропсы будет говорить, что ли, да? Или что? По библиотеку ассетов? Я не понял. Есть средства противогрибковые специальные обрабатывать. Я пользовался, одни очень хорошо помогают. There we go. So, our goal for content is to provide the content that is Я кисточкой мазал. Канистру покупал целую, очень хорошо помогает. realistic environment. And this content is what this phase of Genesis is all about, emergent biomes. Так. For our first example of today, it's almost a shame Will left because it's about moisture, but let's look at very high moisture and medium to high temperature. Влажность типа, да? Болото, джунгли, вау. Марки летают, кстати, могли... Болото. Так, любители Dark Souls и Souls-like.
Ваш выход. Кайф. Теперь можно будет делать перекаты в болоте. Надеюсь, она ядовитая. Теперь я еще сильнее жалею, что купил Elden Ring. Самбади точно нужно было для Шойка. Опа. Подлаг. Лагает. Не, ну... Whitebox Assets. Отсылка к планете Дагоба, да, к приземлению Люка Скайуокера. Кайф. Это что, смута? Я не понимаю. Что за... Это отсылка к смуте была? Я, может, не понял просто последний мужика. Весемир, может быть. Болото. Кайф. Смутное болото. Allow me to give you a quick primer on our approach to authoring plants. Most species can survive in a fairly wide range of climate conditions, but will only thrive if the conditions are ideal. To support this concept, we author our vegetation assets to describe the full growth cycle of a species. If the conditions aren't ideal, they may not grow to full maturity or look their best, but the species can still exist. So, let's have a closer look. Ну, это потому что вот показывают нам по разные ассеты. Plants like this Alternatera and the iris. We also need the aquatic ones on the water surface, like the water lily or the pickerel weed. Вот они для чего делали тут плавание, плавающие частицы на воде. While comfortable near water, we can also use to replace some of the more aged assets used to seeing elsewhere in the game. The last one, it's taking a bit longer now, but Ну да. the last one, Подвижок, первая часть, можно сказать. the last one you may not see used much in other biomes, but it's a very iconic one for the swamp, the bald cypress. Неплохо. Взаимодействие с водой. Водопады, скорее всего, покажут, кстати. Я хотел водопады включить в... Это не стал. Что это планетек все-таки. О, рыбы в воде, смотрите. Рыбы же в воде, да? Вот это. Ну, кривовато, но прикольно, да. О. Это минус 10 FPS сразу. How the water simulation systemically affects assets sitting on the water surface, making for some really immersive moments. Чел сейчас ему на голову приземлится. Ну, прикольно. Потужно. Now, before I get to our second use case of the day, a quick disclaimer. Obviously, all the things you're seeing here today we're still actively working on, but this one in particular, it's a bit early in the process. So, let's have a look. Все, что мы показываем, это ранние версии, но сейчас еще будет как бы... Следующий биом покажет. Джунгли. Блин. Ну сочно, ну, меня вражки валика пошли. Сочно, красиво просто. Я, знаете, люблю эту игру. Хотя она и ужасно работает. Канал джунгли about одно и то же. Ну, не скажи. Смута референсы. В смуте джунгли были. А что за корабль приземлялся? Это же катер, да, был? Вроде похож на катер, но когда снизу как будто другой. Он медленно так идет не для красивой картинки, а потому что иначе все будет лагать. Они такая шик, кстати, да, вполне. Ну, там больше были такие вертикальные большие деревья огромные. Я по смуту народ не понял, о чем ты. Ну, марки летают. Они хотя бы могли бы добавить новый фаун, хоть показать.
Какой-то застрявший корабль, и я реально не могу понять, что за кораблик. Не, красиво. Теперь даже хочется свой космический дом на дереве. Похож на писец, да, я тоже показалось, но не был уверен. With jungles, we wanted to explore the concept of vertical stratification, as they are the prime example for that. What it means is that you have horizontal layers of microbiomes defined by Волнуется чувак. Заговаривается. Сейчас зависло что-то у меня все. With the amount of sunlight and rain that still reaches there. The floor, herb and brush layer, we could almost do before, obviously missing the density. Говорит, что по вертикальное изменение биомов, то есть чем выше, тем... By dynamically spawning epiphytes, like lianas, ну, типа с ним потом лианы начинают, сначала трава, там поверхность. Ну, то есть деревья не одинаковые по всей высоте в джунглях. Да, точно. Is what will finally allow us to make convincing jungles. And the best part is, we don't even need a lot of different species to create what we refer to as a canvas of a biome. The idea being that we can vary what kind of forest... Понятно, Матиш, ну, не нужно зачем-то рассказывать. Целых 5 часов. Вот это просто ассеты. До этого целая сцена была. Then obviously you need jungles for lianas for a jungle. And we also made agreeers, which Но это один из инженеров, который разрабатывает планетарную технологию, ну, разраб. For tall trees, we decided on a fairly generic rubber tree, as its different growth stages serve as a nice foundation for all height levels. And that's pretty much it. 4 у них вида, в общем, этого дерева есть высоты. Чё? Now, for a third and last use case, let's pretend the data indicates regular rainfall and moderate temperatures. Дождь? This climate would support a lot of different forests, but we also wanted to use this opportunity to explore extreme scale. And it's just really cool. Я хочу дождь. Блин, надо было дождь добавить в бинго. Redwoods. Так. Прикольно. Ну, отсылка тоже. Кайф. Это сочно. Это сочнее, чем на Майкротеке, конечно. Дисней сосад. Не, ну птички летали, Моран. Ну, вторая, по-моему, отсылка, да? Все-таки. Если не считать мандалорцев, которые ходили в зале. Now, for this one, we first looked at the different redwood biomes on Earth and tried to analyze what the most defining species of them are. With this understanding, we then decided on the following plants to allow for a fairly universal redwood forest that will easily support variation across continents and planets. Ну, вариации вот этого леса нужно тоже. Сейчас они использовали в виде референса именно земные леса. We also made a huckleberry variant to provide some visual density for the shrub layer. Не, Матиш, тут имеется в виду, что они их распространяли. И будут эндемики, которые только на определенных планетах встречаются. По крайней мере, так раньше было в диздоке. Но будут и животные, которые распространены по всей империи. Типа вот коров, квазигейзеров. Жесть, какая-то секвойя гигантская просто. Размером с карок. Фауна Эри 18 — это наркоманы и всякие криминальные элементы в проулках. О, то, что вы хотели, приминание травы.
whatever else, ДК-студия, ты хотел. vegetation behave accordingly. Now, as part of our tech improvements, we will be implementing a GPU-based simulation Кайф, они не отказались от этого. for our game scale. For now, we've set up the ferns with our existing CPU-based one to better visualize what it will feel like to walk amongst those giants. Also, with the biomes on our planets now being defined by where an individual object wants Теперь можно трогать траву, не выходя из игры. by having species invade different biomes, making for some unique locations, hopefully. Surely. Ну, насчет ничего, конечно, громко сказано, но интерактив завезли. Now, before I get to this PO stage, Возможно, кстати, да. thank you to everybody involved, especially my team in Frankfurt for doing such amazing work and being all around great people. And also to all of you guys. I really hope we have a fantastic CitizenCon. This concludes this phase of Janet. So please welcome Ian to the stage so I can tell you all about the next one. Так, ну все. Дождь не показали, я разочарован. Надеюсь, этот двухцветный чел покажет дождь. Hello, CitizenCon! All right. Those new planets and biomes were pretty, right? But it's time for phase-free civilization to give you some stuff to do. So, let's talk about location density. We've emulated nature as well as Нам рассказывали про природу в основном, теперь покажут именно про локации какие-то для исследования. But it's time to start populating the verse, because where there's people, there are their lives and the structures they build. So it makes sense that whenever you go and explore these planets, that you find their lives. And what's even more important is that when we make В общем, где люди плотно живут, скажем так, какие-то поселения должны образовываться, какие-то точки интересов и так далее, какие-то структуры. Before we continue, let's first take stock as to where we are now. At the moment in the verse, we have these custom, beautifully made locations. Сейчас они делаются вручную практически все, да, размещаются и так далее. Have all been handcrafted by our designers and artists to hit that benchmark. And they've been working. Ну, то есть они дальше ходят к портсгену, еще большему, да. Going forward, this doesn't really scale with how we want to go forward with the game. Server meshing is about to arrive, and we're going to have a way higher player count. So those 73 bunkers across Stanton just won't cut it. Цакнулся. In general, it's Да. also pretty Шарит, тоже отсылочка к Кинзадзе. and find stuff out there. So there's no exploration gameplay. You haven't really put your character to use for the way that you should. So this means we need to go bigger, which means we need to change our workflow. And with any workflow means we need to first establish a new benchmark. So, with our new benchmark, we are ensuring quality and improve on our previous work and make it even better. And any location that you'll find, Каждые 100 километров. no repetition. Наверное, неплохо, потому что сейчас Citizen огромные расстояния, а точки интереса очень сильно раскиданы, и по ним только квантоваться, по сути дела. 100 километров это многовато, но при условии, что планеты огромные, это уже лучше будет. Ну, они говорят, что вот они ввели вот эти UGF, большие структуры, но хотят еще разнообразия и качества. Вот это про меня, потому что я хочу больше на планетах контента. Я не очень люблю летать и воевать в космосе. Не умею особо. Ну, собственно, вот этот список, который позади меня... Ой, так, стоп, не то. Это то, что они, как бы стадии, которые они проходили уже. Создавали модули, потом библиотеки объектов, строений и так далее. Тестировали это все в редакторе и потом строили с помощью специального инструмента, их располагали. Сейчас они будут дальше идти. Они определили 3 стиля. Frontier, то есть поселения такие на затворках, высокотехнологичные поселения и утилитарные, то есть больше, ну, технологичные такие, то есть, короче, как заводы, грубо говоря.
the function of the place will define the way the place looks as well, and its form. Да, у них текучка большая, Моран. Но тут не все новые лица, но текучка у них действительно большая, судя по слухам. Like the new citizens for prosperity in Pyro, unlawful, such as Xenofred, and sometimes not even no one in the place. Ну и фракции, да, законные, то есть обычные граждане, ну, незаконные, пираты, там, бандиты и так далее. И она купает, то есть... Now that we've made our toolkit and we've defined all this new stuff, let's start building thousands of locations. Yes, I said thousands. Которые, ну, как бомжи, короче, грубо говоря. To avoid the same issue of working on directly in the planet, I'd like to introduce to you Starchitect. Старкитект. Если архитектор нам сегодня на стрим заглянет, это будет забавно. Новый инструмент Старкитект. What Starchitect allows us to do is directly on a planetary scale scatter all these new libraries and... В общем, это инструмент для расположения, создания точек интереса и поселений в масштабах всей планеты. Не чтобы вручную выбирать какие-то красивые места, а он будет это программно делать процедурно. В каком-то смысле, да. Строительство баз Бинго нет пока. Сейчас не об этом речь. Строительство баз именно игроком. В Бинго строительство баз зачеркнем потом, когда будет именно показывать игроком базы. И крафтинг. Ну, в общем, да. Есть разные виды фермы, добывающие всякие предприятия, старые бункеры и так далее. Ну, бункеры старые, которые у нас сейчас есть, имеется в виду в игре из Стентона. Ну, для примера, добывающий аванпост шахтерский. Let's look at an example and kind of use the tool to really, make a location. We can define the rules, as I've mentioned a couple times by now. So for our mining outpost, it wants to be near a resource. We can specify what this resource needs to be. В общем, правила. We can also give suggestions where sometimes you'd find it here and sometimes you wouldn't. If the location has refineries, it might want to be near water to refine the resources. Да, то есть для переработки руды или ресурсов им нужна вода, поэтому рядом с источником воды или источников ресурсов по правилу будет формироваться поселение шахтерское, условно говоря. Ну и оно будет содержать в себе структуры для проживания шахтеров, сами шахты там или перерабатывающие предприятия и еще силовые установки. Ну то есть как-то так. Если мы создаем поселение фермерское, да, то там нужна благоприятная температура, тип почвы и какое-то определенное расположение на карте, да, то есть плоскость, как правило, равнина и так далее. Ну и здания соответствующие. Ну, в общем, для того, чтобы найти крушение, разрушенные корабли, упавшие. В общем, такие вот правила. Например, дистанция до ближайшей турели. Типа ее турель сбила, он там упал, ты его найдешь недалеко от турели. Ну, условно говоря. We want to make sure it really feels like people have built their lives here. So, let's talk about some missing bits. We want to tell tighter stories, such as the people's lives, but also logical exploration. If I find one thing, I expect to find something similar or something else nearby. Ну, рассказывает о том, что как они хотят миссию улучшить. Вот narrative development, вот это вот нужно. Вообще нужна постановка в миссиях, хоть какая-то, если очень мало. Но, судя по всему, сегодня об этом не расскажут. Именно больше про песочные миссии, песочный геймплей. Неплохо. Кластер из 13 мини-локаций, одна большая и рядом расположена.
Clustering. В общем, про кластеризацию сейчас расскажут таких локаций. Это прикольно, кстати. Не хватало этого. If you find a distribution center, just like in the verse currently, I would find forward operating bases next to them. But if you go even Ну да. Ну, you'd find mining outposts. правильно Матиш пишет. Я просто озвучил первое, то, что было в правило написано. Go out even further, Про что расшифровать? because that's where they might find some of the gems. В общем, вот смотрите, смысл в чем? Есть один большой распределительный центр, он большой, ты его можешь издалека увидеть, либо прилететь по миссии на него. Рядом с ним, будучи на нем, ты можешь снаружи обнаружить какие-нибудь шахты или еще что-то. Фоуб, я так и не понял, что это. Операционные какие-то базы, ну типа склады, там еще что-то. И, короче, таким образом ты можешь от склада найти, допустим, шахту, а вот из шахты найти пещеру. То есть, таким образом ты будешь натыкаться сам визуально, натыкаться на другие объекты, другие локации и точки интереса. Они как сейчас натыканы отдельно, очень далеко друг от друга аванпосты, города и там так далее. Outposts, but even trade posts. Торговые, вот видишь, ну, короче, торговые посты. Side of the spectrum. Before I do so, I forgot data. We can on a cluster level specify again what mineral commodities, but also what. Да, зоны, которые логично согласованы друг с другом. Now let's look at the other side of the spectrum. Cluster. What rules? Well, they need to be far away from any. Но смысл в том, чтобы тебе бы хотелось исследовать локацию самому. on their own. And also on an unlawful planet, such as somewhere in the Pyros system. For the targets, outlaw outposts, crash ships because they would shoot them down, and also ruins from just places they just completely overrun. Ну да, еще бывают кластеры. Кластеры бывают разные. То есть вот есть майнинговый кластер, то есть производство, добыча, что-то еще. То есть показывают нелегальные какие-то, то есть незаконные кластеры. Поселение каких-нибудь бандитов, разрушенные корабли и так далее. Let's go even bigger. Just like our locations, we can put clusters near other clusters. Ну да, и кластеры будут связаны с кластерами, с другими кластерами. Between 10 to 15 locations each. And we group this into what we call a sector. От 10 до 15 таких больших кластеров вместе группируются в такой вот. То есть самый максимальный кластер, он примерно 100... еще больше может быть. Да, ну короче... With each their own data and persona. And every single one of these locations Ну, она когда-то отходила, Эллен. Ты видел джунгли, например, болото? for you to find. Сейчас показывают кластеры. То есть, как локации будут теперь генерироваться. And just on this side of the planet. Ну, может быть, да. Can you guess the number? We've got about 3042 locations. Ну вот на планету примерно, да, 3000 разных локаций. And again, this means that Starkitect. Ну, точка интереса. Пещера, майнинговый аванпост, торговый аванпост, большое здание какой-нибудь, большой локации. And it just gives that full identity. А дороги, покажите мне. Ну вы же если сделали кластеры, можно какие-то крупные кластеры производственные объединить дорогами, пожалуйста. Вот этого не хватает. Надеюсь, покажут все-таки дороги. Пока я хочу увидеть дождь и дороги. Из планетарки, ну, лода я уже увидел. Красиво, но, блин. Let me introduce you to the stage, the person who will introduce life at these locations, Francesco Raccucci. Так, Франческо Лакучи сейчас нам скажет про наполнение жизнью таких локаций. Про NPC, возможно, не знаю. Hi everybody. А нам FPS не хочешь увидеть? Ну, хочу, конечно, но пока это, я думаю, нереалистичный план. Я думаю, расскажет про оптимизацию не сегодня, так завтра. Ну, то есть на ситконе на этом. Хотят адаптировать жизнь к правилам природы, грубо говоря. So up to this point, we have seen how we are building the worlds. We start from the physical data set, and this is to make sure that what you see is not just beautiful and realistic, but also physically accurate. Ну, в общем, да. Физические правила они используют не для того, чтобы это было красиво и правдоподобно, но чтобы еще можно с этим было взаимодействовать. Сейчас какую-то интерактивность покажут, я так понимаю. Ну, в общем, они хотят, чтобы некоторые планеты были безжизненные, локации могут быть пустые.
emergent environment that is everything we have just seen being built out of the physical data set. Users-made locations. So this includes everything that our designers or you players will create in the world. So something that is mankind-made and not predefined in the environment. Interior of those locations. Now, this is very much to the previous point. The difference is that they represent usually a confined space where there is much more tight interaction, and for NPCs is a lot of... Так понимаю, это стадии, да, разработки, то есть генерируется локация, потом ее дизайнеры вручную дорабатывают, да, создают интерьеры, расставляют освещение, да, что-то типа того. So to allow life to respect this world and conform to the rules that this environment defines, well, we want to improve our tools and workflow, and we want to distance ourselves as much as possible from a designer-driven approach. This is because, first, it's labor-intensive, it can be prone to bugs, but also... Ну, это понятно. Они хотят, конечно, чтобы процген у них генерировал максимально круто и похоже на то, как будто это вручную все расставлялось, но я думаю, эта задача весьма невыполнимая. Либо самой, либо... А почему здесь день-ночь? Цикл дня и ночи. So today I want to show you a couple of examples of what the team has been focusing on to make these systems юзер, в смысле, игроками. these vastly dense dynamic worlds. So we'll look at perception in light and dark environments and dynamic cover generation. Так, смотрим. So, attacking an outpost now must have a level of depth that goes beyond what we had. So layouts of the environment can change, vehicles may or may not be present, and PC can be anywhere. And if it's a bright day, well, we will be more visible, but our enemies will also be more visible. And if you choose to attack at nighttime, well, we'll attack in shadows. During darkness, it's going to be a bit harder to see our enemies, but we will also be harder to be spotted. And it would give us more opportunities to be stealthy and sneaky. How do we do that? So as you see, there's банальщина какая-то. Он говорит, что днем, типа, на PC очень хорошо видно, то есть ночью вы можете больше по стелсу передвигаться, как бы люди все внутри где-то там и так далее. Можно передвигаться в тенях. On the planetary surface, as we've seen in the outpost, natural and artificial lights are the two elements that will impact vision. And knowing that, you can use this to leverage your gameplay style to exploit basically all the environment. So what is perception? On the NPC level is the combination of data that we collect out of the senses. And vision is one of the senses and just tries to, in a way, simulates the human sense. Короче, он говорит, что стелс в игре будет наконец таки. То есть можно будет в тенях прятаться, потому что NPC будет они тоже будут видеть. В темноте плохо будут видеть там при освещенности, в общем, при разных, при разных уровнях освещения будет разная видимость. So in this video, we'll see two main elements. The graph on the top left and the two colorful cones. The graph on the left basically represents the current light level the NPC is in and the current multiplier the light level generates to speed up or slow down the NPC perception and understanding. The two cones instead represents the primary and secondary FOV. The red cone В общем, показывают его конус зрения, то есть прямая видимость, периферическое зрение показывают тоже. В движении он видит меньше, уже этот конус и так далее. Когда освещение плохое, он видит плохо, включил фонарик, стал видеть лучше. В свете фонаря, прикольно. Такой базовый функционал стелс-шутера. Patrolling with his domesticated friendly copion. This is because he wants to exploit the night vision capabilities of the animal, and it's kind of our tier 0 pets. So we will now look at the cover system. That is the next dynamic things that I want to show you. So when we introduced planetary navigation mesh the first time, our goal was really to create a systems that would support система укрытий. То есть, если тебя не видно за машиной, которую ты сам туда пригнал, то есть тебя реально будет не видно для NPC. And then
their regions only exist when somebody's there and the NPCs are there. So essentially, environment has its purpose only when life exists. Also, let's keep in mind that even if we could export dynamically and statically those planets, so processing dynamically all a static version of the planet, this would be, first of all, wasteful and on the memory side and time-consuming. And also because we have a lot of runtime modification of the terrain, this would require us to still reparse it at runtime, and pretty much that will be almost all the time. So to generate the cover data, we want to leverage the navigation mesh system. And what we do is, as you see here, the blue polygons are basically where NPCs can walk, and the green ones are what we call cover surfaces that represent В общем, по голубой зоне персонаж может передвигаться NPC, а зеленый — это укрытие, так понятно, я думаю. И, так понимаю, NPC могут эти зеленые области тоже как укрытие использовать, воспринимать как укрытие, то есть спрятаться самому за машиной во время сражения. Either the location itself or prefabs, and then with a special entity that would just sample dynamically the environment, but would still be designer driven. This is obviously a good approach it's also a standard approach in gaming industry, but what about all those organic and inorganic elements that get scattered with the new system? Like if designers want to iterate on these ones, for example, and they want to change the physical data sets, those scattering tool will just change completely the layout. And what we want is that designers can do this change without being afraid of doing it because the gameplay was, predefined and controlled. And now they can just make something beautiful, but also fun. Okay. Besides that, yes, we did have a prefab approach where you can build stuff out of small building blocks. This is obviously a good approach because it's, in a way you can build stuff out of smaller version, but this creates a lot of unnecessary data. Imagine a crate, and we can say that the crate can generate cover. Now we stack 100 crates, and what happens? That we have a lot of data to generate cover that we have to process, throw away. This would just waste CPU cycles for nothing. Ну, он говорит про оптимизацию таких укрытий, что их нужно объединять в блоки, которые, в общем, занимают меньше памяти, грубо говоря. So enabling the dynamic generation of covers on the planet allows us to exploit all the elements of the environment. Анимация была прикольное скажение. Whenever navigation mesh generates, NPC can now have a chance to fight with you hiding behind available elements. Boulders, rock, walls, and are all useful elements right now. However, we don't have to limit ourselves to static geometries, but also vehicles can be used for cover. And as you can see, this is dynamically generating while the vehicle moves. So be careful where you park your Ursa, because now it can become a source of danger for you as well. Last but not least, будьте осторожны, говорит, когда паркуете свою Урсу, потому что она может быть укрытием для противников. То есть вам тоже помешать. Because obviously you guys will build your own locations, but you don't really mark up stuff, or you don't want to decide that, because that's going to come automatically out of the system. So I want to show you So what I want to show you now is just like a little bit of insight of what goes behind the scene when we generate cover. Ну, это, короче, просчитывается все автоматически, я так понимаю. То есть это не какие-то предустановленные триггеры, да, зоны. What that means is we use the geometry, the physical representation of the geometries, that is a little bit simpler than usually the render mesh, and we construct it in a voxelized approach. This is also using different types of agent definition. Why so? Because obviously where you... Ну, в общем, рассказ того, как на уровне движка это примерно работает. Сначала вокселизация окружения происходит, то есть разбивает на вокселе, да, на объемные пиксели, скажем так. Потом это происходит раскраска зон, и далее, ну, раскраска для того, чтобы определить, видимо, высоту и так далее, плотность этого укрытия. Потом строятся эти вот структуры самих, собственно, укрытий зоны, за которыми NPC могут укрываться. И также, видимо, NPC могут понимать, насколько хорошо они спрятаны за этой зоной. То есть, видите, она имеет разный цвет. Оранжевый, бледно-зеленый и темно-зеленый. То есть бледно-зеленый — это самое лучшее укрытие, так понимаю. Судя по всему. Ну и дальше финальный результат. Рано или поздно, Алан, возможно, это будет корректно работать. Он про Maelstrom сказал, кажется, да? Про разрушаемость. Да, да.
Да, показывает разрушаемость. В общем, это система Мальстрёма, которую нам показывали на прошлом ситконе. Рассказывали, что они планируют ввести разрушаемость некоторых объектов. Но видите, укрытия динамически пересчитываются. Ну, короче, некоторые объекты, арки можно будет взломать. Заборы. Неплохо. As you see here, we can have also lots of rules, so you can see that here. But when things break, first they invalidate, and then when they rest, for example, we can decide when is a good moment to regenerate, so that we also don't waste too much CPU cycles. The color that you see is mostly cover quality, so you see light green is high cover. Да, то, что я говорил. То есть цвет объясняет, насколько укрытие надежное. Ну и, скорее всего, NPC по возможности будут занимать более плотное укрытие, более надежное. What we want is the life to be able to systemically evaluate all the dynamic environments that is generated. We want to improve our workflow, not only to support designers and being faster, but also support all your guys' creations. So we want the life to adapt, and this is all for making the game fun for you, so that everything comes together. So thank you all. This was phase 3. And now, let's welcome Ben Parry, that will introduce you guys to phase 4 of Genesis. Так, 4-я фаза. Ну, это, короче, была 3-я фаза Genesis, а здесь сейчас 4-я будет. Как видите, разработчиков тоже генерируют в генераторе персонажей Star Citizen. So now we're going to take the same approach to automatically handling light itself. First of all, why is this important? Well, it's not always obvious, especially when they do their jobs as well as they do. But there's an incredible amount of attention from the lighting artists that goes into all of the locations. Так, про освещение, судя по всему, да? Глобальное освещение. They also manage the visuals really carefully, adding fill lights, approximating bounce lights off ground and up into ceilings and dark corners where there aren't any direct lights pointing, really. And the problem is, not only does this take a lot of time and really constrain the style that they're using, it's simply not possible. If you've got a planet full of forests and, what was it, 3,000 and something places... Ну, возможно. По крайней мере, написано, что ручной, свет расставленный вручную, это не опция, то есть не вариант. Как бы сейчас их уже это не устраивает. Да, освещение внутри, конечно, можно наставить, а вот на природе, на открытых пространствах уже сложнее. Им нужны более богатые тени, более плотные. Мне тени, кстати, очень не нравятся, когда вы включаете фонарик или фары. Фонарик сейчас сделали лучше, но вот фары у кораблей, они очень плохо выглядят на поверхности ночью. То есть они слишком пересвечивают, всплывают все косяки графики. Ну, короче, да. We replace that with around 40,000 mini ray trace probes. Each of them has their own view of the sky, and so that gives you way more contrast and variation as you move in and out of the canopy. Now, there are a couple of other pieces of the puzzle that we've been working over the last year. Now, the first is, well, all the stuff that you can't stick 40,000 mini probes onto. Anything that doesn't have an opaque surface, we can't really know where it is on the screen and track it from frame to frame. But if we don't do anything, it's going to stick out like a... Это тот самый трейсинг на основе вот этих проб, да? Типа, который показывали нам в прошлом ситконе. Была демонстрация в Караке, помните? В ангаре Карака показывали Пайсис, там прям было типа их первая проба ретрейсинга, их собственной вариации. Это дождь. Если бы.
Now, this is a little bit difficult. Дождь из жидких терминаторов. So, for once, I've been making my own levels. Так. As you can see, Pico's in trouble again. Как вы, может, видите, Пика опять в неприятности попал. Инопланетяне воруют. Transparency GI system. Suddenly, the whole scene comes alive, and this is something that we could never have done until we added this tech. Ну, прикольно. Типа рассеянный свет, грубо говоря. Transparency, это же прозрачный. Типа. Now, we've got a fair few shiny objects in the game, you may have noticed. And we've got the same problem that if we fix the lighting on one thing and then the reflections... Ну, про отражение сейчас, про блестящие вообще всякие штуки. Прикольный Пика, кстати. Металлик. The ray traced reflections you're going to do, they're not just mirrors. Ну, есть, но сейчас же показали прям прикольную вещь. Переотраженный свет. We want the same system to apply globally across that. So I'm going to do an uncomfortably short breakdown on what this tech looks like and how that comes together. Так, покажу сейчас пример. So here's what we need to be. Now, obviously it reads as shiny, but there's this kind of fakeness. То, как сейчас выглядела бы такая вот вариация Пика. Это освещение с помощью рейтрейсинга в половине разрешения. Ну, в общем, добавляет фильтры. Текущая со сглаживанием, короче, версия. Ну, неплохо. Это опять минус все FPS, которые у вас были. То есть там 5 FPS примерно будет. This is also about pushing quality in areas that have already had all of that work done by the lighting team. We're freeing the artists up to light more naturally, allowing the time of day shifts to be embraced rather than fighting against them. And as I'm about to show, players and NPCs are going to reap the same benefits as well. Так, вот как будет... это как сейчас выглядит у нас Макотек, да? Babbage. И как будет. Да, выглядит действительно круче. Более мягкая картинка, более такой свет рассеянный. Да, неплохо. Сейчас оно стерильное такое, да? А тут более мягкий свет получается. Прикольно. Как раз вот наполнение, видите, таким рассеянным и переотраженным светом. Получается, что не все залито одним цветом света, а оно вариативно меняется. Ну, тут плюс-минус, тут спорно как бы. Чел флексит на заднем плане, конечно. Максимально. I promised you light and sound, but I don't actually know anything about sound. So here's the man who does, Graham Phillipson. Да, теперь нам расскажут про улучшение звука. Кроме света нам еще нужен звук, говорит, но я про звук не очень хорошо знаю. Типа, вот чувак сейчас выйдет, расскажет. CitizenCon. I've been at CIGE nearly 10 years, and this is the first time I've done this. Very exciting for me. Да, в кабине, конечно, вообще ужас. Многие прямо темные кабины. Взять немножко у меня шума наведите. Я же про звук буду рассказывать. Sound isn't as fast as light, so it takes me a bit to catch up. Jared wrote that joke for me, so you can blame him. Says it right here, blame him. Да, он хотел пошутить, что звук быстрее света, типа, да? Huge amounts of visual and interactable content. Locations, biomes, populations, planets and systems. And now they're all beautifully lit too, thanks Ben. But how do we paint this world with sounds? It's a challenge. It's a challenge of scale. We need to support multiple star systems, and it's a challenge of quality. We want the highest quality possible. We also don't want implementation to hinder creativity, and we want a seamless experience. So we're asking a lot. But with Star Audio, we can rapidly implement audio for entity classes, brushes, or audio sweeteners, all of which can be reused and reflected immediately across the game, including all of those emergent locations we talked about earlier. So again, this is Genesis data driving what happens in game. And we can do all this without breaking flow.
В общем, какая-то автоматизация размещения звука тоже в том числе. So over on the left, had to think about that. We have the Wise editor. That's where. Не, ну я думал все-таки не в плане звука, а так. Это не, ну, не то, нет, матиш, это не считается. То, что на карте показали, это не то. Я имел в виду, что покажут какую-нибудь планету из нее, несколько планет. Ну, ты понял. Very quickly, a bit of logic, and we can re-trigger this entity's spawn sound so that it immediately makes a sound. I assure you there is a group of insects. Да, короче, звук небольшой группы насекомых он расположил сейчас. But there's a little something missing. So to add some realism, sounds respond to how they move, how you move in the world and how they move relative to you. So we need to change the frequency as their velocity relative to the listener changes. This is known as the Doppler effect. In simple terms, the... Хотят они доплеровский эффект ввести звука, то есть в зависимости от скорости и положения, короче, чтобы звук менялся. Ну, да. Designers traditionally needed to implement their own Doppler sounds. But given how fast we can travel through these rich, dense locations and the sheer number of them, we can't afford to be doing that any longer. So we created a systemic Doppler solution. А Никс, она вообще каменистая, по-моему, система. Там нет уж особо жизни, только я помню. Нет, джунгли болота это вряд ли из Никса. So you can hear the pitch and tempo changing as we move relative to the Benny Noodle machine, and this is all fully systemic, no special treatment for this sound. Ну, говорит, что вот звук и меняется. Я думаю, вы слышите. Когда мы приближаемся с разной скоростью, резко останавливаемся и так далее. И замедляемся возле автомата. Это все сделано автоматически, не предзаписано. То есть не, в смысле, короче, не триггер это какой-то, а симуляция. So, how does it work? Well, the listener is surrounded by variable time delay buffering, not the horrible kind of buffering you get on the internet. This is a really nice kind that helps the game sound good. Each buffer represents a section of the sphere around the audio listener, and the audio is mixed into these buffers at a position. В общем, создаются буферы звуковые, расположенные на разном расстоянии от, собственно, источника звука. Они смешиваются на границах и в зависимости... Ну, вы поняли, короче, как это работает. Да, это реалистично физически. But you may have realized that by buffering the data in this way, we're not just creating a speed of sound, we are not just creating a Doppler effect, we are indeed, and I just spoiled my own line, creating a speed of sound effect. So, introducing systemic speed of sound to the game, I now have a couple of minutes of video, and we go through rapid fire, looking at some fantastic examples of what this brings to the game, starting with a spaceship pass by that is supported. Сейчас покажут, я думаю, еще какую-нибудь демонстрацию. Systemic speed of sound. Спина у меня, конечно, дает о себе знать, блин. Вот, собственно, сейчас покажут. Okay, sounds cool. What about weapon fire? Да, тут и до этого ей было не очень хорошо. Сейчас вообще это забей просто. Собственно, Алан, это одна из причин, как бы, такой небольшой деф начнется, разработчик сейчас от меня. Видишь, как лагает. Новый костюм показали, кстати. Поэтому сейчас патч вышел, и оптимизация приказала долго жить. Потому что эта кодовая база 4.0 вышла, поэтому вот патч был такой большой. Хотя нововведений не так много. Вот. То есть они вот ведут вот эту хрень, у тебя опять упадет производительность, они ее потом маленько оптимизируют. Ну, как такой итерационный процесс, но растянутый на тысячелетия, судя по всему, как бы, поэтому советую следить за своим здоровьем. Дети, можно потише чуть-чуть? Да, сегодня стрим необычный, обычно дети спят в это время.
Показали Зевса, кстати. It's not too easy to tell what's going on there, but you get an increase in fire rate. Finally, the really cool stuff, explosions. So we can put a cinematic element, a shockwave element, and a delayed speed of sound effects. Это круто. And that's way too cool to do just once, so we're going to do it twice more from further distance. То есть понятно, скорость распространения звука, взрыв где-то вдалеке, вы не сразу услышите звук, вы сначала увидите вспышку. Ну, короче, кого я учу? Shockwave and the explosion itself. Ну, это очень круто, но кому это нафиг надо, когда у тебя игра в 15 FPS идет? Это да. Whenever you drop a Moab. One more. Бомбу. Бомба, смотрите, сбрасывают. Они сбросили уже, да, сбросили бомбу. Вот и летит А2. Да, графикон приветствую. Да, это как раз взрывы. Да. Круто. That's pretty cool. So, the speed of sound simulation gives you a better sense of distance, it improves the sense of speed, and it supports those amazing cinematic moments. So, in summary, we're trying to make the game more immersive and respond to all this Genesis data and make it feel more real. And that's not all we can do. We can make sounds respond differently to changes in atmospheric pressure and resultant changes in temperature. So, for example, the sound will travel faster in extremely hot, high-pressure environments. We really look forward to getting this in game for you and getting you enjoying it at home. Now, that's all from phase 4 of the Genesis cycle, Light and Sound. So I'm going to hand you back to the amazing Ben and Ali to bring us home with the final phase. Thank you, sir. So, as Graham says, this is going to be the final phase of Genesis, and it's called Nature's Wrath. And this is where we're going to bring the very planet itself to life. So, first off, let's start talking clouds. So clouds have got an atmosphere, have got to be one of my favorite visual features of our game, and they're truly awesome, but they're also completely static. Nothing has changed with them. So what we want to bring with Genesis is the evolution of clouds over time. But this isn't just some simple scrolling animation. We use the same physical data sets that drove the biomes we talked about earlier and Starchitect, and these are also now driving a physical simulation of the clouds so they can form and dissipate in realistic conditions. So this means things like the oceans, the prevailing winds, mountain ranges, and the temperature will all impact the clouds. But to complement these more dynamic clouds, we've also improved our lighting model. So it now correctly accounts for how light scatters multiple times inside a cloud. And this is important, creates much deeper lighting, and it can contrast against the sun's rays, resulting in much more vivid cloudscapes like we see on the left here. Something we're all too familiar with. Что интересное показали, я отходил. Сорян. Так, улучшение облаков я вижу. Есть у них тестеры, естественно, Q&A дело у них есть. Показывают даже периодически бывают выпуски про них прям отдельные. Ничего особенного. Да. Кайф. Кайф. РДР практически. Используя, короче, тоже данные о ветре, облака движутся и меняются, как видите, да, то есть они не остаются одной и той же формы, они именно меняются реалистично. Но это кайф, это немного играющий час, можно похвастаться этим. Кайф. Light precipitation is starting. Previously, we authored static cloud shapes, but no longer. We didn't manually place a volume here. Its presence has been informed by Genesis. Динамические движущиеся облака, которые перекрывают свет, если они слишком... И дождь, ребята! И гром, молния, кайф. И вот этого не хватало, прямо просто чисто для атмосферы. Посмотрите.
Да, ну и, видите, намокание поверхности, камни стали мокрыми, растения стали мокрыми. Честно скажу, я тоже немножко стал мокрый, когда увидел дождь. Ну, я очень сильно ждал его, потому что дождь должен быть на Аркорпе обязательно. Потому что Аркорп — это огромная планета-город, неоновая, киберпанковая. Хочется дождь, нуар, знаете ли. Грязь. И показывает геймплей. Кайф. Ну, я старый дурак, меня можно купить такими роликами. Гойда, да. О, прикольно. Типа, видите, частная собственность или что-то такое, да? Типа, храним объект. Нету этой дебильной надписи тrespassing, да? Пока что еще нет, скорее всего. И тебя визуально, не визуально, в смысле аудио, да? Есть оповещение, типа, чувак, вали отсюда, короче, тебе здесь не место. Прикольно. Прикольная демка. 20, скорость 20. Я думаю, это имелось в виду погода ускорена, то есть облака ускорены были на 20. Ну да. Ну, технология тканей, которые они нам... Прикольно. Не, ну это нет. Вот это я не верю в это, потому что, ну, блин, ребят. Какой комп должен быть, чтобы эту всю физику... Не знаю, Кайфикон, не уверен. Я надеюсь, что доживешь. Я надеюсь, чтобы все здесь доживем до этого и дальше. Не, круто, конечно, но, блин. Так, это Зевс, да? Это Зевс. Да иди, что ты делаешь-то? Не веди себя так. Открывай, конечно, что ты... Но Кайфикон никогда не обещает, они же не показывают, не рассказывают эти конкретные даты. Ну, понятно, что это такой, может быть, kinda заскрипудованная немножко сцена. То, что эти банки, бочки, которые там от ветра чего-то сдуваются, это, мягко говоря, будет нагружать системы. Ну, посмотрим. Стекло сухое? Я бы не сказал. А, может, когда сели было, я не заметил просто, я худ смотрел. Сейчас видно, что мокрое, посмотри. То есть вот капли дождя, правый верхний угол. Посмотри, вот здесь видно на отсвете. Че, это молния? Молния попала в него, видимо, да, или что? Ни хрена не видно, знаете, нулевая видимость. И типа ты вылетаешь из газового облака на свет Божий, хотел сказать, но на свет Криса Робертса, конечно же. Аллилуйя. Громата воли доставит. Не, ну, классная демка. To get out of there. Ali, please break this down for us. What did we just see? So that was a combination of lots of tech we just saw that all combined together to make a really great cohesive experience. So we started with the cloud simulation, which wasn't really a cloud simulation, it's a weather simulation. The rain will appear not at random, but it's based on... Я доволен. Дождь — это кайф просто. ...evolving across your planet all the time. We have a host of visual effects. Причем взгляд корабль, ну хз, я так понял, что молния попала в него. Видимо, она щит пробила, там пробивает щит, хрен знает. Ну, не знаю. We saw the wind developing over time, and that introduced turbulence to the flight model, making flight
very challenging. Не, значит, в целом это забавная механика, если у тебя, как в Майнкрафте, знаете, да, иногда молния может ударить в крипера или в тебя, и, ну, если редко она будет попадать в корабль, он будет там получать серьезные повреждения, там, падать, это будет прикольно. Но, скорее всего, это просто сделали для ролика. А не чтобы показать, что это будет реальная механика, и молния будет реально дамаг наносить. Ну, хрен знает. Нет, Зевс это не новый, он вышел уже. Тоже не. Новые корабли будут. Несколько. Я даже знаю, какие. Вот. Будет от Крусейдера, от Миска, будет наземная техника пикап, может быть, вы его видели уже. В общем, техника будет. Зачекнем. Однажды Йоги сказал, что твоя работа управлять кораблем и держать его на курсе. Но самолеты защищены как-то от этого. То есть там какая-то защита есть. Hand-placing or manually creating biomes, instead leveraging asset mapping. We've shown you a new way to make the game that can scale. В общем, подытоживают они. Places for civilizations on planets that can be used for missions or immersion gameplay without art and design, hand-placing locations, leveraging world design rules instead. We've seen how populations of AI and NPCs inhabiting locations dynamically adapt their understanding of the environment without custom markup by developers. Графикон. Это уже в прошлом давно. Это было для меня в 2014 году, когда я купил пакет игровой. These systems come together when weather comes into an area, changing your gameplay experience significantly. Our goal with Genesis and all of its systems is to create more worlds, better worlds, faster, by applying our tech wizardry and craftsmanship to build systems that respond to data. That's our Star Engine presentation for today, guys, for this year. В общем, это была презентация движка и улучшений в движке, изменений, которые нас ждут в будущем. Я надеюсь, что, как и с прошлым ситконом, в течение полугода-года мы увидим эти изменения. Мэтт не скажет фигни. Так. Еще одна альтушка заигрывает со Скуфом, который разрабатывает движок. It's very different. LA is, of course, amazing. It was incredible to visit, but I think there's something really special about doing it here, just down the road. Я отойду ненадолго. It's amazing to see the people you get coffee with, the people you work with, and you chat about problems and do design with. They're here too this time, whereas last time it was amazing and it was lovely meeting all the LA folks, but it's just not the same as the people that you work with each day. I love it being here. It's great. Oh, it must be amazing to celebrate all the work you've done with the community and the studio here in Manchester. Absolutely, it's так, я здесь. It's all teamwork, and having everyone here. В общем, пока они болтают, давайте с бинго разберемся немножко, да? У нас получается что? Well, with all the hard work that you just got to. У нас есть новая планетарка, версия 5. У нас есть We So Excited. У нас есть конец года. Я его закину сюда тоже вот как бы вот так, двойной крест, скажем так. Что еще? Секции без смысла пока не было, считаю. Новая фауна не было. Видимо, не будет уже. Зря дождь не включил. Что еще? В общем-то, больше ничего и не было. Чувствую, бинго не сложится сегодня, в этот раз. Сун? Сун, ну, было, я думаю, Сун. Сун всегда бывает, как бы. Me and the Planet Tech team made. He makes it beautiful, and his team, of course, over in Frankfurt, they're all incredible. I love them all. I can't pick a single favorite. I could shout out everyone because it all looks amazing. I don't want anyone to feel like. Короче, пока как-то так. Very humble.
So, tell us a bit more about what players can expect. Причем, смотрите, у них кеги в баре с пивом Смольц. Это пиво из игры. Planets become more and more physically based. Прикольно. As this technology matures and is finished out and is rolled out to the stuff that we're delivering to live. Театр войны. Не, ну может упомянуть хотя бы про него, потому что, ну, его не будет, очевидно, но... And I'm hoping that we're going to show you some more of the steps along the way as well in the future, where we won't just be showing you pines anymore, we're going to be showing... Soul Singer, короче, примерно месяц назад выяснилось, что CIG... Сейчас я убавлю чуть-чуть. О, So Excited опять было. Месяц назад оказалось, вернее, узнали люди, что CIG зарегистрировали новую торговую марку, которая называется Soul Singer. Что это будет, непонятно. Часть этого движка или какая-то новая игра. И вот недавно Том Хендерсон, это знаменитый инсайдер, в общем, слил информацию, что CIG разрабатывают еще одну игру про Средневековье. Может быть, это название этой игры. Пока неизвестно, может быть, мы сегодня узнаем об этом. Я не знаю ничего. Алан, речь про Сквадрон. Сквадрон, возможно, выйдет на консолях. Слухи в прошлом году ходили об этом, что CIG договаривались с Sony, с Xbox и так далее. Именно про Сквадрон. Citizen вряд ли выйдет как-то на консоли, и всегда изначально декларировалось, что это будет игра именно для ПК, что это ПК-эксклюзив. А вот Сквадрон, одиночная версия игры, может быть, выйдет когда-нибудь сюжетная на консолях. Может быть, это, кстати, шутка внутри шутки, да, она, может быть, когда-нибудь выйдет на консолях. Ну, вообще, в принципе, выйдет. Может быть, и на консолях выйдет. Да, такая стадия. Было бы прикольно что-нибудь еще посмотреть. Star Peasant, да. Yeah, just to echo that, thank you. Игры, содержащие изделия, да, Aaron? Including yourself. Yeah. What was your favorite bit? I like seeing the Pico get shot. Absolutely. Shoot that guy. He doesn't... We don't need him. Магазинчик сувенирный с пика, типа. I think it might be time to throw over to Dan, who's checking out the community booths. Dan, are you ready for us? Yeah? Thank you, Kirsten, and thank you, Will. Да. Я, по-моему, в Телеграме это не постил эту новость. В общем, MT7 кресло закоопились с CIG и выпустили версию... Ну, или, по-моему, я делал эту... Была новость, нет в телеге, кто помнит? Ну, в общем, есть официальные игровые кресла от CIG. Ну, так себе выглядит, честно говоря. Ну, они из кожзама, я не люблю. У меня вот сетка, и сетка это охренеть как классно. Ничего не потеет, и... Вообще кайф. Ну, вот такие кресла, да. Сами понимаете, стоят они недешево, как и игра. Да, будут продавать лошадей, драконов, замки за $. В новой игре. Да, рекламируют ВКБ. Да. В общем, компания ВКБ, которая делает джойстики, проспонсировала в этом году CitizenCon. Ну, это один из спонсоров. В общем, показывают тут их. Ты, сынок, ты выигрываешь? You have to figure out how to walk before you can run, in a sense. We have a huge crowd of people here, so it might take you a little bit to get in, but this is awesome. And as you can see, continuing the branding and the theming. За кресло 900 бачей. We have in-game posters as well. We have a Leilani Addison poster. We have our ship showdown posters. Постеры из игры. We were on deck of the UES Barbary here in orbit above Manchester. Now, guys, we also have some awesome stuff we're about to show you. We're going to head over to the community booth in a little bit. But first, I want to take a quick moment to also thank one of our... Так, следующая секция у нас о чем будет? So for those of you who are attending CitizenCon, you didn't even know this, but all of you are actually entered in a competition right now to win a free themed Star Citizen scan PC. Я так понимаю, социальная это, вселенная. Challenge coin in every single one of your bags has a unique
number on it. At the end of Кажется. the show, we'll be pulling a random number that matches one of those unique challenge coin numbers. So make sure you have your challenge coin on you. If you don't, you're going to miss out. Очень социальные какие-то фичи будут описываться в следующей секции ситкона. I'm actually going to throw it over to Sam, who's going to check out that PC over in our interactions with Sam. Why don't you show us what that looks like? Ну, у меня кресло за $300 примерно. 900 — это 3 кресла можно купить. Welcome over to the community booths. So I'm right here at our props booth, and we do have one of those special PCs right here on the desk. So if you guys want to see what you could be winning, hang on to those challenge coins. That is a 3XS PC from our friends. Так, Астуй, смотри, они внутри контейнера, который ты делал в эти смайлика, кстати. Попрошу в чат его запостить. Они сделали компьютер внутри него. Кайф. У меня значка нету, ну да. Кресло за $300. Part of the, if you bought it, you would have it, and we are doing some of the props that's going to be part of the pack. I'm doing, the stuff that we are going to have, and yeah. Amazing. So, how are you finding the atmosphere at CitizenCon? Is it your first time? Sorry, I was in LA last year, and it was amazing, and I. В общем, чуваки впахивают, да, спасибо ДК Студия. Вот у ДК Студия, он тоже стримит периодически, у него есть свои смайлики, и вот один из смайликов в виде контейнера из игры, который вы как раз видите вот сейчас на экране, в виде компа, то есть бокс для компа. Короче, как видите, чуваки батрачат прямо на ситконе, а вы говорите, игра не разрабатывается. Камон. So, could you tell us about one of the props that you're most proud of from Star Citizen? Most proud of? Well, that's to come later. But at the moment, I think my most proud is the item banks, the infamous item banks. But looking at the art school. Этот чувак говорит, что то, чем я больше всего горжусь, еще пока не вышло в игру, но из того, что вышло, ему больше всего нравятся айтем-банки, да, то есть вот эти вот терминалы, в которых мы сейчас к инвентарю получаем доступ. So go say hi and, give them. Ну, не очень доволен, да, конечно. So on the right over here, as you can see, a very popular booth. We have Так, у нас очень популярная здесь зона. Who are our amazing model makers, and they have done a lot of модельки продают. Studio as well. So if you get a chance, do try and visit their booth. Модельку Катласа я бы, конечно, хотел сильно. Ну, короче, чуваки крафтят прямо на презентации. Imagine bumping into you here. Just happy to be here, as always. I think I'm going to take over for a little bit. There's a lot of stuff that I want to talk about because I'm a narcissist. Yeah, I'm going to go over this way, I guess. Yeah, so we'll catch up with Cringe. So this is the Dan show now. Come follow me. Now, guys, as community producer, one of my favorite bits is getting to interact with you guys, the community. Как комьюнити-продюсер, короче, я больше всего люблю с вами взаимодействовать. Поэтому сейчас будет доставать людей, видимо. Look at today is Nova. Now, Nova is one of our awesome orgs that has a community booth here today. You can see they're giving a ton of stuff out. Let's take a quick look at some of their theming of the booth. They have some awesome video stuff playing. We've asked them to turn it down a little bit because it's a little... Ну, короче, какая-то организация новая, комьюнити, то есть из игроков состоящая. Ребята, сейчас сильно ничего интересного нету, можешь сходить на перерыв, взять что-нибудь перекусить себе, выпить, в туалет сходить, короче, почилить маленько. Потому что скоро будет следующая секция, а это пока так. Thank you for letting me into the country. So tell me all about Nova. What's the history of Nova? Well, at the moment, Nova was established in 2948. Nova is a lawful and independent self-sustaining organization where citizens from all origins can come together. Он рассказывает бэк своей внутриигровой корпорации, на которую он выдумал. Секция без смысла, ну, наверное, нет пока. Все-таки секция без смысла — это именно какая-то вот презентация на сцене с демонстрацией, но которая какая-то очень скучная или ненужная. Как была секция без смысла, когда рассказывали про аудио без
демонстрации звука в одном позапрошлом, по-моему, ситконе. New players and old players alike can sign up for Nova. Anyone who's interested in being part of you guys, what would you guys say is your like main focus as an org? Like, are you guys just trying to get a rounded experience for Star Citizen, or is there a specific focus, like role play or career focus? What's the hook for Nova? Our main hook for Nova is the operations we run for our members. Our commanders, specialized in each of one of our 5 branches, put on operations every day of the week for our members to just enjoy and get out into the verse. Last year we had over 2,500 operations that we ran for our members, and hopefully they enjoyed that, and hopefully that continues to have them. Ну, короче, комьюнити, которое делает свои ивенты для своих членов и так далее. On the last count we had just over 13,500, and we hope it keeps on to keep on climbing. So 13,500 people. That is awesome. What do you guys have here? Let's take a quick look again at their booth. There's some really cool stuff they have here. Right. On the booth, right. Here we have the postcards that were part of a screenshot competition we hosted with our members. The winners, obviously, got to have their screenshots posted at CitizenCon. On the back of each of these postcards, we have the QR codes leading to each individual branch's recruitment video. So walk me through the branches. Like what? Окей, короче, они сделали открыточки с QR-кодами, которые открывают видео, которые сделаны на их комьюнити, какие-то памятные видео. Видишь, на эти моменты какой. Тут немного другое шоу, знаешь ли. Family-friendly контент, Алан. Но вы все еще можете замемасить сейчас Вихарькова. They're the ones that go out into the black and bring that back the information for us. They also create our grid maps, cartography maps and everything like that for us. And Nova Skyline. Вот эти массовые ивенты они устраивают. Видите, как полеты целого флота на фоне на телевизоре. With Atmo Esports, Anzio Racing League, and the Fleet Faithful Knights with their race across the verse. They also help build the booth for our community events. And it's a great looking booth. And that was all of them, right? Yeah, that's all the branches. Yes, that's all the branches. Amazing. So, guys, if you are here... Короче, это целая большая игровой клан, грубо говоря, да, корпорация, как у нас называют Citizen их. Ну и у нее есть разные ветви и так далее. Excuse me, pardon me. We have Polakis Workshop. We have some amazing minis here. These guys are making some awesome Star Citizen minis. Take a look at these minis. Еще один чувак, который делает миньки прикольные. Razors. We have an Apo Sentakiai. We have a Mercury. No, that's yes. Да, вот. Sorry, people are talking in my ear. We have a Fury. Спасибо, Алан, да. So guys, I want to thank you guys for coming to CitizenCon. Разбавил скучную презентацию. Не, крутые, конечно, миниатюры. Посмотрите, очень детализированные. Oh, we're going to Jared. We're going to Jared. Never mind. Let's get ready for Jared. Lots of people talking in your ear. What people don't realize is people talking in your ear, you can't really hear what you're saying, but I think we're ready for Jared now. Jared, let's throw it over to you. Thank you guys so much for... Так, Джареду слово передают. Hey guys! Oh! It's main stage disco. That wasn't a gag earlier. I really messed up my hammy. Pro tip, don't get old. Плохая шутка, каждый день. Our Star Engine presentation, Brave New World. I want to do one more round of applause for all the CTG guys who got up here and showed you their work. Just when you think our planets couldn't get better, they come up to us about 3 months ago and they're like, hey, we've got this. Do you want to show this at CitizenCon? I'm like, yes. Yes, we do. We want to show this at CitizenCon. But you don't think it'll be like an ISC kind of thing? I'm like, no. That's CitizenCon worthy. Короче, какой-то контент сейчас будет, который они думали показать где-то кусками на Inside Star Citizen. Inside Star Citizen, кто не знает, кто сегодня первый раз с нами на чате и видите, смотрит CitizenCon, это еженедельные практически видеодневники разработчиков. По 15-20 минут в целом. Каждую неделю практически выходят видеодневники. И вот он говорит, что вот этот контент все-таки они приберегли на ситкон. Посмотрим.
and I'm so excited that you're going to see this. This is one of Пушок, привет, приветствую. Да, он уже идет. Уже 2 часа почти. Ну, 2 примерно. and all the admiration they deserve. Please welcome Benoit Bessageur and a social universe. Опять Бенуа Бессажур выходит, собственно, SEO. Будет рассказывать нам про социальную вселенную. Шон Трейси, кстати, будет здесь. Еще к тому же. Okay. Hello. Can you hear me? 1, 2. All right. Cool. Okay, so in the Star Engine presentation, that was Benoit. In this one, I am Balt, my player persona. I will now channel my inner Jared in this one, and I will be your host for this panel. Ну, типа, там я просто презентовал в первый, а тут это прямо моя вотчина. Я вам сейчас расскажу о том, что я делаю. First one, let's take a look at this one. I took this in our last technical preview demonstration. And God, На последнем техническом тесте я сделал этот скриншот, он говорит. it just made me like very emotional. То есть это все игроки, это не команда разработчиков в виде игроков. Participated with tech preview server meshing test A, B, C, D, and E so far. You guys have been thousands to come and help us test this technology, and the team and I are really humbled, and we feel energized by your energy. So on our behalf, thank you very much. Ну, скажут, что были тесты A, B, C, D, E, то есть вот разные тесты с разным количеством игроков на серваках и так далее. То есть это были целые группы тестов. Other than this guy, but it does present a problem. A fundamental part of playing a massively multiplayer online game is how you connect with other players. Ну, To join in on adventures, сейчас послушаем, я потом вставлю свою ремарку. you want to get out of a tricky situation, or you want to participate in endeavors that are bigger than yourself, or simply you want to run a business and make a profit. Well, as our game server shards grow, you will encounter more players, and for that, we need to scale Star Citizen's social tools to MMO size. Из-за того, что планируется все-таки людей больше на локациях, они хотят увеличить еще и улучшить взаимодействие между ними. Not only the game, but the world outside, like on Spectrum. Unfortunately, the focus has been elsewhere for a long time. We have neglected this side of the game in favor of others. For example, the Comlink app is by far the oldest application in Mobiglass. It's now time to correct this and make progress on this plan. Our goal, as a reminder, in Star Citizen is to cater to all types of players. Star Citizen in that respect is not a black or white, it's an either or kind of game. We are not an achievers versus casuals game. We are not a socializers versus solo players game. We are not a role players versus mechanics focused game. Or dare I say, we are not a PvE versus PvP game. We are all of those things. We strive to build a social environment. Короче, говорят, что хотят угодить всем типам игроков. Те, кто любит ролплеить, или те, кто именно power геймплеем занимается, кто хотят именно механики изучать и использовать, те, кто играет соло, в компании, ну и так далее. PvP, PvE игроки. At the updated Star Citizen social tools and how they tie into the game. But first, look at this guy. A warning. Предупреждает. What we're going to show you is very early work. And we will not То, что он покажет, это не революция, это очень ранняя стадия. just want to bring our game up to MMO standards. Но он хочет... Likes to say, bringing our 30th century game Так, ну посмотрим, да. And so, in order to do this, we've enlisted some help. First of all, throughout this presentation, all the screenshots are made from you, the community, directly pulled from our community hub. В общем, скриншоты сделаны игроками были в основном. Most of them are all Откуда у него в тюрьме очки, мне интересно? В тюрьме очки выдают? Алан, скажи, пожалуйста. our Evocati members for their Я support. не помню. For us, they get the worst and worst of the builds. И все, и упало. They do get power through. This
This is an actual shot from the last Evocati. Forget the prisoner mentioned here from the work mines, but it's... Это максимально иммерсивный геймплей получается. Так, что-то у меня залагало. Что такое-то? Прикольно. Не прикольно, что у меня... Developers to help. So let me first invite our senior system... Чё началось-то? Designer, Gabriel Hector. Гебриэл Гектор, да господи. У вас... Можете проверить, у вас тоже так же буферизуется? Или у вас мой стрим буферизуется? Assistant Design Director, JJ, to the stage. 30к, да. Черт. Можно, пожалуйста. О, это веселый чувак, мы его знаем. Он презентовал character customization, да, нам. Кастомизацию персонажа, создание персонажа прошлое. Friend system is dated, and it includes things that are, well, not really friends. So my first question goes off to JJ to kick us off. What are we doing to improve? Это хорошая шутка. And we're upgrading it to a brand new social app. And this is now going to be your one-stop shop. Показывают новое социальное приложение для мобигласа. Now, this is the new and improved friends list. So you'll notice, sadly, one of our oldest friends that we're... Улучшенный френд-лист. And that's ATC. Sadly, our friendship has ended with ATC. What? Да. Больше диспетчер посадочный на станциях и городах больше не ваш друг. Его больше нет во вкладке «Друзья», он говорит. А чувак шутит, тогда у меня больше нет друзей, типа, в игре. And then you'll also be able to reflect your own status. So you can let friends know if you're away, don't want to be disturbed, or if you just want to hide offline. В общем, видно, когда был онлайн и так далее. Где находится сейчас. Это удобно, прикольно. So you'll be able to see friends that are in Spectrum itself, Arena Commander, or just chilling on the launcher. And that also means that you can accept and receive invites to and from Spectrum. Видно, что на Спектруме сидит кто-то, либо в Arena Commander играет. Неплохо. Any functionality that is shared between the game and the web and the launcher, we're aiming to synchronize across all. And speaking of synchronizing, when we have multiple characters, your friends will be shared across all of them too. Nice. So some people are real socialites. I know, I've seen them. They have a lot of friends. I'm talking multiple pages and pages of friends. Да, у меня, например, много друзей в игре, но я мало с кем играю с них. Но за много лет скопилось много людей. Новичков или таких полузнакомых. Корбен Даллас, кстати. Можно в избранное добавлять людей избранных. Чат, вы можете быть уверены, все, кто в этом чате сейчас, вы все будете со звездочкой у меня. Ну, те, кто играет, конечно. Так получается. Into the social app. And why? Who are you gonna call? That's the question. You're gonna call your friends. You're gonna call your parties. Краем уха смотришь. Надо краем глаза немножко еще поглядывать. Но это когда-то будет, Нарутман, мы же не знаем. Это может через 2 года только ведут, да? Я пойду посмотрю. Да, можно пометки списать, правильно сказали. Пометки с дегенера. Ну, в общем, voice-чат интегрирует в это социальное приложение. Ну, собственно, как и раньше было, только оно не работает нормально. Ага, бан-лист есть. Можно заблокировать на время, можно навсегда... Нет, короче, поняли. Короче, можно черные списки, видите, вести. То есть личный враг прямо. Книга обид, как у этих, у дворфов из Warhammer Fantasy, да? Как их зовут? Я не буду брать. Он опять ничего не продаст. Дорогущие. Жена потом прибьет. And then for those situations where someone really wants to go the extra mile to be a super mega ass,
you can report. Trolling in personal hunger. All right, so now I have my friends list up to date. I can find my friends easily based on rich presence in real time, and I'm ready to go on an adventure. But for that, I need a party. Пати, да, сейчас расскажут, как пати будет меняться. Meeting with other players, or whether they're friend or not. Our party system is very bare bones at the moment. It does have some cool features. Как же мне нравится, что они изгиб, вот этот вот параллакс вернули у моби-класса. Потому что плоский экран меня бесил, это было не так иммерсивно. Так. But let's take a closer look at the new features of the party list. So, with server meshing, we Пролапс. at a unique opportunity. Пролапс будет, когда мы отсидим эти 2 дня ситкона. But we want to do this well. We have been seeing what you do in the tech previews, and people have been partying up in hundreds. 100+ people in one ship? Come on. And that's all right. We just want to make sure that we're adding better support for this, like search functionality, making it easy to find people in your party. Also, just like Это хорошо. we're adding rich presence here as well. Пролапскон. For the party, you're В общем, добавить строку поиска внутри пати. Я надеюсь, внутри френд-листа и везде тоже это будет, чтобы было удобнее. И смотрите, тут сразу у пати показывается локация в том числе. Не нужно спрашивать, блин, Нарутман, ты где? Блин, скоро прилетишь. Типа, я уже тебя жду в Нью-Бэббидже, а он еще там где-то на Лорвеле, короче, тусуется. Можно его не отвлекать, пусть он лучше взлетает, летит на меня. Ну, то есть, это... Надо пора идти. Давай, Балан, спасибо, что заглянул. Надеюсь, тебе было интересно. Посмотри в записи потом. Можешь даже мой стрим в записи посмотреть с моими дебильными комментариями. Вот. Заглядывай еще. Вопросы по игре будут, тоже пиши. Давай, пока. Ну, наведения неплохие, да. So there's going to be more improvements as well. Это улучшение скорее, да? Это такое. So only your leaders and assistant leaders can actually invite people, so it's no longer an absolute free-for-all. And we're adding an absolute MMO staple as well, which is the ready check. So as we add more and more challenging group gameplay, you're going to be able to coordinate a lot better. And while we're talking about group play, and maybe it's unwanted group play in this case, we're improving the quality of life for our streamers as well. Опять. So we'll no longer have a shared player list. We're going to be obscuring things like your on-screen name and location and so on, just so you're a bit harder to find while you are streaming. Ну, короче, какие-то меточки добавляют, готов ли ты там к тому, чтобы взаимодействовать с пати. Я так это понял. Поправьте в чате, если не так. So the new Friends and Party place is really the one-stop shop to manage all your real-time interactions with other players or access your comms channel. That's cool, but as we navigate the verse, it's always very difficult to find people. We have a single channel. People are blasting looking for groups. It's a bit awkward. You never know what you're going to find. With bigger shards, I know I'm the bigger shards guy now, but we're going to have a lot more players in there. There must be a better way. Well, Ben, we have given this some thought. So, the second tab in the social app. Еще вкладка. The Party Finder. Неплохая на самом деле вещь. The Party Finder, it's a dynamic system that's going to make it easy for you to find interesting and Прикольно. То есть, если ты ставишь какую-то открытую пати, например, выполняешь какой-нибудь квест, миссию, или участвуешь в ксеноугрозе, и тебе нужно набрать людей, или ты хочешь с кем-то сыграть, ты можешь поискать, кто этим же занимается. Потому что некоторые миссии одному выполнять сложно или невозможно. У тебя может не быть корабля, или ты плохо управляешь кораблем, там, плохо воюешь, не знаю. Это неплохо. Но опять-таки это помогает еще и пати, не пати, в смысле кланам, крупным кланам организовываться. So once you have that information, then it's time to list your party. And then people are going to be applying to join your group, which is kind of like a reverse invite. You're applying to the party, you're joining yourself, you're getting involved. You're the reverse guy today.
I'm stuck in one gear. So you can then request, the people that are requesting, you can then look at their information and you decide on... Еще какая-то третья вкладка будет. Just so you can tailor your group to the kind of gameplay that you're trying to do. Then, on the other side, finding a party should be easy too. So all of those super cool things that Gabriel just mentioned, so like setting your group name, roles needed, party size, and so on, you're going to be able to use those as filters to find the right group. And this is all purely because we want you to find the kind of group gameplay that you want to engage in. And it's for all types of players. FPS combat, racing, beacons, roleplay, eating burgers at Whammers, finding cool vistas. It should always be easy to find action, things to do, and people to play with. I can create a party from a couple friends. А тот-то что? У Тода нету взаимодействия между игроками. Тот в пролете как бы остался на обочине истории своим Калфилдом. As we're gonna get bigger shards, let's say that already. How will we improve communication? It's very much of a mess right now. Кстати, иконки изменили. Смотрите, на здесь иконки приложений лучше выглядят гораздо. So, we're adding options for you to customize the chat window, giving you the power to make the chat Кайф. your own. We're also adding chat tabs. We're bringing back tabs. We're bringing them back from other games. And this means that you can see customizable views filtered for any area of the game. Времена браузерных RPG старых, да? Помните такие чаты? Ну или Вовки какой-нибудь в линейке. Some of the other functionality we're adding. I sure did. I also got them to add the combat login. That's sweet. How kind of you. So, first off, as we can see here, we're making slash commands actually useful. So no longer just chicken dancing and flexing. It's going to be able to help you send messages to party, to proximity chat with say and slash yell commands, as well as sending DMs to other players. Hey, you wanted a real example. So, another thing we're adding is that we're giving you the power to share information more easily. Ну, прикольно. Приколюхи для чата, ладно. Here we have contract links. Для меня это не первой важности вещь, но удобство, как бы, тем не менее. Cheesecake! Yes, cheesecake. Yeah, cheesecake is maybe better than Xenofret. Also, А как он понимает вот ксенотре, то есть, что это ссылка прямо, что это какой-то... this means that you can click the link and it will take you to the exact location in the star map, making it easy for you to group. Вот это прикольно. Да-да, чатерсы. То есть ты можешь написать локацию, где именно будете встречаться в чате. Ну это, короче, прикольно, с ссылками. Lastly, we're adding player links. И ссылки на игроков, да? Connect your friends with one another, right? So while we're talking about Окей. comms, Sean just messaged us about VoIP. Do you want to invite him to the party? I sure can, Gabe. We do need an expert to discuss VoIP and FOIP anyway. So you guys give us some air, remember hot mics, and let's invite Sean, Master of Faces Tracy, to join the party. Окей, Шон Трейси сейчас расскажет нам про VoIP и FOIP. Надеюсь, они доработают. Блин, Шон Трейси, крутой чувак, давно работает в CIG. Вот. Не новое лицо. How you doing? I'm good. Hello, everyone. Good to see you all here. Я думаю, Матиш, мы этого сегодня не увидим. So, I've come up to talk a little bit about FOIP and VoIP. So, it's a bit of the communication channels beyond just text chat, right? Это типа нечто, что выходит за рамки текстового чата. Our systems in-game, VoIP, Voice over Internet Protocol, and FOIP, which I termed way back in 2019, Face over Internet. Да, для чего нужно FOIP? Это как бы делать видеозвонки в игре, видеть, как другие игроки разговаривают, их анимации и делать селфи. You've got a different filter. If you're far away, you can hear that they're far away. But we added Face to that way back in 2019. So it's cool because you can place video calls, you can speak and see each other speak in the game, and you can take fun selfies like this. So again, I mentioned, it's back in 2019.
So it's been in for a little while, but it Ну, это же социальная игра, планируется. So the cool part about Когда социум будет готов к такому низкому FPS. equipment, it's not a depth camera. It uses В общем, в 2019 году ввели FOIP. web camera to track your face. So Ну, в общем, с тех пор он так и не дорабатывался. but it's got its limitations as well. What's kind of cool about it is that FOIP and VoIP are actually coupled. They're encoded and decoded together on the network super efficiently so that it's always in sync. And anybody that's worked on facial animation with audio data knows that sync is super important. So it's been used in expected ways and unexpected ways. Ну да, в общем, игроки их по-разному использовали. Этот релизы. This is Wallace Clem. Clem? What is it? Seems someone's on our case. One of our Ninedales facilities was sacked last night. Total loss. And 3, 2, 1, go. This isn't what they said it would be. The subject has crossed the perimeter. Most people don't associate ladies like us with salvage, do they, Shell? That's right, Mel. Я вот это видел ролик, вы же, по-моему, смотрели его, да? Salvage, didn't we, Mel? That's right, Shell. And you look like you're getting out of it. Да-да, мы смотрели это с вами. No, you're up there in what? Your underwear just drink. И вот это мы тоже смотрели. Вот это прикольная штука была. Wait, we have Ooch? Hi, I'm Natronics, and you're watching Redline, your source for adventurous stories throughout the verse. The name's Brad. Agent Davina Brad. Excuse me, Captain? I'm Aaron Baxter. Это мы тоже видели. Это про чужих, типа, помните? Это машинима, где, типа, как в чужом. Вот это коробки были яйца чужого, типа. It was that day when I met Mr. President that my life changed for the better. Eat that apple. You were never supposed to know any of this, Detective. Здесь она на скале похожа, на Джиллиан Андерсон, которая, кстати, в игре играет. В Сквадроне, по крайней мере. Hey man, I'm back again. Алисар, старый Алисар, смотрите, ребята. What are you looking at, sir? Go away. В Срат Citizen, да. Прикольно. So that was all content made by the community, and I love it. I love it. I think it's awesome, bugs and all. But there's probably some improvements that we can make for that. Да, конечно, выглядит прикольно, говорит, но нужно немножко улучшить все-таки. Rotation tracking. It's actually something we were already doing to do head tracking in first person, but we never could move the head around on the actual character itself, which we've been able to do. Some cool stuff like range of Jared? Yeah, Sean? Can we just, let's just do a fake video call. Can we do a fake video call? Oh, you know we can do a fake video call. Хотят сделать фейковый видеозвонок, да? Окей. He's been working on some new tracking updates. Hey, Sean, and a big hello to everybody at CitizenCon. How's it going? Hey, Ollie. It's great to see you. Everyone's having a great time. I see you're using FOIP. Where are you? Немного лагает, но да, FPS не хватает. Talking to you via the power of FOIP and my webcam. We've been working on FOIP recently, and we're starting to see some improvements to the quality of the tracking in game. That sounds awesome. Can you tell everyone what you've done to improve it? Well, we started off by looking at what we originally had, and we realized that some mouth poses were really difficult to pull. Ну, so we focused on improving. Очевидно, лучше гораздо, но да, не хватает FPS все еще. Hopefully, you can see there's more of a one-to-one relationship with what's going on in my webcam. Знаете, Sims напоминает, или игры какие, старые мультики, какие-нибудь типа пиксаровских. Так что неплохой уровень, на мой взгляд. We've also started to add in secondary motions that happen naturally when pulling combination face shapes, like squinting in the eyes when smiling or frowning. And when we combine these secondary motions with the wrinkle maps, it really goes to show just how much work. По крайней мере, глаза уже не закрываются, как сейчас в игре.
Шрек. And finally, one other thing we noticed was the tracking quality could be quite noisy in environments where the lighting is less than ideal. So to combat this, we've introduced tracking stabilization, which helps to reduce the amount of noise we get from the webcam. Okay. Positive results in low light conditions, but we're also seeing a small quality boost in optimal lighting conditions. The result is a more expressive and stable face, which is great for using in-game or making videos in the verse. And we still have a little ways to go with VoIP, but the future is bright for the ну, согласитесь, выглядит хорошо. wonderful things you use it for. Не прям какой-то супер next gen, но очень неплохо выглядит. Yeah, let's do it. Let's change up my... Так он же сказал, что, типа, у них есть программный механизм, короче, они обрабатывают плохое освещение в камере, то есть, короче, это учитывается плохое освещение и шумы на вебке. Start off by changing my hairstyle, shall we? We have a bunch of cool hairstyles to pick from. And I used to have... Нет, это в онлайне. Если ты хочешь, чтобы твой персонаж эмоции показывал и при разговоре тоже, то ты можешь включить вебку. Это сейчас в игре есть, просто работает сейчас очень плохо, криво и сейчас... Super cool. Not what I'm after, though. Let's see here. There we go. Much better. The fun thing here... То есть вебка все время должна быть включена ремедал, а не просто один раз засканировалась. Let's stick with that for now. Отличная песня, кстати, одна из моих любимых. But I'm going to go ahead and remove my because I want to show you that VoIP still works when changing the structure and characteristics of my actual face. We have a lot of heads in our customizer, and I'm just going to cycle through a few of them here to show you that whatever we choose, we're still tracking and we're good to go. We can even start to manipulate individual aspects. Прикольно. Ну, оно как бы и раньше примерно так же работало. Просто теперь это можно на этапе создания персонажа прям отладить, как тебе больше нравится. Это плохо. Не, ну круто выглядит, круто. Ладно. You can now see I'm someone totally different, and we're having no troubles tracking. Как вы можете видеть, я сейчас выгляжу совсем иначе, но никаких проблем с захватом нет. Не, согласитесь, вот как демонстрация, это охрененно сделано в плане вот маркетинга. Типа, посмотрите, в какой игре еще можно сделать вот так, типа, на лету менять, типа, процедурные анимации с захватом вебки в игре. Типа, ее ввели в 2019 году, она плохо работала, и сейчас ее улучшили, но с тех пор игр с такой механикой не появилось. Ну, может быть, конечно, появился, что-то не знаю. With many players reporting quality loss or even full audio loss. What are we doing to improve the overall infrastructure behind VoIP and FOIP? Well, first of all, we've heard you, we know, we've tried it, and it sometimes works and sometimes doesn't work. So what we're going to be doing is we're going to be updating the voice service and a total overhaul of the voice server. This is actually important, and we need to do this anyways, because we have to update the... Короче, хотят увеличить они инфраструктуру, улучшить, потому что количество игроков будет расти, нагрузка будет расти, и, короче, качество звука тоже хотят улучшить. Doing for you guys is to make sure that you have feedback in the game for when this is working and when this is not working. When you're transmitting, when you're receiving, you really have to know. So whether that's picture-in-picture, whether that's an icon telling you you're transmitting, these are all going to be things that we're adding as we go forward with these features. Ну, если это будет работать хорошо, то вообще никаких вопросов, как бы. Но, скорее всего, она будет работать очень плохо и очень не скоро заработает как надо. Yeah, let's get Gabe back in here. Hey. Okay, there's room for 4. Yeah. There's a lot of people on stage now. It's a bit crowded, right? Can we kick Sean? Yeah, we can. I think we should kick Sean. Bye, Sean. Certainly do it. Bye, Sean. Bye. Шона кикнули из чата, и он ушел. All right, now we've made some friends, we've joined parties, and we even kicked some people. That's super great. But what if you're new to the game?
Про обучение или что скажет? The guide system. Да, система гайдов, ну-ка. Introduced the guide system on the web a while ago, and this allowed new players and experienced players to match up, basically for a new player to get training and learning the ropes. Wait, are we bringing it in the game? Yeah, of course we are. Прикольно. Короче, система гайдов встроена в социальные модули, и можно там прямо найти игрока, который тебя поучит. Это прикольно. Я даже буду заниматься этим. Я и так занимался этим с 2018 года примерно, обучая новичков, и, знаете, нахожу их, ну и помогаю им освоиться. Прикольно. Строительство засранцы тизерят. Ну, как бы его в прошлом году показали, но... So now there's going to be a list of requirements that you've got to meet. And this list will require you doing content like contracts, beacons, or many other things as well. And ultimately, once you've checked that list, you can then opt in to become a guide. And really, we've done this because we wanted becoming a guide to really mean something, both to yourself, to other players, so they can rely on... Подождите, это система каких-то типа мини-миссий, я так понимаю, да? Это мини-миссии в плане обучения, которые ты выполняешь и получаешь на какие-то награды. Судя по всему, да? Ну, то есть, собери 3 шкуры лисы и принеси мне, да? Типа аналог. Because we like to get paid. You do like to get paid. But ultimately, we want you to want to help. All right. Ну, окей. So I've been doing a lot of guide stuff, and I've reached a guide level in a field that I like doing tons of content on. Or I'm a new player and I need training in a key area. How does this all tie together? Let me answer my own question. Так. It ties into beacons, trust, and rating system. Or as we say internally, Система доверия и уровня сервиса, услуг, да? И биконы, ну, то есть маяки наши. Сервисные. Не, маяки имеется в виду не это. Маяки как типа транспортный маяк, медицинский маяк, то, что уже есть в игре. Что-то новое, возможно, будет, да. Кроме сервисных маяков будут еще маяки для обучения. То есть, например, застрял ты на какой-то миссии, тебе нужна помощь там какая-то определенная, тебе приедет чувак и обучит, как бы, поможет. Я так понимаю. Да. But even seasoned players like yourselves, you're going to have a great use for this because there's always something new to learn in the verse. So you just post your question, you broadcast it out, the guides get alerted, they can accept it, contact you, and once you have the information you need, you take the beacon down. Окей, ну то есть это помощь какая-то. Возникла у тебя проблема с майнингом какая-то, не можешь ты понять, как пользоваться мультитулом. Создаешь такой маяк, пишешь какой-то текст, с тобой связывается игрок и помогает тебе. Неплохо. Now this beacon stuff sounds fine, but let's be honest. I have a friend, not me, but every time they use a beacon, they get ganked. How are we going to do? What are we going to do to make sure that whoever is answering my call for help is trustworthy? Are you sure that's your friend and not you? Yeah. Okay. So we've got a few ways of tackling this, and one of them is actually subsidizing the beacons. So guilds contribute rewards to the payouts on service beacons, and we'll get to guilds shortly. But that could be money, reputation, or potentially other rewards as well. Ну то есть, да, прикольно. То есть какая-то есть лорная такая оплата, просто без, ну, как бы, игра тебе будет оплачивать. Часть оплачивает игрок, и в итоге получается тот, ну, учитель, который обучает, он получает вот такую вот награду суммирующуюся. Это неплохо. But if you misbehave and you fail the beacon, there's no payout for you. So that's one incentive. The other is that we're adding a proficiency rating. Responders can earn that rating. Неплохо. Successfully completing service beacons. То есть, когда ты полностью выполняешь какой-то маяк, да, задачу какую-то другого игрока, то у тебя растет рейтинг по конкретной категории, ну вот в системе гайдов. Неплохо. So, when broadcasting, responders offer to help, and you'll see their rating. Then you'll get to pick who you want to help you out.
then let's say you're not very Персональный транс. Failing a beacon will result in losing rating. And then repeat offenders will enter the red zone, the bald zone. Конечно, персональный транс не нужен. Лучше эскорт использовать. We're making the system much more robust to the point of automatically determining success or failure. So we're putting a lot of focus on making the system difficult to exploit as well in the many different ways that it can be right now. So criminal types, like you, Benoit, will have to get much more creative. So yeah, that's all great from the beacon. Ну, интересная система, да, тоже. То есть такое расширение репутации. Оно раньше, кстати, было. Раньше, очень давно была репутация, которую ставили игроки. Например, вызываешь такси, а игрок тебя не отвозит, а убивает. И ты мог поставить ему там 0 звезд, ну, условно говоря. И вот потом эту систему удалили. Я думаю, никто из вас, кто в чате сейчас, не застал ее. А вот сейчас возвращают. Ну, улучшенную версию. Well, you can see their last 5 recent beacons that they broadcasted. They have 2 neutral ones. Something's gone wrong, but Социализм. necessarily bad. Да, социальный рейтинг. Then they have a red one. That's bad. They have been up to something. But they have also been successful with 2 beacons. So, well, at least you can assess the situation before going into it. It ensures your safety when doing a good deed. And yeah, I think that's it for beacons. So, well, we've got one more big thing I guess we need to talk about, right? Which we're really excited for. Так. Oh, yeah. Вместе, типа, веселее. Лучше вместе. Типа. In Sweden, we call this a double barrel. Well, it's not time for lunch just yet. So, who would like to talk about player organization? Систему кланов, видимо, будут... Да, сочетанная вечеринка. Кто хотел так сказать? Систему кланов сейчас будут рассказывать. Систему организации. But Benoit, you talked about this a while ago, right? It's been 84 years. So, I was originally asked to outline the original ideas behind how organizations would work in the very early days of the project. A younger Ben, big ideas, same ideas, now action. You have no idea how happy I am that we're finally tackling this task and this design in the game to truly give you all the tools you need to make. Я, говорит, был очень счастлив эту задачу поставить и ввести в игру. Больше 70 тысяч организаций зарегистрировано на сайте игры. Моя организация там тоже есть. Надеюсь, когда-нибудь мы будем чем-то заниматься в игре. В нормальном FPS. But all of those have custom identities, logos, charter. The amount of creative and high quality content you guys have always produced has always amazed us and inspired us. Those orgs range from a small group of friends with just a name to large companies spanning a large amount of players with the intent to share wealth, missions, and campaigns together. Now we want to make those orgs matter in the game. Should you choose to join or create an organization, we want this social aspect to be part of your progression. Так. But don't let me spoil it. Let's get a real designer to cover this stuff. JJ, you are a self-proclaimed... Не буду спойлерить, сейчас лучше позову дизайнера, который это все делал. Кажется. Да, вот. As an MMO player, I understand that different terminology is used in a lot of different games, so I just wanted to very quickly go over how we're using it in Star Citizen. So orgs, as many of you know, the players coming together to achieve a goal, whatever you want your goals to be. We give you the framework and you set it up and drive it forward. And we were going to shout a few of them out, but I was actually told we couldn't play favorites, so we actually made our own. So we've got the Fellowship of JJ and the Balt's Fault Buccaneers. Those What? guys. You guys made your own orgs? Yeah, we kind of left you out. Sorry about that, James. We also have NPC factions, and they're already in the game. And you can earn or lose reputation with them. Now contracts and doing nice things will earn you rep. Короче, есть организация игроков, есть фракции внутриигровые, то есть NPC-шные, компании лорные. И есть что-то еще. Банды, возможно. Гильдии, есть гильдии.
predictions of several factions, and we're putting them in a position to be more prevalent. What? You're saying there's something bigger than factions? Oh yeah. So they're going to be something you interact with a lot, and they essentially handle contracts for the factions. But you will earn rep with both still, but as the bigger entity, the guild will be much more important. And you'll find out a lot more about guilds tomorrow at the Stars My Destination presentation at the end of tomorrow. Again, a tease. But now we can dive into some of our new org systems. Yes! Так, новая система организации. I want to find, or I want to recruit for an org. Yeah, so welcome to the new app for everything org. Tease with the mask. Новая вкладка организации внутри Mobiglassa. And as we said, some of them have thousands of members. So when we designed the app, well, we made sure that we took this into account, but it's also something that we can expand on moving forward. So let's have a look at it. Now, I'd like to point out that the Fellowship of JJ, like every designer-based org, is really focused on things like progression gameplay and mission and crafting and leveling up. But my Bolts Fault Buccaneers, no, they're the real deal. Now, we don't do any of that stuff. Now, we're in it for profit, interdiction lines. Да, то есть будет вкладка рекрутинга, где можно самому вступить в какую-то организацию, либо подать свою заявку. Также, скорее всего, там будет управление в другой вкладке организации. Anyway, it sounds like you guys might be interested in joining some big orgs. Well, I prefer something smaller. So I think it's fair to say that we like playing in different ways and will want to join different orgs. The recruitment tab is the place to find them. So we're giving you the tools to promote your org to potential members in order to give a best first impression to them. I've just noticed that, Ben. You might want to have a word with Rich. It looks like, What? he doesn't want you. No way. I'll have to speak with him. Anyway, yes. So we're adding filters for when you're basically trying to find a home. And we want to cater to all types of players because we're a massive game, right? And orgs are combined. Если что, у меня тоже есть организация, вот ссылочка на нее. So you can search by name if there's an infamous org you've encountered out there in the verse or online. You can search by size. So if you're after a big and active org like me, or a small and more close-knit org like Gabriel. Так. Ну, фильтры. You can also search by the gameplay focuses you enjoy. So maybe you love trading in PvP, or maybe you like events like the Daymar Rally. Safe? Yeah. So Неплохо. End up searching for, say, social and racing, maybe? What if I love committing crime and roleplay, asking for a friend? What's that got to do with the presentation? Anyway, you can search for whatever you like, and if it's not there, why not just create it yourself? So, we allowed you to join multiple orgs back in 2014. I can still do that, right? Oh yeah. So we're keeping it supported, and we're actually doing the star citizen thing, and we're going one bigger. One bigger. So we're giving you an additional one to join when we actually bring it into the game too. And we wanted to keep it because we've all played games where it's far too limited. Like one org per character just isn't enough for a game this size. Yeah, and here you get an idea of what the full screen will look like. It's going to be your one-stop shop for joining or finding players for your org. So let's have a look at the core functions and features to look forward to in the rest of the app. This is the summary tab. On here, you can select one of your orgs that you're in on the left-hand side, and you'll see, well, a summary, a lot of at-a-glance information. So we'll introduce some of these one at a time. So first off, announcements and org information. Simple stuff. Прикольно. You use them how you want to. Also, we're adding an events log. So in here, you'll get a summary of important events within the org and changes to org. Какие-то можно новости писать, анонсы делать. Прикольно. These things, well, it's a big verse, and it's easy to miss cool things that happen in your org. And these features will help you stay on top of the day-to-day life of being an org member. Okay, we're also adding an events calendar. So Календарь ивентов. Вообще забейте. В моей организации эта вкладка не будет использоваться. Не, ивенты это круто. Ивенты надо делать иногда. our in-game events, so you never miss a thing. But Когда-то мы делали их иногда. obviously be able to add your own as well.
So you'll never miss another meetup to get together for group content. It's tough to get everyone on at the same time, right? So use this for your casual Fridays, holding hands in Horizon Saturdays. Не можешь вступить? Ну, позже разберемся. That's Gabriel's favorite. It is my favorite. Remember that it is our intent. Но и не только. At here are available on Spectrum as well, allowing you to access this info even if you're not in the game. This applies to parties, comms, friends, and all other functions. So I can join multiple orgs, like the Buccaneers, the Corvette Club, or the Slam Truckers. But how will others see me in the verse if I have multiple choices? Surely I need to pick a banner. So that's covered by something new called representing. And it's actually quite similar to the existing affiliation main status system on the website. So if you're into multiple orgs, you choose which one you want to represent, but you can only represent one at a time. Now, there are ongoing benefits for being in orgs, which we'll get to in a minute, but you choosing who you represent asks which... На танках тоже прикольно было, но там так, чисто демонстрация. But why? Well, we wanted to support players who like to play with different groups of friends. But we didn't want players who are just in one to be at a major disadvantage to those that are in the full six. На тонках, а не на тунках тогда уж. Нова тонк. Так, you can switch, but not. There's no need for you to switch which org you're representing to see things like this Moby screen or org chat. But we want to put limitations on how often you can switch to avoid exploiting the system. Фига. Лексит. Я так понимаю, он сказал, что менять организации, то есть выходить из одной и вступать в другую можно, но они будут ограничить по времени, чтобы ты не мог постоянно это делать. Ну, у Ника будут теги, наконец-таки. Отлично. У нас тег Nexp. Nixp, то есть, получается, такой. While you're representing, so you can easily see who is in which org at a glance. So we'll have it in chats, in world, and if you're not interested in this stuff, well, you have the option to turn it off as well. How novel! We'll be able to identify people around us. Wow. JJ, I'm curious. You mentioned guilds before, and I'm Только они никнеймы ведут, это не очень хорошо, если они просто висят, ну типа. Посмотрим. So, it's your opportunity to form a relationship Да. between org and in-game guild. Now, just as you in personal rep with the guilds, you can with your org now as well. So your org leaders pick which one you want to align with, and while representing, org members doing specific action, like contracts with them, will increase the org's alignment with the guild. То есть организация может входить в гильдию. Гильдия здесь имеется в виду организация, которая создана разработчиками в какой-то определенной ролью, какой-то определенной специализацией. Допустим, торговая гильдия, гильдия охотников за головами, гильдия горнодобывающая и так далее. Yeah, so how do these benefits work? Well, as your alignment with a guild, as it raises, you both unlock new benefits from that guild, as well as improve your previously unlocked benefits. So, for example, if I align my org with the Academy of Science guild, we might get research speed improvements. As my org performs contracts for this guild, alignment raises, and that speed benefit gets better. And needless to say, other guilds will have other types. Ну, в общем, короче, выполняя миссии, улучшая репутацию внутри гильдии, ты будешь получать награды. Причем новые награды еще могут улучшать, как бы, новые награды, да, увеличивают, как бы, старые награды, могут улучшать их. Well, not necessarily. We're also introducing loyalty. То есть, если ты входишь в организацию, которая в хорошей репутации с определенной гильдией, то бонусы получают все члены гильдии. Это очень прикольно. So, for example, you could be doing missions for the org-aligned guild, or you could be depositing... но еще репутацию нужно иметь внутри организации. Прикольно.
Прикольно. Видели? То есть, если ты мало участвуешь в жизни организации, то ты получаешь меньше общей оплаты, допустим, в общих миссиях. Это прикольно. So to put it simply, having low loyalty limits what you gain from the org's alignment benefits, and having high loyalty gives you full access. В общем, репутация, которая сейчас есть в игре, она будет распространяться еще и внутри организации, и на организации. And then loyalty resets to 0 when you leave an org, so there's some incentive for sticking around. Wait, does that mean I lose my loyalty if I change my representation away? No, so not representing puts your contributions or ongoing benefits on hold. So when you start representing again, you essentially just pick up where you Да, такая студия. Скорее всего так. It's not very loyal, so it resets. Поэтому мне нужно набирать как можно более чаще, как это часто играют игроков, чтобы я приходил, да все готовенькое. Чисто почилить. It's not very loyal in general. Larger orgs, they tend to be a pain to manage, though. With the flow of joiners and leavers, do we have any tools to help managers like me? Well, let's have a look at the members tab. So this is less complex than the previous tabs, but it's equally important. This is where you see Вкладка членов организации. in it. So in here, you'll be able to manage members, you can leave notes, and see the rank. Ну не так уж скучно. Чего уж там прямо. With a friends list and a party list. У меня спина болит, я бы, значит, тоже бы уже задремал. This is the rank panel. It gives you a clear indication where you sit within the community. And you'll see permissions on here, but that's something that we'll delve more into at a later date. For now, I'll just say that the leader might be able to determine permissions for each rank, and, well, it could be things like inviting new members or accessing org storage. Stop teasing us with org storage! So, all right, so orgs form Прикольно. in friendship and Будет какое-то хранилище общее для организации. Возможно, сейчас расскажут о том, что можно будет шарить корабли внутри организации. Я, конечно, не уверен, потому что денежку уже они зарабатывают на кораблях, но мало ли. Или можно будет шарить только корабли, которые внутри игры уже купили, а не за реальные деньги. Интересно, посмотрим сейчас, что... Они затизерили только что нам склад общий организационный. So, you're going to have the ability to create alliances and go to war. And there are many reasons to make friends. You might want to have trading partners, or you might want to group up for protection if you're playing somewhere. Короче, да, можно иметь союзников в своей организации, союзной организации, можно иметь врагов организации. Да почему скучно-то сразу? Мне, например, наоборот, интересно. Unlike real life. Requests are sent from this screen if you have permission, and you can respond here as well. And as a bonus, allied orgs are going to have additional lines of communication, like alliance chat, or being able to share alliance events on the calendar, just to name a few. So, rivalry, that isn't a mutual agreement. If someone decides you're their rival, well, tough luck. However, you could reach a mutual agreement. Да, уже показали цвет, звук и все остальное, движок. There's no real benefit to having rivals, so we want to make them easy to identify. That's why alliances and rivalries tie directly into hostility indicators. So just like now, you'll be able to see neutral contacts in white and party members show up in blue. Хоть бы декали, покажите декали. Ну понятно, разная подсветка ников. Если ты из вражеской организации, то... The kill list, people on your kill list that we mentioned before, will also show up in red or orange. If you're not, well, they're not legal to attack. That's the go straight to jail card if you kill them here. So we'll be adding accessibility options for this stuff as well, to make sure that everybody can benefit from these updates. Так. Ой, у меня спина уже все. So, everything for orgs today, but it's just the social iceberg. And we didn't have time to show you everything, but there's
lots more to show in the future. And we're super excited because we finally get to deliver it. Yeah. Блин, надо отойти, наверное. We're upgrading Star Citizen social tools to MMO size. В общем, это все. На этом секция заканчивается. Подытоживаю сейчас. Улучшили комлинк, FOIP, чат, систему организации, гильдии, гайды, систему маяков и так далее. Так, я отойду ненадолго, ребята. Сейчас будет, скорее всего, опять либо перерыв, где будет болтовня с комьюнити на стриме, либо перейдут к... Как это называется-то, блин? Косплею. Сейчас будет косплей. Representations, which identifies you in the verse and gives you benefits and loyalty to your orgs, and alliances and rivalry to identify friend from foe. And now, we're going to leave you with a short video to end on because we couldn't show everything we're working on. But what would it look like in the unlikely event where our two powerhouse orgs came together as one? And my org, right? Yeah, it's a little teaser for tomorrow's crafting your home presentation and what you can build together as an org, and teasing something else coming in the future. Have a great CitizenCon, guys. See you there. See ya. Sometimes it's just the simple things, isn't it? Let me put that crap on a shirt. All right, so we're at our midway point of day one, guys. We're going to take about a 45-minute to 60-minute break, depending on some technical stuff that we're going to figure out backstage. This is your chance to go get some food, go to the bathroom, stretch your hammies, whatever you entertain yourself for the next 45 minutes. But come right back. We're coming back with the cosplay contest and then 2 presentations. I promise it's only up from here. Thanks for watching, guys. We'll see you in about an hour. Так, я здесь. Что я пропустил? Чат. О. Так. Списал тебя в список ножом, карандашом, да-да. Декали. Декали показали, да? А чё? Они показали декали? Нет, что я пропустил? Блин, это байт какой-то в чате, чтоб я теперь волновался. Я даже не могу посмотреть, потому что не перемотаешь.
Сейчас что, 40 минут типа отдых или что? Декаль на броне и кораблях организационные, да, декали или нет? Ну, блин. Так, ну что, 40 минут перерыв или что? О чем речь-то сейчас? Какой-то контест, да, идет? То есть какие-то загадки загадывают, да? Нужно... Типа викторина какая-то, правильно я понимаю? Сорян, что мне надо было отойти, у меня там семья просто на фоне уже устала сидеть в чулане, когда я их запер, чтобы не мешали нам на стриме. Я шучу. Но в каждой шутке как бы доля шутки, да. Просто перерыв на 40 минут. Ну ладно, сейчас тогда давайте прервемся. И через 40 минут подтягивайтесь. Я стрим не буду заканчивать. Да? Как сделать лучше? Вот так или рабочий стол вернуть? Давайте тогда... Что мы можем сделать? Мы вот так сделаем. Сейчас. И я попробую... Так. Бинго гляну. Сейчас, да, глянем бинго. Так. Вот сюда. Эй, это не то. Да, вот так оставлю. Тогда хорошо. Не, сцена пропала, это да, вот эти вот такой стандартный перерыв у меня, который я сегодня подготовил. А так будет вот сейчас. Тут будет вам видно таймер, видно чат, можете поразвлекаться в чате. Давайте 40 минут перерыв, это, мне кажется, нормальное время, можно перекусить. Это хорошо, что они сделали в этот раз перерыв, в прошлый раз его не было, помните, это была жесть полнейшая. Я хоть пойду с семьей по взаимодействию как-нибудь игровым способом, скажем так, и чай попью. В общем, ребята, давайте, надеюсь, через 40 минут продолжим смотреть все вместе. Сейчас же видно, все нормально. Ну вот. В общем, давайте перерыв. 40 минут получается.
Ну что, цыги, как обычно, да? Нас прогрели. Перерыв 50 минут, а не 40, видимо. Я, короче, вернулся. Успел чай попить, перекусить. С детьми маленько поиграть, можно сказать. И в магазин даже сбегал. Мусор вынес. О. Ну, хотя с детьми можно сказать, что я не поиграл, нет. Это будет неправда. Посмотрел я декали, да. Только я не понял, единственное, что эти декали можно будет самому размещать где угодно. Тогда будет прикольно. То есть им нужно всего лишь сделать модерацию логотипов, да. Ну, 70 тысяч организаций, конечно, много, но тем не менее это можно, я думаю, устроить. И чтобы всякие эти непотребства не пихали себе на эмблемы организации, а потом это в игру не добавляли. Вот. Так что, окей. Прикольная тема. Ну, а особенно свой корабль брендировать. Это вообще за милую душу. Но я так понял, что, судя по скриншотам, которые скинул Денис, это все еще не готово вообще. То есть это выглядит как просто они наклеили в фотошопе на скриншот. Вот. Я это так понял. Потому что выглядит, ну, реально не готовым.
Так, ну что, друзья, 30-минутная готовность. Напоминаю, сейчас будет контест косплея, поэтому если вам это вообще не интересно абсолютно, то можно пропустить. Как и опциональный весь ситкон. Так. Am I on? I'm on TV. Yeah, I speak French. Parlez-vous français? Je parle français. That's all I got. Все, что я знаю на французском, он сказал. Hi, everybody. Welcome back from lunch. Like I said, we added an extra 15 minutes to that to get us on schedule and stuff, because that 5:30 thing has to be like right at 5:30. I'm your host, Jared Huckabee. We are back in Hall B, which is what we colloquially refer to as the UEE Barbary. This is our Bengal hangar here. Let's go ahead and take a look around. Do a spin around. People see me enough. No. Show the thing. There we go. Look at all those people. Say hi, everybody. You're on YouTube. My understanding is that if you're on YouTube, it automatically makes you a better person. All right. So we are going to take another walk in case you guys missed the beginning of the show. We're going to explore the hangar area of the UEES Barbary. We're going to start over here. We made you wait before, but we're going to take a look at this big guy. Excuse me, everybody. Old man hobbling. Yes, were you going to... No, I'm on... Wait, what do you want? What's going on? What's going on? All right, that's cool. Let's go do that. All right, we are going to this thing. Now, this is the Hornet F7A made by our partners at Mango Stone. It is fantastic. Hey, let's do another tour of the hangar, of the Hornet here, and I'll talk a little bit about it. Show the people the magic. So, Mango Stone is a company down in the south of England. Ну вот, кстати, вот кроме остекления, в принципе, в таком освещении нормально выглядит. Manchester office, everybody knows we moved into the new Manchester studio about two and a half years ago. Mango Stone helped decorate a whole big part of it. They've done a number of mannequins and armor sets for us and helmets, and including 3 major ship models. Nothing this size, but they helped decorate the office, and when it came time for CitizenCon, we were like, Ну, в общем, чуваки, которые офис сделали, и прочий став, который по игре не делают для их офиса и выставок, сделали этого Хорнета. Как-то Манго Стоун, как так он сказал. Like the actual in-game measurements are 75 feet by 75 feet as a perfect square. That thing is huge. This guy here is 50 feet by 50 feet and still the same size as an F-16. So, yeah, the Hornet in game is very big. Ну столбы, да. Я как-то до них даже не особо заглядывал. If you didn't make the Hornet so big, you wouldn't have had to make the Bengal so big. All right, let's keep looking. So this thing is pretty cool. Mango Stone is one of our trusted partners here. They've done all kinds of work for us. I asked them what we were going to do with the Hornet after CitizenCon, and we've got a lot of ideas. Nothing I can reveal today, but let's just say that CitizenCon this year will not be the last you see of this amazing 50 by 50 by, I forgot how tall it is. It's probably more than 3 or 4 feet. I like the lighting effect. Look at this gun. Let's go look at the... Who knows what gun this is? I mean, obviously it's Apocalypse Arms, but what model is it? Remnant? This is a Remnant? Oh, yeah. Мне кажется, или ствол погнутым кажется, ну то есть он провисает как бы. Возможно, оптика, камера так показывает. Let's get one last shot, one last wide establishing shot of the Hornet. See how really cool this thing looks. And then we're going to do something, here's something I can do that other people can't do. I can stand in here. Look, Mom, I'm getting in trouble. Go through here. Maybe go under this thing. I am making Tyler Wicken very nervous right now. I'm going to go under this thing. I may not be able to run, but I can still get low. Hey, where's my camera? Can you still see me? Ну, yeah.
Чё? Все. Косплей корабля. Да блин, да что со стримом, с трансляцией у них? Там огромная крыса, смотрите, которая грызет бюджет. Used to. Ah, fair enough, fair enough. Where are you from? Just outside of London. Just outside of London. Thanks for making the drive, man. Hey! Oh my gosh, embarrassing. We wore the same thing. Where are you from? Czech Republic. Czech Republic. Wow, what brought you here? Well, obviously. It wasn't a trick question. I was just setting you up. It's all right. I haven't. Чувак из Чехии. So what the heck? Квадроберы и сюда докатились. No. I haven't slept in 3 days. Is this thing really here? You're seeing this too, right? Корнерстоун какой-то. Ratty, what's your deal? Ретти. You're like a technician? All right. Hornet technician, I'm guessing? A little bit? I'm thinking about doing something really dumb right now. No, I want to be able to come to work on Monday. Thanks for being here, Ratty. Rats are carriers of communicable diseases, so that's all right. What? Who said hey, Jared? You said hey, Jared. Oh, you said hey, Jared. What's going on? I wanted to give you this. You want to give me something? Oh. Так, что нам там задарил? So one of the great things about being here at CitizenCon is people hand me all manner of stuff. And then it goes in my pocket, and then it goes in the back, and by the end of the weekend, I have an entire bag full of stuff. And which is not so bad when you live here in the UK. When you have to travel back across the world, and you have a bag full of weird metal trinkets, TSA really loves it. Он говорит, классная часть таких выставок, что ему постоянно подходят люди и дарят всякие штуки. Это, говорит, неплохо, когда ты живешь здесь, в Манчестере, но когда ты постоянно путешествуешь, и с собой таскать приходится огромную сумку, набитую странными металлическими штуками. U.S. Army Aviation. Okay, hold on. I am getting older. I got to say without this. So, United States Army Aviation. Nice. Well, thank you, sir. Thank you very much. You got your M1A jacket too. I like yours. Yeah, it's just a normal flight jacket. Yeah, no, it's the inspiration for the ones we're selling right now. So yeah. Типа, видимо, пилот или что настоящий? Что со звуком? Суши предлагает ему. Это... Вот эта такая студия тоже на стороне пользователя сейчас происходит. Микрофон сломался. Это было, кстати, тоже в бинго на Reddit, что, у Джареда периодически бывали такие проблемы с микрофоном на предыдущих выставках, и, короче, был такой момент. Комьюнити ожидает это. Типа он балуется, видите? It's not working. Hello? Are we on? Сообщество ожидало этого, и они решили подыграть. Это прикольно. All right, we're back. Hall A, cheer for me. Кстати, пока мы тут сидим, Hotfix вышел на лайв. Какие-то баги поправились, я не смотрел пока еще патч, но... Bingo cards show up on Reddit, and like the first square was technical issues, and I was like, no, we haven't had technical issues on one of these in a long time. Then this happens. Oh. Тако, да? Опять что-то ему задарили, да что такое? Hello everyone, welcome back to CitizenCon. Here we are in the Addison Lounge. And thank you, Jared, for handing over. I think we lost you for a second there, Jared, from your voice. Thank goodness, is all I have to say. So here we are in the Addison Lounge, where we'll find all sorts of uninteresting people and devs and whatever else. I wonder if there's anyone around here we could possibly annoy.
Why, hello, Benoit. How are you doing today? Oh, fancy seeing you here. Awesome. Hello. How are you doing? I'm doing good, thank you, Benoit. You've had 2 amazing presentations already this morning. How are you feeling about the next ones? Oh, I feel excited as hell for everything that's left at CitizenCon. I think everything is chef's kiss. Beautiful. Are there any highlights from this morning? Any main takeaways from either of the 2 presentations you've given already? Well, now that my stress level... You're doing a good job, man. Thank you. You're doing great, too. He's the man. He is the man. So, Что-то он хромает как-то well, страшно. I mean, now that my stress level is down, I think both presentations were just stellar. I'm really happy with how it went, and I'm especially very proud of the teams that have shown content today, either being in the Social Universe panel or in the Star Engine Brave New Worlds panel. I think the teams have been working like crazy. They deserve a hand. Let's go, guys. Let's give it up for the teams from the 2 panels. Ну, он говорит, что все, кто выступал на этих панелях, да, 2 панелях, очень хорошую работу проделали, типа. I can't really call a highlight, you know. I can't play any favorites. But damn, that Zeus exit was... У меня не должно быть каких-то любимчиков, но вот этот взлет во время дождя Зевса, это было супер. Ну, правда, там было классно. So, as we mentioned, today's pretty stacked already. We've got a lot more to come. But how does this CitizenCon here in Manchester compare to years previous? I couldn't believe we could do a bigger CitizenCon last year, and this one's one bigger. Ну, говорит, я не мог поверить, что мы можем сделать такой большой ситкон в прошлом году, но в этом году мы сделали еще больше, типа. Last year was really like complicated logistic-wise, right? To get everybody on the same page, flying people over. Now everybody's on site. It's been fantastic. We brought the crews from these other studios in, but overall having everybody here has been great. Plus, I mean, look at this. We have a almost full-size Hornet in the place. This is absolutely incredible. I couldn't believe we were actually doing it when I actually heard about it. and seeing it for real is just completely like mind-blowing. Ну, короче, они очень гордятся, что удалось запихать сюда этот Хорнет. Типа, очень круто. Damn. So, does that mean next year's CitizenCon could feature a whole C in Quebec? Oh my God, that's the #1 question I get all the time is, are we going to get CitizenCon in Montreal? I don't know, but I would love a whole C or a Zeus, maybe. Zeus would be В следующем году вам надо Hull C запихать, это будет. У тебя есть, типа, планы на это? Он говорит, что было бы классно, но может быть Зевс. But this is really the first ship that is completely done from the Montreal team, and so I feel especially privileged to have, put it in the video and then released it in this patch. It's an absolute fantastic ship. Зевс — это первый корабль, который полностью был сделан в монреальской студии, поэтому я имею полное право его презентовать и так далее. CitizenCon and ISC and everything in game. Is that a feature request, sir? It is a feature request. Да. Джара спрашивает, когда я смогу смотреть ситкон прямо внутри игры, и когда Insights на Citizen мы сможем смотреть прямо внутри игры. We'll see. Лаги пошли на стороне сервера цигов. FPS упал уже и на ситконе. Да. Beautiful. Well, thank you so much, Benoit. Wonderful to chat. We're going to throw over to Dan. Thanks very much, guys. Catch us after the break. See you guys around later. Thank you, Kirsten, and thank you, Benoit Bassaja. Awesome, guys. Welcome back to the Interstitial Hall. The Interstitial, where we are back in the hall here at CitizenCon 2954. Little bit of housekeeping. We just have to give a quick shout out to our sponsor, Versa, who helped make CitizenCon possible this year. Thank you, Versa, for all you do to help make Star Citizen. Ящик за взрывчаткой лежит. We also have misnamed Scan computers, a Scan PC. Sometimes when you're running around with people talking in your ear and things you have to do, you mix up names. So thank you guys for being awesome sponsors and helping make CitizenCon possible. Now I was told specifically to avoid talking about that because Jared just did that, so we're going to
gloss over the Hornet. So come, follow me. We have some awesome stuff here on the show floor at CitizenCon. We are so happy to have you guys back in Manchester, and we hope you guys are having an awesome show. Now, if you guys haven't been here yet, the General Lounge is filled with people who are excited. Everyone say hi! That was a little lackluster. We'll try again later. Ну, неплохо так народу, если учесть, что это не все помещение. Galactica. We have the cosplay competition brought to you by Toby. So I'm going to throw it over to Galactica. I think we have some pretty cool. В общем, Toby iTracker — это спонсор, ну, Toby, вернее, компания. И сейчас будет контест косплея по игре. Спонсор, который выступает, собственно, Toby. Прям на сцене будут. Ну, хотя в прошлом году тоже был на сцене. Greetings, citizens. I hope you all had a wonderful lunch break. How many of you guys had some torpedo burritos? Okay. Okay. And how many of you had some Big Bennies? All right, clearly we know what the crowd favorite is. Well, welcome to the 2954 cosplay competition by Toby Gaming. For those of you who don't know me, I am Galactica, our senior social media manager, and I run all of our socials for all things Star Citizen and CIG. And joining me on stage... Ну, это менеджер социальных сетей, CIG и, собственно, Star Citizen. Ведет социальные сети, в общем. Лучше бы они, конечно, стримы вели нормально. Хотя это, возможно, с моей сеткой что-то не так. Но я не вижу прям своего стрима по тех кадрах. Давайте обновим страничку, она устала, наверное. Вот, я видел подергивание у вебки сейчас. Это очень странно. Да. А еще отставание как будто бы, да? Так. Печально. Все, 20 пока врубим временно. Стрим не упал, надеюсь? Because we're doing audience favorite. Ну, это... У вас тоже все так плохо или там не так? Стрим идет, но... Ну, про Тоби спрашивает, как кто из вас пользуется. The Toby eye tracker, it is the only device that is capable of tracking both head and eye. Стрим у них нормально идет, да? Immersion to the next level through effortlessly following your targets, locking on with just more. So, у меня 200 мегабит канал, все может не хватать. Show winner will receive a Toby eye tracker 5 complete with an accessory bundle. Так. Надеюсь, сейчас заработает. Ну, пожалуйста, ну. And I'm announcing this on stage, but all of our contestants will also receive. Неохота смотреть совсем то, что 480. All right. Are you guys ready to see our contestants today? Awesome. Contestants, let's get the show rolling. Our first contestant is Shiley. Так, первый участник. Кстати. Шайли. Неплохо.
All right, and our second contestant today is Hydrosa, who is cosplaying as an advocacy agent. Агент адвокасии. Чел с пакетом, но он, да, он вне рейтинга, он на самой вершине, недостижимой. Так, ну что за... And our third contestant is Faber Finn, cosplaying as a mining worker. Woo! Yeah! Ну, я не знаю, могу выключить вообще все вот здесь, допустим. Вот так. Может, будет лучше. We have Cat Goddess dressed as Molly. If you saw our commercials from last year's IAE, you might recognize her. Молли, это, помните, было несколько выпусков короткометражек про девочку, которая путешествует по Стентону. У нее разные пика есть. The judges are over here. Прикольно. Bribing the audience, I think. All right, and up next we have Amon Grask, who is a Xi'an diplomat. О, шанский дипломат, ну-ка. Прикольно, неплохо. Ну, жалко, что это прям маска, это, ну, да, это не грим, это маска, шлем, типа, ну, прикольно. А шанский не выучил язык. Так, что, увеличим быстренько? Может, заработает теперь. Потому что в целом-то мы смотрели, считайте, 2-3 часа. Все работало. О. Complete with the burrito, I see. All right, and up next we have Dana as Pico the plushie. В виде пику. Just making sure you can see with that thing, okay? And we have another Pico up next, Carlito. О, еще пика. Oh, he's got a snowboard. And last but not least, we have Kin Shadow as a duster. М-м. Wow. All right, now that we have all of our contestants on stage, judges, feel free to come take a closer look, ask questions, and let me know when you're ready to... О, мы пропустили чувака в этом в шахтерском мундировании таком, да, строительном. Yeah, these. You fight crime. Nice. And eat Good the burrito. detail. You can fight the crime first, or you can eat the burrito first. Nice. All right. Nice. Kat is asking Garmin you cannot. fought crime today. All right. Oh, good. That's the best thing. Oh, good to see you. How you been? Exactly. Oh, good. Yeah, doing great. Doing great. All right, yeah. Still one of my Ну, согласитесь, неплохо весьма. Ну, кроме от этих, конечно, приколистов, но тоже забавно. Разбавляет, знаете ли.
mining outfit. Is it true you guys eat pellets? That's right. So how'd you do that? Couple LEDs? Oh, that is so cool. Little patch. Let's see, can you turn around for us? Yeah. Got the retro reflective shader on you? Yeah. All right. Very cool. How many followers do you have? Мне кажется, Рубиса нет, не было ни разу. Попрыгай, типа, говорит. Чтоб ничего не отвалилось. Точнее, есть какой-то чек-лист, да, они проходят и оценивают. И потом, видимо, будут... Не, ну маска, конечно, очень прикольно сделана, прям очень похожа. Мэтпены у него, смотрите, в кармашках мэтпены. Шлем. И шлем на поясе висит нормально, а не как в игре. Функциональный костюм, прикольно, да. Okay, look. Wow. Where to even begin? You really whacked that thing. Yeah. All right, extra points for you. All right. Well. Ну, тут довольно сложно выбрать, мне кажется, да? Чат, какой, по вашему мнению, самый лучший косплей? Ну, вот Bounty Hunter, мне кажется, который похож на этого, на Мандалорца, неплохо. Шахтер топчик. Ну, шахтер... У него вот эти элементы на кармашках, которые, типа, они же просто... Мог смартфон туда засунуть, чтобы была анимация. Ну, я, конечно, и сотой доли никогда не делал такого костюма, как у него, но все равно как бы, странно, что он не успел, может, не успел сделать. Бану за выдумку можно дать. Ой, не Бану, в смысле, а Шан. Вот эти двое пока что такие, ну и потом, конечно, с красной бани, которые в этом. Адвокаси тоже неплохо. Ну, то есть те, кто серьезно подходил и реально что-то делали. Неплохо. Так. Tiger Claw. Oh, are you giving me one too? Okay, let's do this. So I don't want to chuck this thing because it's quite heavy. But if you have not gone to the community booth section yet, there might be a device that you can put this into that will maybe... Она еще раскидывала игрушки. Халявные. How do we want to give this out? Let's see. Ну, у чувака, вот, который в красном, у него функциональный шлем. Его можно снимать, надевать, висит на поясе, есть мэтпены, кармашки, подсумки. Это все функционально, и его огромная шевелюра влезла в шлем и нормально выглядела. Пока он его не снял, мы не видели, что у него куча волос. Ну, типа, очень тоже неплохо сделан. Но у него такие полигоны, все-таки видно, что такое. Да что, я даже не знаю, сложный выбор тут. О, типозят, ребята. Ребята в халатах медицинских типозят, видели? Баунти хорош, причем тот, который серебристый, а вот Дастер, ну, тоже неплохо сделано, но послабее, на мой взгляд, чуть-чуть. Хотя, может, элементов и больше. Давайте в бинго зачеркнем быстренько, да? Ты позу, или что? Так, типозу. Так, где типоза?
to give this to the ones with the med gowns, clearly. Типоза, вот. NPC стоит на меди. Ну, типозу поставим. Med gowns, come up here. В общем, она отдала Тайгер Клоу, разыграла, видимо, просто кому-то дала, да, или что, рандомно. Вон, чуваки в халатах медицинских с коробкой, с халатом бегают. You know, I do not regret this decision. Мэтт Пен закинул. Не, ну... Чуваки подбежали, долутали и убежали. Прикольно. Judges, how we looking? You need more time? Ну так, не особо. Нет, ничего не пропустил. Забавные моменты пока только. Сейчас косплей. Forrest, let us know who is our best in show winner today. Так, кто лучше получается, да, сейчас говорят? What's the best in show winner, but there can only be one. Все крутые, но есть один. Shoot us. Ну нет. Жишанский. Это типа первое место, да? Best in show. Ну, в целом, да. Can you tell us who is our best performance winner? Перформанс, типа выступление, да, какое-то. Все куплено. We're gonna go with Pico. Congratulations. And Kat, what do you got for us for most creative? Креативный самый. And eats burritos in armor that good a quality is the most creative. So it's Garmin Humble, guys. Awesome. All right, so for... Ну, это тоже был Bounty Hunter из синематика, помните, который буррито все время жил. to each other. Okay, if we can have you guys step... Забыл, как его звали, но сейчас его назвали, я просто... Now we're going to do you as well. Oh, you might need help. That's okay. We got you. We got you. Garmin Humble's here if you need extra help too. Okay, so now we have to decide our audience favorite. So let's do this. We're gonna come over here with our judges. Так. And we're gonna go one by one to see how much hype you guys can give our contestants to find out who is going to win our audience favorite. Типа зрительской симпатии, короче, выбирает. Let's give it up for Duster. Пика забавный просто. That's a lot of hype. All right, and next, let's give it up for Pico. Вот поэтому я и не делаю розыгрыши, когда призов мало совсем. Стараюсь не делать, потому что, ну, как-то совсем обидно. Вот чуваки делали костюм досконально, с кучей деталей. Этот чувак вот лоу-поли, скажем, не лоу-поли, лоу-кост сделал косплей. Забавно, конечно, но тут затраты как бы несопоставимые. Не, ну майнер, да, тоже опять-таки как бы лоу-кост, но все еще. Он подобран, он шлем сделал. Тоже неплохо сделано. And last, our Pyro Bounty Hunter. All right, judges. Let me come back over here. This is a very long stage. Who are we thinking? Так. Дастер. Он сказал Дастер. And our audience favorite is Duster. Awesome. And as I mentioned before, our prizes today are supplied by Toby, who's actually here with us. Toby, welcome Toby on the stage, everybody. Can I borrow two of you guys to carry some of the prizes and we'll take a picture?
too. Это забавно выглядит. Can you hold that? If you can't hold it, I can hold it for you. Можешь, типа, это держать, или я могу за тебя? This way. Here you go. There you go. All right. All right, and then we got one more. Here we go. All right, let's give it up to our winners. Он не видит в этом шлеме ничего. All right, thank you, Toby, so much for supplying the prizes. As I mentioned before, all of our contestants will be getting an RS. Ну, Адвокаси, как минимум, и Баунти Хантер, Шефпайра, вернее, этот пират из Пайра, должен был получить, Шахтер, может быть. То есть, ну, блин. All right, thank you so much for joining us for the 2954 cosplay competition by Toby. Обидно. Sorry. You need to move, sorry. Это тот самый, этот, да, Retribution, который сделали китайская комьюнити. Will make it so that the lives lost will be avenged. That's right. The UEE Retribution is here at CitizenCon 2954. I have the creators of this amazing model. We have Pigeon Spaceport here. You guys have done an amazing job creating an awesome thing. Is there anything you guys would like to quickly say before we get into questions? Yes. Thank you guys so much. Ну, видите, бурятская делегация тоже попала на CitizenCon. Let me do this off my phone. Да. Quick question: how many total pieces is Шаришь. the UE Retribution? Сколько кусочков? Yeah. About when the 3D printing finish for the Retribution is around 300 in total. 300 pieces. 300 pieces. That is a lot of pieces for. I mean, it's a big ship. So. 3000 деталей, да? How many people worked on creating? Сколько людей, в общем, его создавали? 有15个人左右，然后我们所有的团队成员都几乎为他参与过工作。Не трогать. So it is around 15 people, and almost everyone in the crew have worked on for the Retribution model. 15 человек примерно. 15 or 50? 15. Still a lot of people. That's still a lot of people. And as you can see, Пару миллионов китайцев. 15 человек работали примерно. Between taking the concept of the Retribution and then making it into this massive physical model. What was that process like? Ну, вот скажи про то, как это все происходило, как вы создавали эту штуку. От концепта до моделей. Не, ну крутая модель, конечно, да. 先从网络上面搜索所有的关于惩戒的图片，然后我们将这些图片素材用于我们的建模。我们完成建模以后，我们会进行3D 打印。 然后来制作。 So we searched on the internet to find all the images we could find for the Retribution. Then we bring all the images we could find into the 3D printing. В общем, мы искали модели в интернете, все части модели этой. Потом на 3D принтере распечатывали, собирали. 飞船配色认知，然后来自行设计的。 So about the coloring that we use the Retribution is based on our understanding of the color Star Citizen use in the game. So with some of our understanding and the interpretation of the color that we use. Ну, в общем, да, свою вариацию они сделали раскраски, как бы основанную на том, что сейчас в игре есть, как бы. We just kind of stare at this amazing ship. What's your favorite detail of the ship? Какая твоя любимая деталь в корабле? 尾部的喷口，因为尾部的喷口在汉房间中亮起来的时候，那种照亮整个墙震撼感是无可比拟的。 So his favorite part of the Retribution is the main thrust lightening of the ship, because when you like light it up. Подсветка основных двигателей — это его любимая часть. Very amazing and beautiful.
Well, thank you guys. Let's take a look at that lighting. We'll get you guys into position for the next bit right now. So let's take a quick look at the retribution. Теперь я хочу себе такую тяночку сделать в игре. Симпатичную переводчицу. I would say 10 feet long. This thing is huge. It's been at previous bars. По-любому на Reddit скоро выложат модель уже. Awesome to have it here at CitizenCon. We're really, really happy that this thing made it to Manchester. It is so much detail in such a small amount of space, but it's not that small. It's massive. So yeah, we're really, really happy to have it here. Now we're going to follow me. We're going to go to the next thing they brought. I don't know if anyone's really seen this before. I'm going to throw it over to Sam. Sam, why don't you throw us to this awesome bit right over here? Absolutely, Dan. У них еще есть порт Алисар. Amazing model of everyone's favorite Port Alisar, right? Это же самый китаец собрал. Лично, скорее всего. Easily and quickly getting to the ASOPs and buying things and getting rammed off of my pads by unruly. Рассказывает о том, какой был классный Алисар, что можно было легко получить доступ к кораблю, купить вещи и так далее. Это правда? Да, легенда. 奥丽莎它主要的结构是由3D 打印所制作，但是在其 Я тоже. 我们加入了一些金属 Блин. 用于增强稳定。 Кайф, да? Тут детализация вообще просто безумная. Ну, distribution такой, да, а тут прям раскрашено все прям четенько. Тут уже не грейбокс, как ты говоришь. So, do you know roughly how much does it weigh? Сколько весит эта штука, да? 大概在700公斤左右。 So it's roughly around 700 kilograms. Wow, that must have been Фига a себе. challenge to get over here to this country. So, when you were building this, what would you say was the most difficult part of putting this build together? Ну что такое на самом интересном месте? 在制作的过程中，哪个部分是最困难的？ Что она спросила? 停机坪区域中的就是停机坪表面难。 Это мой стрим тоже подвисает там что-то или нет? 确保它在如此薄的情况下还不产生变形。 So it's a landing pad area. So on the surface of the landing pad, by the scale we are using Что-то у меня с сетью, видимо, или что, не могу понять. to make for the Olisa, we have to make it not bending. With like just a few millimeter to make it still solid. 这个停机坪的下部也是个非常大的挑战，因为下部有非常多的结构交叉在一起，这对于我们建模的工作量来说是个非常大的工程。 So also the bottom part of the landing pad, because there's so many structural intersections, they're so complex, so it was really hard for us to modeling. Ну, очень много деталей разных, это было действительно сложно сделать такую модель. Сейчас я увеличу, может быть, все-таки заработает. Забавный стоп-кадр. 比如说奥莎有可能回归。 Блин, как же он рад. 当然啊，肯定的，太好啊。 So yes, really. So if the Olisa actually will come back, it will be so good and exciting to us. Yeah, absolutely. Короче, китайцу очень понравилось шоу. I hope so too. Right. Thank you guys for talking about these. That was the amazing Pigeon Spaceport, guys. Do check them out online. Their stuff is absolutely amazing. I'm going to now pass over to my buddy, Dan, who is hanging out with the merch stand guys to show off some of the really cool stuff that we have here at CitizenCon. Over to you, Dan. Oh, hi. Oh. Awesome. Thank you guys at Pigeon Spaceport. I know, I just come out of nowhere. He just come keeps follow doing me, guys. Thank you guys at Pigeon Spaceport. We're so lucky to have them and their awesome bits here at CitizenCon 2954. Now, I think it's time for you guys to see a bit of where I get my fashion from. So come follow me, guys. Come follow me this way. We'll make our way through the crowd. Let's get in line for the merch booth. Yeah, that's a long line. I don't think I want to wait in that line. So luckily I have the CIG access pass. Come follow me. We get to skip the line. Я люблю, чтобы была хорошая картинка, матиш. Many thousands of friends who are watching the stream. Come follow me this way.
Right this way, right this way. Man, all these people are very excited for merch, and as they should be, because we have some awesome merch here at CitizenCon 2954. If you guys are interested in getting some, you can go onto robertspaceindustries.com/merch. Официальный мерч продают. You'll find it on the Pledge Store. But we have some awesome merch. Let's take a look. We have Блин. brand new Pico the Penguin plushies. This Pico is Pico with an attitude. This is our Pico Black Ice plushie. This Pico has a new stepdad in. We are very excited to bring Pico back. We have a brand new Star Citizen cap. We have some awesome, see if you can get those stickers on the other side. I don't know if you are able to get that. We also have a pin set on the far bit there. Brand new desk mat, which looks awesome. Look at that desk mat. We also have some awesome physical merch. Let's see if I can squeeze past in here. I am absolutely going to ruin these people's day. We have some exclusive for attendees. I'm just bull in a China shop. We have some cool giveaway packs. Ладно, 720. Making sure people have that. Could I get a Zeus bomber jacket? Can I get a? They got me another Zeus bomber jacket. Thank you so much. I have one on, but take a look at this Zeus bomber jacket. So we have the interior lining. It's this awesome like yellow orange, like sort of a quilted pattern. It looks and by the way feels awesome. Now these do run a little small, so make sure you're getting a size up. Let's hold this up for the camera. Look at that. We also have. Oh, that's gone forever. The cameraman just took that. And, Но это лучше, чем холщовая сумка, которая была, кстати, от Тодда Говарда. Помните? We have some RSI like branding right here. We have some patches over here commemorating the Zeus Mark 1. Конечно, это оверпрайсная фигня, но... Пика мне не нравится. Пика отвратительный, кстати. Не знаю, почему он такой ужасный, у них кривой. Но... I swear I can fix him. We also have a bunch of awesome stuff. We have this UEE flag. Let's make sure that we're holding that up properly. Look at that. We have a UEE flag for you guys to celebrate your peace for a united empire of Earth. This thing is very long. It's kind of the Foundation Festival colors. I kind of like that it's yeah, I'm going to steal that. That is mine, and you're not getting it back. What else we got? I know we have some more merch. Someone get me more merch. Oh, here we go. Thank you. We have a new keychain. Ooh, this is really nice. Camera guy, we got keychain. We have a bunch of cool stuff. I am being told, however, that I think that's all the merch that we can show because we want you guys to be here at CitizenCon. Я не знаю, что происходит. So I think that's just enough time we have here at CitizenCon. I'm going to throw. Чем можно открыть? We're going to continue the show. We'll see you guys back here later. Take care. Google переводчик, вот Google открыть, если, допустим, ну что-нибудь, страница-то более-менее грузится, что с потоком-то, что так плохо работает? They're saying ice it. I'm wearing jeans. It doesn't work through it. You know, people tried to get me to take my pants off backstage. And I'm like, no, I do it. It hurts. All right, guys. I think нога болит. break. Let's get back to some presentations. How about it? All right. We have the first of two amazing presentations. This next one, Dress to Kill, is... Следующая секция называется Dress to Kill, то есть одет для грязной работы, для убийства, короче, ну, то есть снаряжен. Please welcome to the stage. Who is it? I can't see it. Тут расскажут про, я так понимаю, про новые костюмы, одежду, технологию ткани и так далее. Возможно, какой-нибудь интерактив с костюмами, с скафандрами. Посмотрим. How's it going? Hello, hello.
So my name is Nick Pearce, like Jared mentioned. It's my second CitizenCon, but it's my first. Давай, ставь. So I'm very excited to be here. And just on behalf of myself and the team, thank you so much for coming to this presentation. Thank you. With that said, I'm here to talk to you about an initiative that was first introduced right here in 2019, and that's adding Тебе ничего не понравилось, ДК? specializations to armor and clothing in our game. So let's get started. So, Star Citizen is a game about almost everything where you can do almost anything, with so many different options of gameplay, whether that be mining, piloting, FPS combat, or even a captain of industry. Unlike other traditional MMOs, we don't impose rules or classes to the player. Сквадрон, по идее, сегодня должны показать. Just one thing. I'm sure you can all relate. I've had many different jobs. I've not always been a game designer. In fact, it was only a week ago that I found out that Jared used to do tech support for prosthetic legs. It's true. Так я могу так сделать, да? If you like me, you like Вы ничего не видели? So, that brings us on to the concept of specializations. This is about bringing more purpose, more considerations, and more decisions to armor and clothing you wear beyond just looking cool. So, what are they? Specializations are the focus of your current daily adventure. That could be a daring racing, a cargo hauler, or a first responder. Specializations are a series of attributes assigned to each piece of clothing and armor in the verse to allow you to make informed decisions on both how you want to look and how you want to perform. Короче, специализация. Нам тизерили, говорили об этом, что будет у разного обмундирования, будет специализация у скафандров, костюмов, но особо не показывали. Wizard, or even a pizza delivery person. They also do not limit you. Согласен, что пора. Do almost everything in any armor and clothing you want. You just won't do it as well as you could have if you had specialized. Получается, после этой секции будет секция про то, что будет после Pyro, а потом, возможно, сквадрон. Короче, еще 10 часов примерно ждать. At its core, SC is driven by choice, with specializations offering a deeper layer of player options. And that's the option to excel, to fool around, to min-max, or give yourself a unique challenge. Specialization allows us as developers to make gameplay experiences that are deeper and more complex. So whether you're a salvager, a bounty hunter, or a medic, there will be specialized suits that will help outperform your peers. В общем, обмундирование будет помогать вам в вашей профессии. It starts by determining your playstyle. What do you want to do today? Are you going to be a trader, a smuggler, an assassin? Is there a void in your organization that needs filling? This is a decision you get to make and remake every single time you log in. Or, if you're like me, perhaps several times in a single play session. Once you know what you want to do, it's time to start hunting for the right gear. Specialized items are not intended to be found in any old store. You're going to have to do the legwork. You'll have to align with some of those guilds and factions that JJ and Benoit just talked about in the previous presentation. You'll have to explore the galaxy, find hidden stashes, and rare opportunities for better gear. Specialized items are meant for those who are willing to put in the work to exceed at your role. And once you've done all that, it's about selecting the right combination of armor and clothing. Yes, I say Неплохо. clothing and armor is built into Наконец-то, наконец-то. Вообще, можно комбинировать одежду и элементы брони. Не только на скафандр броню надевать теперь. На flight suit, так называемый. Летный костюм. Please welcome to the stage lead character technical artist Armando Lira. Watch it, bro. Thank you so much, Nick. Hello, everyone. I am so happy to be here presenting for the first time. How cool are specializations? We are sure you'll enjoy finding the best combinations for your playstyle. And for that, we had to create a system that gave you all the freedom that you deserve. It's something that I am sure you've all been waiting for so long. Star Wars. So, if you're... Are you tired of choosing between clothing or armor? Yeah. So finally, you'll be able to mix and match. Star Wars is fashion that meets purpose. As specializations provide you with a multitude of stats to combine,
You'll also be able to choose the visual style that you want. But beware, with added options also comes the responsibility of choosing the right combination for the right situation. Let's look at some of the possibilities that Star Wars will be able to provide you. Так. Не, ну это понятно. Прикольно, конечно, что комбинации разные. Да, это очень круто. Но как это будет все вот именно влиять на геймплей, то есть специализация разных шмоток, как оно будет комбинироваться? Ну что опять зависло-то, ну? Ну и говно. У меня интернет. Эта музыка нравится. Прикольная. Помните откуда, да? Это на New Babbage на танцполе играет. Анимации лучше стали, да? Ну, видели, как прям танцует? Очень плавно. Понимаешь, что демонстрация вырвана из игры, но... Have you ever wanted to put on a jacket on top of an undersuit? Yes. Yeah. How about an armor on top of a sleeveless shirt? Or even without no shirt at all? Like backpacks on clothing? Yeah. So Star Wars allows more customization than ever. But be careful, certain gameplay implications will still be true. You won't be able to go into the vacuum of space without a space-worthy undersuit and helmet. And in certain planets, you'll need a breathable mask or helmet to survive. Ну, это понятно. You guys are excited about this as much as we are, and we've heard what you all want, and we're making a system to bring it all to you. Хорошо. But that is enough about Star Wars for now. Let's go back with Nick and learn more about how Star Wars and specializations will improve your gameplay. Well done, bro. All right. Thank you, Armando. It's a nice dancing as well, by the way. So as you can see, the Star Wars system is about adding function to fashion. We are still Star Citizen, one of the best looking video games out there, but we're always going to make sure that you look now with added purpose. So to recap, we're going to go through adding intent and purpose to all our clothing and armor sets. As designers, we really want the visuals to match the stats that our great character art team have made. So, for example, if a pair of pants look particularly armored, chances are they'll have modest... Ну, в общем, какая-то одежда будет частично защищать и использоваться как броня. Ну, легкая там, допустим. Ну, понятно. Да, что указали Аманда, да. Ну, такое имя. Я тоже не понял сначала, думал, что это женщина выйдет. Specializations means getting better at certain things at the cost of attributes and others. This is about compelling you, the player, to make tactical decisions for every situation you may find yourself in. So now let's look at some practical use cases for the Star Wars system. Whilst all our armors are becoming specialized, let's take a look at a select few, which I will add are some of my favorites. We are going to assemble a team to tackle one of Star Citizen's most anticipated adversaries that you'll get to meet later on. Let's meet our first specialization. Так, специализацию покажет какую-то первую. Что это? Смаглер, типа контрабандист, лидер. All right, so we have our leader. Let's get into it. So the player's choice of clothing will be crucial in a way it hasn't been before. With magnetic plates built into many clothing items, players can now holster both primary and secondary weapons. Мне пофиг вообще. In the near future, there will be locations in SC where armor and weapons are strictly prohibited. Clothing allows the player the opportunity to access these restricted areas without needing to change. And some clothing will even allow the player to conceal smaller weapons. Короче, одежда лидера позволяет вам экипировать основное оружие с собой. We're going to be introducing is flight penalties based on the mass and size of your armor and clothing. You'll still be able to fly in medium and heavy armor, but и он сможет в этой проходить в зоны, которые требуют броню. you'll be able to
fly unrestricted. Не будет ограничено, в общем, его... Смотрите, какая татуировка у него. Татуировка с волокаром, с червем песчаным. This is by no means a comprehensive list of everything we have available to us. It's just a little, yeah. So here you can see the leader has low protection compared to a full suit of armor and no EVA capability for obvious reasons, but has great movement, low emissions, allowing them to blend into bustling cities and stations. Это прикольно. Главное, чтобы мы могли все-таки миксовать. Let's meet our next members. Короче, как бы они сеты вводят. Сеты, которые можно будет комбинировать внутри определенных специализаций. Да. Я так это понял. Водитель. Шлем перевернули. Я думаю, можно зачекнуть. Okay. So here we have our pilot. If you remember, back in 3.23, we introduced our first specialized helmet. Боевой пилот с флайт-сьютом, короче. This is our pilot visor, which allows the wearer to link with their ship and cast MFDs directly into their visor. This provides the pilot with all the essential data like ship health and shields, so no longer will the pilot need to break concentration during an intense situation to look down at their MFDs. Again, like the leader in this situation, there'll be no penalties to flight, plus with added G-force resistance, the wearer will be able to get the most from out of their ship. So if we look at the pilot stats, they have fantastic mobility, like I mentioned, great G-force resistance for when combat takes them to the limit of human endurance. And finally, this suit comes with EVA capability in its class for when remaining in your ship is no longer an option. Here's another variant in our flight suit class, the racing flight suit. This is what our driver will be wearing. Ну, дизайн сочный, да? Unlike the pilot flight suit, has features which are more streamlined, which allows it to have truly unmatched G-force resistance for the hardest corners on the most challenging of racetracks. It also offers great oxygen capacity and thermal protection for those planets with hostile environments. So as you can see, this flight suit excels at G-force resistance, but it loses its protection and has much weaker EVA capability. Let's meet our next team members. Неплохо. Что за танк? Трекер. Следопыт типа, да? Что ли? Ну, жесть он, конечно, там. Танк. Блин. Here's our tank, who is wearing our heavy combat armor. Combat armor is Ну, сочно, сочно. Я люблю такой дизайн, прям офигенно выглядит. We want our wearers of heavy combat armor to feel like walking tanks. The armor should provide fantastic coverage to limit any weak points they may have, and actually have a greater damage mitigation than what players are. Такой хай-тек, типа. Due to its mass, the armor will also feature the strongest resistance to force reactions, so that's flinch, stagger, and knockdowns, which brings me on to a full suit feature. If the player is wearing a full set of heavy combat armor, they will not be able to be knocked down by small armor. Thank you. Ты сможешь сделать декаль в травматим и наклеить себе на лоб. As you can see here, for all that protection, coverage, and stability, we have some major trade-offs. You're going to lose your mobility, stamina will run out much quicker, and your movement speed is severely reduced. В нем нельзя летать в космосе. Armors will also lose built-in EVA thrusters. Нету трастеров у него. Additional weight to be wearing an EVA pack. Next up, we have our tracker. Вот трекер, да. This is another suit in our heavy armor class. However, this one is aimed at less at pure combat and more about hunting its prey.
Да, он больше не по прямому столкновению, а таком среднем, скажем, интенсивности огонь. И у него скан улучшен, да, то есть он будет сканировать. Привет, Бегоша. Whilst it's still classed as heavy armor, it does mix things up, so I'll have slightly faster movement and mobility, but it loses the protection. You'll also be able to store more devices like deployables and throwables. So as we compare the stats, whilst not as tough as our combat armor, it does gain an increase in mobility. О, и вот трекер — это мой, наверное, вариант, потому что можно выбирать и летать в космосе на нем. Да, тоже моя. Я так думаю. Неплохо выглядит. Ну, посмотрим. Я, в принципе, и лайт еще люблю стиль. Короче, вариативность все-таки я люблю. Это какой-то стелс. Хома-паук, спасибо за фоллоу на Твиче и добро пожаловать, гражданин. Привет, Хома, привет. Мы уже посмотрели 2 панели интересные довольно-таки, это 3. Остальное все была вода ненужная. So we have our sniper who is wearing our light stealth armor. Here's another example of a full suit feature. If the wearer has all pieces equipped, that's arms and legs, due to its mass and the suit's material. Класс, который не детектируется сканированием. Это круто. With it being light armor, it also has a great level of mobility and traversal speeds, meaning should the wearer be spotted, they can quickly escape or reposition with ease. And remember, with it being light armor, no flight. Только, пожалуйста, уберите блик от оптики. It's a must for any player. Infiltrate, or in this case, be a sniper. However, the protection provided is minimal. You don't want to be engaging in a full-on firefight in this suit. And just to reiterate, folks, as well, like great specialized armors like this one and all the ones that you've seen today, you're going to have to put the work in to have these at your disposal. And finally, это друг. One friend. Fashion sense. We've all played MMOs, right? We all know that one friend. No. They ignore all the rules and the strategy. They can only play for 30 minutes a week. Ну это кал. Не должно его быть. Я хочу реализм нормальный, блин. Если сейчас в нашем, 2024 году есть прицелы антибликующие, то, извините меня, ну, в 3000 году. So let's see what they face ahead and if they're up for the challenge. And to talk to you about that challenge, please welcome to the stage Senior System Designer Zach Priest. You've been great. Thank you. Да, по НВМ. Но зато хотя бы в этом патче ввели эти Night Vision, прицелы с ночным видением хотя бы ввели. В корабле, конечно, тоже нужно и у персонажа, но пока так только. Hello, I'm Zach Priest. I do a variety of things at CIG, but thank you. Ну, Зака мы знаем, я думаю. Мы его видели в инсайдах несколько раз. I do a variety of things at CIG, but I'm mostly a designer who works with AI and guns. So most of you be wondering, what could the next part of the presentation be about? Well, let's get stuck in. В основном он работает над дизайном искусственного интеллекта и оружия. From our relationship with players to the big dynamic events that citizens work together to complete. We love group content and missions that allow players to work together to achieve a goal. But for our group specifically, you do have to wonder, well, now our crew is assembled, and in a universe as big as Star Citizen, who knows what trouble they could run into? So let's find out what they're going to face. Там ребенок бегает с подушкой на фой. Which is in the Pyro system. So, without further ado. Говорит, команда в сборе, и чем мы теперь займемся? Вот, например, в системе Pyro в Моноксе. Сейчас нам покажет какой-то пример миссии, чего не знаю, что покажет.
Фига там что за взрывы? Они его на Монокс решили добавить? Жесть, это просто рофл, ребята. Ха-ха-ха. Но это новая фауна, это запишу в новую фауну, я считаю, ребят. Согласны? Это тот червяк, типа. Блин. Просто мы знаем, что он обитает на планете Лир. Но они его решили добавить в пару на Монокс. Это интересно. Ну, типа босс-файт, да? И чё, как по нему просто, типа, так стрелять? Ну, такое, да. Специфическое. Он вернулся, да. В 2016 году, по-моему, да, показывали? Жесть, 8 лет, да, прошло? Кажется, правильно же? Или в 18... Нет, не в 18-м. 16-й, кажется, год, да? Ну да, это Red Boss, типа. Ну, окей. Но хотелось бы, чтобы какие-то фазы были у него, и чтобы... Окей, да. Ну, то есть вот так это. Чё он... Взрывается. Было сильно видно этот переход между разными стадиями, но видели вы. Я даже подумал, что они его убили, но нет. Чтобы он дал задание. Но типа, какой мне профит воевать с ним вот так вот, чтобы взорваться? Как эта тачка сейчас взорвалась. Может быть, стоит просто стрелять. Или он умеет как-то... Он как-то сбил истребитель, или что было? Или он врезался в него, истребитель? Окей. Написано, что work in progress, но actual gameplay. То есть... Он чем-то плюется камнями какими-то, да, типа, и таким образом может, видимо, истребитель сбивать. Ну, тогда окей, наверное. Да, он большими камнями плюется. Ну да, постреляй. Было бы классно, если бы ему нужно было, типа, не знаю, сначала броню сбить, какую-нибудь чешую оторвать, там, то есть стрелять в какую-то зону определенную. Она обнажится и потом добивать. Ну, то есть, может, так и будет, конечно. Пока непонятно. Пока они просто, по-моему, ему вливают урон. Не, ну, этого я точно не ожидал. На Reddit тоже в комьюнити в Бинго писали Валакар. Это Валакар, если что его зовут, Валакар. Этого червя. И он изначально, ну, обитал на планете Лир 3, да, по-моему? Или Лир 4. Но, видимо, его добавят еще и на другие планеты. Некоторые. Связли контрабандисты. Ну, в виде личинки, видим, маленькой. Но мне не нравится, что планета Монокс, она, видишь, все-таки хоть и пустынная, но не такая песчаная, как Деймар, например. Так, поэтому, на мой взгляд, как-то нет. Не, ну чуваки, это классно. Это топ. Давайте в бинго зачеркнем сразу, получается, новую фауну, так уж и быть, зачеркнем, да? The team worked so hard to get to the point where what we just showed you was no tricks, no hacks. Что еще-то? Да, Валакар. Сейчас, подождите. Что-то еще же было, да? I want to give a huge thank you to all the people who put in a lot of work to get to the point where what we just showed you is. Не вижу больше ничего, да? As you can imagine, all of that is work in progress. We have some good polishing to do on it, and Мяу. wanted to
Сын там прыгает на фоне. where we are. That was from a build last week, so 300 метров в длину этот человек. Все, что я успел почитать. monster hunting is coming to Star Citizen. Монстр хантинг, говорит, приходит Star Citizen. Starting off this epic series of fights. А, шлем крутили, да. Шлем. А там было, да, такая качка. This absolute monster of a creature is Ну, хотя да. 100 meters long and sees your light. Не, я думаю, что шлем... Ну да, его... Я все-таки, наверное, зачеркнул. Assemble your quickest and most nimble pilots to dodge the Valakar's ranged attacks, as well as your fastest drivers to bait out the Valakar from the surface, as it's the only way to bring this Вот monster так. creature out of the ground is by disturbing the Вот. surface. Но я чувствую, все-таки бинго не сойдется. Valakar stack up to our crew? Well, unfortunately, the Valakar don't fit on the screen due to being so powerful. But for some context, it's around 150 times harder to kill than an Aegis Avenger Titan. But to be fair, it's most likely to kill you. So how does it do that? Well, the deadly Valakar has a variety of ways of killing possible threats. So for a high-level overview of the fight, it regurgitates rock-hard sand that has been compressed inside the Valakar and uses it as a projectile to target foes. But if something's a bit too close for comfort in the sky, it uses its ginormous body to swipe ships out the way. Anything on the ground that it sees as a threat will have to contend with its bite or its nose. So, little bit fun bit of information. As the Valakar becomes more injured, it will retreat back into the planet's surface, and you'll need to make sure that your ground vehicles stay alive or have backup to bait out the creature again, as well as keeping it interested. So, the big question, in a game like ours, how are we going to communicate the health of this creature? Well, things being physicalized is a part of Star Citizen. Ну да, вот. We know how much of a large В принципе, то, что я имел в виду примерно. that in a diegetic way. So you'll see here the Valakar's health from 100% to 1%. You'll see its skin getting more battered and bruised as the fight progresses, to give you an idea of where you are and how close you are. So the nice thing about this, it communicates the Valakar's health without needing any UI or health bars and just purely keeps you immersed in the experience. Да, они не хотят какой-то health bar добавлять в игру, а хотят, чтобы было визуально и иммерсивно видно его статус. But I know you sweaty gamers, so it's got loot, also known as harvestables. The Valakar has two very valuable harvestables. Firstly are its pearls. You'll need to mine growths on a variety of locations of Valakar to reveal these pearls. And once you've destroyed the growth skin, you'll see disgusting squidgy innards. But next is its big apex teeth. These are within its mouth, and you'll need a very strong tractor beam to be able to... В общем, крафт будет основан еще вот на таких редких ресурсах. То есть это очень важный ресурс для крутых вещей. at the same quality. Вот это жемчуг его и его зубы. More about that and how harvestables are going to be used tomorrow in crafting your home. So a fun thing here is you'll see the character is standing within the Valakar's mouth as well. So when it dies, it keeps its collision, meaning that you can climb on it, land ships on it, and it's essentially your playground. But this really shows how big it is. But how big is it really? Well, fun bit of information. When we first made the collision for this model, Star Engine actually gave us an error saying, like, no living thing needs to be this big. You've accidentally added an extra 0 onto the size. Жестко. But to give you an idea of the sheer ridiculous scale of this monster, you'll see here an Idris. Anyone who's done Xenothreat knows how big the Idris is. You feel like an ant when you're in the Idris, and this makes the Idris look small. There's also an Aegis Avenger Titan here as well, but if you look even closer, there's actually a Copion in this image. Да. I'll give you a second to try and spot it. Да. Вон там Копиона поставили. So it's big. So for some fun numbers, it's 250 Copions long, 47 Aegis Avenger Titans long. Не футбольное поле, да. Для американских друзей, говорит, мы в футбольных полях. 3,5 американских футбольных поля. So we're familiar with the variants we've done before with our quasi-grazers and our Copions. They're in different biomes and they have different aesthetics. Так, а тут что? Какой-то сломанный слайд. Или что? So these sizes will have unique behaviors, animation, audio, and harvestables associated to each size. So for our first size, we have the juvenile.
These juveniles will respond to stimulus such as noisy footsteps and loud mining beams. Мгм. This will cause them to burst out the ground and Нет. anyone who's disturbing them. Да, в общем, разные стадии волокары, Valuable harvest размеры. minerals. So for our next size, adults. The adult valakars know not to pick fights and tend to remain. Прикольно. However, if you exterminate too many juvenile valakars, this will cause adults to show up, which are 3 times larger and a lot more angry. Creature sizes are great because they allow us to create varied experiences as well as show you how creatures grow and evolve in the environments they live in and grow up in. Beyond that, we have our apex, which has the most valuable harvestables and the most deadly attacks. It's also the biggest living thing in the verse, so far. So, in summary, monster hunting is coming. This is the first in a large series of apex creatures that you can gather together to take down this mighty beast. Удачи с ним, типа. В общем, у него будет 3 стадии взросления. Первая, самая молодая, небольшая, 5 метров, по-моему, да. Она будет жить под землей, только в пещерах, видимо, встречаться возле разных залежей минералов. Вторая, 15 метров, это взрослый. Он атакует только если нападает на его детенышей. И самый вот этот гигантский, который 300 метров. Now, the Valakar is very exciting, but I also want to share with you the bigger picture for creatures. О, еще покажут нам варианты Valakar. So far, have typically just had alterations to their loot and appearance. However, we want to go further with what variants can be. For example, what if the Valakar evolved and grew in a swamp environment instead of a desert planet? Or if a Valakar never made it to the surface and only lived in drowned caves. These are the kind of questions that make sci-fi one of the best mediums. And I can hear the questions already. What does an adult cave Valakar look like? What does an apex quasi-grazer look like? Well, it's these questions that get everyone excited that works on creatures. Ну, в общем, варианты будут у него. All of these variances and differences and new creatures make up what we call our fauna matrix. Не очень нравится, что их все Valakar называют, но тем не менее. Creature encyclopedia. So these concepts should show you that we want to get more weird and wonderful. Так, ну мы зачеркнули уже новую фауну, нам ее сейчас показывают. Жалко, что не в игре, как бы. Ну, now we're in a position to create the things that we love about sci-fi, which is the weird and the unknown. So, looking at where we're going, all of our creatures have been defined for the road to 1.0. Это что вообще? Похоже на кита, конечно, но это не киты, это какие-то огромные кальмары-медузы, летающие в атмосфере. Интересно. With that being said, I would like to give you a sneak peek at our fauna matrix. That's all from me. I'm very happy to bring the Valakar to all of our backers. It's really like nothing else you've played before. I'll leave you with this last video. Enjoy the rest of CitizenCon, everybody. Так, копионы, марки, то, что сейчас есть, квазигейзеры следующие. Valakar. А киты-то когда? Когда уже китов добавят? Это что такое-то? Вот еще варианты. Ну, некоторых нам показывали уже. Окей. Неплохо. Вон краб из Пайра я вижу слева сверху. Окей. Но это концепты. Это все не то, что я хотел бы увидеть, конечно, к сожалению. Let's give it up really quick again for that Dress to Kill panel. That was amazing. Everyone there did an awesome job. Now we are back here at Polakis Workshop. We got cut off for time earlier, so I want to give these guys their due. As you can see, they are makers of awesome Star Citizen miniatures. I mean, just look at the Retaliator, look at the Razor. Я отойду немножко пока. We have some awesome miniatures here, hand-painted, hand-created by these guys. These are works of art, and if you guys haven't come over to the Polakis Workshop booth yet, if you're at CitizenCon, come check them out. And I'm here with the people behind Polakis Workshop. Let's ask them a couple questions. How's it going, guys? How's your CitizenCon so far? Good? Amazing. Amazing, awesome. So my first question is, how long have you been making models? How long have you been making miniatures? ¿De cuándo estás haciendo miniaturas? Llevo haciendo las miniaturas alrededor de 3 años.
around 3 years ago, he started to do the designs and the 3D printing. So 3 years ago, you started making models, and were you always making Star Citizen models? Or if not, what made you want to make Star Citizen models first? ¿Empezaste directamente con los modelos de Star Citizen o estuviste primero haciendo otras cosas? Desde el principio, empezar el modelaje 3D por las naves de Star Citizen. He started in this hobby because Star Citizen, he loved the design of the ships, and then start to working on designing, on blending and printing. Do not let Ben Curtis or John Crew hear you say that. They will never get over their egos. Now, these guys are so great, but how long do they take to make? I mean, how long does it take to, just these works of art that I'm looking at, how long is that process? ¿Cómo es el proceso y cuánto te lleva más o menos hacer? El proceso primero es el modelaje 3D de las naves, después se imprimen, después se pintan. Y depende de la nave. Esta, por ejemplo, alrededor de 2 semanas o 3. The first step is prepare the modeling for the printing. Так, я тут. Я, короче, пока воздержу от комментариев. Дети засыпают, чтобы не мешать им. Буду потише чуть-чуть. This one here, this redeemer is taking around 2 weeks to have the complete process. Sorry, I moved the mic away. That is 2 weeks from concepting to creating that fully painted. Fully painted is 2 weeks. That's a lot quicker than I would have expected. That still is time. But that's honestly amazing that it only took 2 weeks. And finally, my last little question for you guys. Obviously, I do minis, I do D&D stuff, but nothing to this. Попробуем пока. Только светется. Hobbies like this. What would some good advice for people who are just starting out? ¿Cuál sería tu consejo para alguien que se quiere iniciar en la impresión de modelos 3D? Actualmente las impresoras 3D son mucho más baratas que lo que eran antaño, entonces yo creo que simplemente comprarse una impresora y buscar modelos para poder imprimir y equivocarte, volverte a equivocar y volverte a equivocar hasta que te salga bien. Just to say that now is more easy than before because the price of the printers go down a lot. Then after that, just start to unload models. I start to printing and get mistake, broken models, get mistake, broken models, and now the learning process till you start to be able to make nice pieces like that one. So try again, and eventually you too will be able to make models just as good as Palakis Workshop. Thank you guys so much. It was awesome to have you guys here. I'm going to cut it over to my good friend Sam, who was at the Xi'an Workshop. Let's get a little out of this world and see what she has right here. Sam, over to you. Так, Шанский покажут нам сейчас магазинчик. Hi again, everyone. I'm over here at the Xi'an. Мастерскую. Introduce you to a very famous guy in the Star Citizen scene. Been around for a while. Would you mind introducing yourself and a little bit of your background with the game? Okay. Shaiswan, is then Chris the Hero Noah. This was Xi'an for hi, I'm Chris Hero. And I, in my booth, I translate the names of the attendees into Xi'an and write it with a calligraphy brush on a special calligraphy paper, and for everybody free to collect, free of charge. That's amazing. I can see that as the day has gone up. Я так понял, он переводит имена посетителей на шанский и рисует вот в каллиграфии, в общем, воспроизводит эти имена на шанском языке. I think the easiest way to learn Xi'an is as a primer to watch the videos Britton Watkins made. It's either available on the Star Citizen or Star Citizen YouTube channel, and then after this we have our Xi'an Linguistic Institute. And you can learn the language. We have experts even for Banu and other. В общем, есть Discord-сервер, где можно научиться шанскому языку. Народ уже свалил весь со стрима. Amazing. So, yeah, you mentioned that you've got a few folks kind of coming to your booth. You're doing a little calligraphy for them. Are you just mostly doing people's names? What kinds of things are you doing with your calligraphy? Yeah, just the people's names. Sometimes, mostly phonetic translations. So because the alphabets doesn't match, there's no F in Xi'an, for example. They do have a little bit translations, but yeah, it's very interesting, and I think it's a very cool service
for the community for me. Absolutely. Well, it's an absolute honor to have you here yet again at CitizenCon, and I hope we'll catch you at more CitizenCons going forward. I'll pass you back over to Dan, who is going to go check out one of our other community booths. Dan? Thank you so much, Sam. Now, guys, it's been a long week. I think most of us here could use a drink, and no one does drinks better than Bar Citizen International. Now, you guys have been killing it this week. I don't know if you guys have been here in Manchester this whole week. There's been a Bar Citizen every single night, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. You guys went all out. You had an entire city block takeover on New Wakefield Street. I was there. It was massive. How many people were there again? We had about 2,600 people, which is 4 times larger than what we had in LA last year. So it's big. So for those who didn't hear it, 2,600 people, 4 times larger than the Bar Citizen they had in LA last year, which I was at that as well, was massive. So you guys have been killing it with Bar Citizen International. But what are Bar Citizens? For people who maybe don't know, what is a Bar Citizen? Yeah, so it's really any event that you want to go to, anything can be considered a Bar Citizen. If you got 3 or 4 people with pizza and you're just talking about the game, that is a Bar Citizen. Now, because of all the great things that are coming out in the game coming up, Человеки, которые организуют Bar Citizen, я думаю, вы все поняли уже. they're going to become massive. So Bar Citizen International was put together to help coordinators, either veteran, need assistance, or brand new people. And it's been great because the number of people that are here that are like, I want to run one of these. Well, we've got you. Fantastic. I know you guys have, registered events. Obviously, people can maybe go rogue and do their own. But how many registered Bar Citizen events have you guys had in the entirety of Bar Citizen International? Yeah, so we have about 600 events that have established over the last 10 years. So you can see about 60 of these, and then you guys go through with your Bar Citizen World Tour. But you're right, there are many of these that just happen naturally. And so it's really great to see everyone so excited about this. And for those citizens that are here, they're like, all right, you're saying this, I'd really like to go. Well, we built some stuff. I mean, obviously we built a bar for you. But for any of these citizens here, you can quickly just join these Discords and find all those great experiences that we had last night. You can find it locally. So we're really excited to see how this grows, and we can't wait to do this again. Well, we are always excited to be at a Bar Citizen. If you guys haven't been to one yet, they are fantastic. And yeah, I guess last question is, what's next for Bar Citizen International? Well, what's next for us is working with all the coordinators to figure out that next step. We want to find ways of kind of creating that concierge program for the coordinators that have been doing this for 5 to 10 years because they put a lot of effort into this. And at the same time, how do we streamline this for new people that just want to raise their hand and say, I'd like to do this? So. Awesome. Well, as a community producer, I can't thank you guys enough. Nick, good seeing you again, bumping into you yet again here at CitizenCon. I think that, unfortunately, is it for us here at CitizenCon today. Don't worry, don't cry. I see the tears forming. Be brave. Be brave, be strong. We will be back tomorrow. But Sam, any last words from you? Yeah, it's just been such an honor to talk with all of the community this year, and I can't wait to show you guys some more tomorrow, so make sure that you tune in then. Yeah, and thank you once again to our sponsors, Versa. Thank you again to VKB. Thank you again to Scan Computers. We could not have had CitizenCon without you guys. Thank you to Toby for your cosplay competition. You guys have helped make the CitizenCon the best one yet. And I think that's it for us. So from Dan and Sam here on the show floor, we'll see you guys again tomorrow. We have one more panel before the very mysterious redacted at the end of the show. Let's head over to that panel, shall we? Thanks again, guys. We'll see you tomorrow. Так, следующая панель Beyond the Pyro, то есть то, что будет после, за пределами Pyro. Я надеюсь, Pyro мы получим в этом году. Don't take it literally. All right. Find also, quite frankly, if I may say so, find someone that looks at you the way that Scrap from Bar Citizen International looks at someone doing a CitizenCon interview. That was just the whole time. All right. As they said, as Dan and Sam said, we have one more presentation left. It's a big one. Beyond Pyro. We're looking at what's next beyond our next star system, which just went to PTU, yeah? All right. Окей, возможно, увидим Никс все-таки.
So please welcome to the stage Или другую one of систему. my favorite people at CIG, and I don't say that lightly. A man whose last name took me 3 years to learn to pronounce correctly, and I'm still not entirely certain I did it. Please welcome to the stage Star Citizen's creative director, Mr. Ian Leyland. Иэн Лейланд. Говорит, у меня ушло некоторое время, чтобы научиться правильно произносить. Hello, everybody. Did I say it wrong? Ну, мы его тоже знаем с вами. I still didn't get it. One day. Thanks, Jared. Hello, everyone. Wonderful to see you all. Thank you for coming out. Did you guys see that worm? Really cool. All right. So right now, it's all hands on deck to make 4.0 the best experience for you. Richer locations, deeper gameplay, better experiences. All with completely new and wonderful music from Pedro, which will create an evocative and emotional backdrop. Rich and I have been working directly with Pedro for many months now. Beautiful music awaits. But today, I'm going to talk to you about what's beyond Pyro. Упомянул он Педро Масада Камачо, And we'll take a look. его My name's музыку. Ian. I'm the creative director for Star Citizen. And let's start by looking up into the stars. Old friend. And saying hello. Левский. Речь про Левский, очевидно, я так думаю. Нам покажут сейчас Greybox системы Nix, судя по всему. Покажут, во что преобразился, возможно, Левский, да? Ну, то есть это Деламар? Или что? Так, Андромеда. Или что, Iron Halo это покажет? Я все-таки думаю, что это Никс. Пока непонятно. Как думаете, чат, что это? Левский, да. Ничего не показали. Не сквадро. Awesome. All right. So this is Nix system. Nix was discovered in 2582 by Carla Larry during the height of the newly formed United Empire of Earth's territorial expansion. Its most defining feature, and the source of its name, is the sprawling black dust cloud that occupies most of the system. Но это Левский есть, покажут его, я думаю. Severely hampers visibility. Никс — это система, где находится Деламар. Деламар — это планетоид, то есть маленькая очень луна такая, на которой находится поселение свободных людей Левский. Но не спутник. Это не спутник, это именно планетоид. Просто астероид большой, такой, настолько большой, что он круглой формы. And Nix-3. And this asteroid. Ну вот, видимо, они его сделали, возможно, не круглым. Нет, вроде нет. And here it is, hidden deep in the Glacium Ring. But actually, Delamar should be, and now is, an actual asteroid. And as it's an asteroid, the space is a zero G location, giving a unique identity for a landing zone.
So let's take a closer look at the main POI on Delamar. Новый Деламар покажут. Это все-таки будет не планетоид, ну то есть это будет астероид в привычном понимании, не круглый, как видите. Собственно, как Денис и хотел. Ну это... Ну, выглядит по-другому, конечно, чуть-чуть, но... Прикольно, а как мы будем перемещаться? Типа на магнитных ботинках все время внутри? Он сказал, что гравитации нет. Он раньше был похож на шахтерскую базу, он просто был маленький совсем. Тут они его расширили, очевидно. Но я думаю, что внутри он будет такой же, плюс может расширить еще. И ангары, походу, смотрите, внутри. Я надеюсь, что это юзабельный ангар, это было бы очень прикольно. По кругу, по кольцу. Так раньше тоже было это штольня, этот провал. Карьер. It's awesome to be able to say, welcome back to Levski. And for new players, let me tell you why. Вот этот карьер всегда был, но он по-другому чуть-чуть выглядел. Это было. Это было. And these are now populated with refugees, fugitives, and criminals. This is also the home to the People's Alliance, who you'll be doing. Конечно, оставит, она же лорная. And as Levski, собственно, вот ответ был. some time back, it needed to be updated. Главное, чтобы они гребаные вернули качалку. Помните качалка на открытом воздухе, которую я нашел однажды? Let's take a look at the first update, and that is to the hangars and landing surfaces. Качалка, да. Скамья для жима лежа. Ты, видимо, не застал, да? Полярис показали. Можем зачеркивать Полярис тоже. Кракен. Сволочь. All right, cool. So Levski is still perched over the borehole, but now has a suite of hangars that are arrayed around inside the borehole. Отлично. We're also increasing Ангары внутри. This is to meet the ever-expanding players per server to remove hangar wait times. And this pass will be done for all landing zones in the game right now. And for players that don't want to store their ship, docking services will be added high up on the cliff walls. Прикольно тоже. Now, other than hangars and docking services, there are other ways to enter the location, which are also getting new updates. Let's take a look. Да, ну а как это работает? Ну ладно, я понимаю, у тебя магнитные ботинки, ты ходишь примагниченный, но дальше-то что? То есть, когда ты просто... Там же, видели, да, там же в Леске были дороги раньше, ну то есть... У Лески реально были дороги. Вот здесь качалка была. Вот здесь вот снаружи, однажды, лазя по этому Левске, я нашел пасхалку, которую, ну, мало кто, наверное, знает. Баннера не было, баннер был другой, попроще. Красивенько. А вот он, такой вот символ свободного альянса людей Левски.
Ну, видимо, да. Дорог не будут, именно металлические покрытия, в этом прикол. Ну, согласись, крутое место будет. Из-за того, что теперь здесь нет гравитации, это прикольнее выглядит. Я думаю, что да, можно будет. Ну, это же как город. Лески размером чуть больше Гримхекса примерно был внутри. Ну, или примерно как Гримхекс, то есть он был маленьким. Очень старая локация, еще до Лорвеля, до первого города была, собственно. All right, awesome. Ожидаемо в целом, кстати. So around the main entrance, there's still gravity plating for on-foot access. Все-таки будет. Pads for quick drop-off and pickup. And we're also adding access to gameplay areas for a variety of local missions and gameplay types. And as you saw in the video, there will be banks of exterior freight elevators. These can be used for quicker gameplay loops without requiring hangar services. Now, as this is a zero-G location, it also gives an opportunity for another type of specialist freight services. Let's take a look. Ну, для погрузки, да, или что? Ну. Она сквозная теперь. Охренеть. Чат, вы видите, она сквозная. Она не была сквозная. Это был просто, как сказать, карьер. Можно упасть и разбиться. Ну вот теперь нельзя, ты будешь в Zero G пролетать. Прикольно. Склад на вертикальный, короче, Блин. Ну кайфово выглядит, я не знаю. Мурашки по коже. Автоматизированный склад, смотрите, да, типа. Ну, типа как большой грузовой лифт получается. Вашего Ника Чепман, да, Милард. Умеют они ролики клепать, конечно. Жалко, что игры не умеют разрабатывать. All right. So first off, now the borehole goes all the way through the asteroid, which is awesome to fly through. And down at the base of the asteroid, there will be banks of exterior zero-G freight elevators. These will be priority access for Hull series ships. So for all the Hull series folks, we got you covered. В общем, специальные грузовые лифты для серии Hull. The same functionality is also coming to space stations in both Stanton and Pyro. Ну, круто, что круто. But wait, there's a little bit more. Let's take a look. Что покажут? Как и сервис? Че, как боты разгружает, погружает или что? Старый добрый Левский. Вот уже показан настоящий геймплей. Боты подтупливают маленько. Тормаживаются. Анимации рваные. О, прикольный склад там. Склад видно. Видели? Автоматически там передвигались контейнеры.
So, the external freight elevators will now have direct access to cargo decks to be able to quickly sell or pick up for the next run. Неплохо. So that concludes some of the exterior updates coming to Levski. But the interior is also getting some updates to bring them in line with current gameplay requirements. These will be spaces like cargo services, as we just saw, for hauling and supplies, and refinement centers, so you don't need to travel far to refine your ore. And Добавили перерабатывающую станцию в Левске. To provide better access to gameplay spaces. So to conclude, Nick's system will be the next system after Pyro. Yay! Delamar is now a physical asteroid. Ну, еще-то что-то будет в Никсе? Не только же один астероид там. Скажите уж что-нибудь. And we're updating Nevsky to fit current gameplay mechanics and gameplay loops. And most importantly, we're adding local areas for gameplay content. Окей. Добавляет какой-то геймплей в посадочных зонах. Смотрим. Speaking of gameplay in landing zones, let's leave Levski for now. And let's jump to Покидаем Левский. Возвращаемся на дождливый Аркорп. Дождливый. is missing the most gameplay spaces right now. Да. So, Башня Старка. the building Ну, interior. матеш, ну, конечно. We're adding additional districts to landing zones, which are gameplay focused. These gameplay areas will interweave with the landing zone, but ultimately will be independent. So, for Area 18, let me introduce you to the municipal works. And this will be split into two locations, Две локации дополнительно добавляют в зону 18. which will be an open world sandbox area for all players, and the lower municipal works, known locally as the depths, which will comprise of several Добавить как бы верхний слой и нижний уровни. Ну, Аркорп, он же большой город. И несколько слоев, естественно, как, допустим, на Карусанте, да, то есть вверху живут богачи, внизу там победнее и рабочие, и там заводы находятся. some you'll need to unlock with mission progression. As an example, here's a map of Area 18 Central. And as I said, there'll be various access points throughout the landing zone. В общем, вот эти оранжевыми подсвеченные точки доступа к другим слоям. Access points will lead to transit systems, taking you deep into the underbelly. То есть на нижние уровни можно. The municipal works. And the municipal works will have spaces like maintenance, filtration, and network. В общем, канализация будет, система обслуживания и так далее. It's a very exotic place. So down here, it's an open world sandbox. Можно будет работать говновозом в Star Citizen. Pyro stations. It's an area to do local missions like exploration, repair, or even pest control. But the main purpose is provide access to the depths. And these will be instanced areas. So, what is an instance area? Well, an instance area works in the same way as an instanced hangar. В общем, ты сможешь попадать в инстансы. Name says it's a separate space for you and your group. Да-да-да. But why do we want to do this? This gives us the ability to create tailored missions that will provide a mixture of content like В принципе, логично. То есть инстансирование, когда ты находишься на нижних уровнях Аркорпа, тебе не нужно быть как бы в общем мире с другими игроками, которые там на другой планете же, правильно? Ты же не можешь их физически увидеть. Связь по мовигласу, скорее всего, будет работать, возможно. То есть инстансирование, ну, короче, как данжи, но только это будет такой open sandbox данж. how the depths will be split by levels. Now,
Stay with me on this. We're going to rattle through it. Не, Моран, это я пока додумал. Тут не говорилось, что ты можешь работать говновозом, но возможно. You're having a great time with the curated content I just mentioned. But down here, you'll have to do a variety of content over a period of time and over multiple play sessions. At the end of the mission, you'll find an access point, which will bring you back to the landing zone. And you'll do this loop multiple times with different mission content. After achieving the required amount of progression, your access level will be upgraded. This time, you head down the access point elevator. Ну, поняли, да? То есть ты спускаешься в локацию, ты можешь там пройти какие-то миссии, пройти по локации и подняться в другом, не в том месте, не возвращаться к лифту, на котором ты спустился, а подняться в другом месте, ну, либо вернуться и подняться там же. Когда ты выполняешь миссию, у тебя растет рейтинг, растет твой уровень доступа, и ты можешь спускаться ниже или выше, ну, то есть и там будут другие миссии, и ты можешь это повторять много раз. Да. Да-да-да. Типа extraction прогрессии. Да, Моран, ты должен подниматься по социальной лестнице. Будешь муниципальным рабочим, собственно. Видишь, они называются municipal works. Работать на благо общества должен. Беливы опять показывает нам. Здесь все как в жизни. Landing zone areas which will offer long-term gameplay progression. So that concludes this section on gameplay spaces for landing zone. We're excited to show you more. All right. So we're going to head away from Arcot for now. Let's look again into the stars, and now we're going to talk about solar systems. Так, теперь по... All right. Stanton system was the primary system in the game. It serves as a lawful system. It's protected by the UEE and will continue to... Stanton System — это основная система в игре. Она высокий уровень порядка в ней, ее охраняет Империя. Дальше у нас будет система Pyro. Она уже не... Она незаконна, как бы в ней процветает беззаконие. Потом Nix-система, более свободная система. Что-то среднее между Стэнтоном и Pyro. Дальше, походу, видите, еще одна строчка есть, еще система какой-то. Один, скорее всего. Или что, Один? Или какой? Магнус? Или неужели систему... Как его? Да, у нас, говорит, немножко здесь еще место осталось. Ну, Один, скорее всего. Один готов в Сфадроне. Или Терра. Может, Терра, может, Магнус. But we got a bit of room at the bottom, so it would be a shame not to fill it in with something, right? So if we get a big cheer, we'll reveal the system. Are you ready? Я думаю, Один. Терра, Магнус, Один. Что-то из этого, но, скорее всего, Один. All right, here it is. Oh, wait. Засранцы. Меня слышно, чат? Надеюсь. Не, хорошее шоу. Мне уже нравится пока что. System number 4. Here it is. Well, it's awesome, right? Говорит, вам небольшой взгляд на новую систему. И вот он показывает скриншот. Так, немножко нам урок истории преподадут сейчас. So, we're back in the height of the human-Xi'an Cold War. Tensions were at breaking point. In 2542, Armistead Perry introduced a designation line for a group of 8 planetary systems that marked the borderlands between Xi'an
and human control space. The United Planets of Earth designated the systems as no-fly zones and utilizing them as military staging grounds. Магнус. Нет, не Магнус. Магнус уже там есть. On the Perry Line offered a key strategic position for a potential invasion Ну, Один. into the Xi'an Empire. Нет, я не знаю. Каста. Новое что-то. То есть, понимаете, да, это пограничная система Объединенной земной империи. But luckily for us, war was averted, the Perry Line Pact was signed, which was a peace treaty between the now UEE and the Xi'an Empire. Бинго, разве? The systems of Ну, the Perry Line на перерыве сделаем. humans and Xi'an, and fast forward back to present day, humans and the Xi'an enjoy a more prosperous relations, and everyone's cool. So, the fourth system will be Castra. Каста систем. Неожиданно. Неожиданно. History lesson's over, so let's jump in and find out a little bit more. First we have Castra 1. Here it is. Castra 1 is a dead, coreless planet because it's too close to the sun to be terraformed for human habitation. So instead, the UEE Navy used Castra 1 for target practice, giving it the nickname of Bullseye. Bullseye. All the weapon testing. В общем, планета безжизненная, не имеет нормального ядра, я так понял, то есть и на ее поверхности тренируется объединенный земной флот. В общем, испытания оружия производит. Радиационные шторма, да? Я так правильно понял? И, в общем, там будут уникальные предметы, минералы. The second planet from the sun is called Cascom. And this was the location of the military's staging area. Since the system was opened up to non-military settlement, it has since become a center of trade and tourism, but is still considered Торговый и туристический центр. traditionalist system, which prizes citizenship above all else. Let's head down to the surface and check it out. Покажет поверхность. Ну просто картинка. Full of great lakes and lush crimson forests. And as you saw in the CTG presentation, you can see how we're going to make these worlds with the new technology. High up on the mountain range, here at the highest peak, we can just make out Шерман. zone called Sherman. Новый город. Ну, посадочная зона Шерман. Which is fondly known by its residents as the island in the sky. Остров в небе. Sherman is currently in pre-production, but I wanted to take the opportunity to show at least a sneak peek. Let's take a look. Да-да. Фух. Я получил заряд мотивации продолжить свой антискуф марафон и дальше худеть, чтобы не сдохнуть и дождаться этого дерева. Прям. В общем, скалистая планета, и на вершине одной из гор на уровне облаков располагается посадочная зона Шерман. Да, причем разные слои облаков еще, да, то есть, ну... Блин, Педро Камачо музыку какую сделал, а?
Уродливый карик летает. На заднем фоне реклеймер. Привет, Крабовтор. Рад тебя в чате видеть. Это на шанском поет как будто бы, да? Шес Волен. Как будто бы поют. И, кстати, музыка похожа на Death Stranding. Заметьте, на студии, смотри, музыка похожа. Поют что-то похоже на Шес Волен. Это шанская фраза. Welcome to Sherman. Подождите, а Кастро? Они эту ли локацию показывали в прошлый раз на Сквадроне? Приветствую, Кабухтер. Мне кажется, это... По-моему, Кастро там как раз была. Шермана не помню, а вот Кастро, кажется, была озвучена. Ну, слушайте, выглядит неплохо. Понятно, что тут грейбокс еще частично, даже whitebox, я думаю. Но радует, что что-то уже есть. Вообще классно, если бы дали так реально поездить на машинке. Видите, он едет, он там... Блин, хочу эту мелодию теперь себе. Это же Полярис, да? А где Джайлент увидел? Я пропустил, видимо. Я задумался немножко. Репродакшн. Это Поляра полетела. Awesome. Let me take you through some of the areas of Sherman you just saw. The dominant landmark you see in the center is Spaceport Ulysses, named after the mountain Sherman is sitting on. This is where they staged the bombers that were on active rotation, waiting on any sign of any aggression. But now it's mostly a commercial spaceport. The Navy still has an airbase here, but it's a great place to see some big ships of the UEE. Commercial hangars are located inside the main trench. And even though this is a converted from a naval base, it still has an impressive military flavor. В общем, это была военная база, а теперь это что-то среднее, да, то есть военные все еще здесь, так это пограничная система. В общем, да. И ангары коммерческие тоже будут выглядеть как бывшие военные ангары. Over to the left of the spaceport is the Sparrows Industrial Park, home to the sprawling cargo yards and manufacturing plants. The Sparrows has evolved from its days as a military supply and Я отойду немножко. into a bustling and modern industrial park. To the right side of the spaceport is Fort Riggs, which originally used to house the army when Sherman was used as a staging point for a potential ground assault of the Xi'an Empire.
Since the area was decommissioned, it has now been turned into a business park and is the governmental center of Cascom, with the Governor's Council headquarters located here. Шлейфер, приветствую. Was built during this era as human. Так, что показывали? This introduces a new architectural style for humans. Я уберу, оставь, ты что? Я все убрал. Between the First Travarian War on one front and the Xi'an Cold War on the other, a new style called Henoism arose. Как? With an emphasis on prefabrication and fortification, the designs were robust, durable against warfare. Ну, какой-то military style дизайн, да, они разработали, скажем так, придумали. All the locations we just saw, high up on the upper wall, you can see the commercial district, and specifically the Ansel shopping complex. Situated high above the sprawling main base below, the Ansel area originally served as the command center for Sherman's military operations. Inside this building, you'll find key areas like the Edge of Oblivion. В общем, бывшая военная крепость, преобразованная в город обычный. Officers' Lounge. Гражданский, скажем You'll also так. find Eckhart Security Headquarters, and you'll find the Mercenary Guild Headquarters. The other areas in the commercial district include the OPA towers for habitation. That's the building on the left. And on the right, it's the Imperial Sherman Infirmary. There's also the Reeves Military Museum, where you can experience the history of humanity's military and the role that Castra has played in keeping the Empire safe. And finally, we have Overlook Point, which is the name of the vantage point and park situated in front of Central Не, ну, красиво, конечно, но overlooking the landing zone. когда? So that's a quick overview of some of the key areas of Sherman. I think it's devastatingly beautiful, with a rich history and unique mood and vibe. Ну, я об этом и говорил только что, как бы, да. Есть такое, к сожалению. Awesome. So before I go, I want to thank you all. You are all awesome. All your passion, all your dedication. Вы все крутые, говорит. Перед тем, как я уйду, хотел сказать, что вы все крутые. Ну, ты тоже крутой чувак, конечно. Хотелось бы просто побыстрее игру. Ну, что поделать. So thanks again. You are all amazing, passionate, and enabling us to dream big. Enjoy the rest of your show. I'll just do that. All right. That was awkward. Okay. We're just about at that time. Before we get there, I do have a couple announcements. Now, this time last year, I did a couple announcements and it made a couple people upset. Если напишешь шоу, почему? I used this opportunity to call out a couple of people who bothered me. Mostly, I just want to say the ground floor and the first floor can be the same floor. No, we actually do have some actual honest-to-goodness announcements. Two of our partners, Scan Computer and VKB Joysticks, are doing giveaways for the people here exclusively. Now, there are numbers on the Но она не вышла. within your swag bag. И через 12. I'm getting this data as I'm here, so bear with me. И через 13 не выйдет, очевидно. Yeah. Конечно. I'm going to call out some numbers, and if your coin matches this number, you're going to find Dan. He's that guy over there with the bouncing thing. There we go. And he's going to give you your prize. So the first prize is for a set of VKB joysticks. The number we're looking for is 2272. 2272. Anybody? Они рандомно разыгрывают ВКБшные джойстики среди зрителей по номерам мест, видимо. Second set of VKB joysticks 3404. Прикольно. Давайте пока бинго зачеркнем. Что у нас добавилось? Так, демонстрацию пайра можно зачеркнуть, правильно я понимаю? Ну, нам показали в пайра, в принципе, немножко.
Валакара показали. Что еще? Демонстрация других систем, кроме Pyre. Блин, экономику, если покажут, то бинго точно сойдется, но пока, походу, нет. Полярис показали. Что еще? I'm just doing the thing. It just says the thing right there. I'm just reading the thing. It is approximately 5 o'clock. Ну все, в общем-то. CitizenCon schedules that were handed to you inside your gift bags. At 5:30 is our special redacted portion of the show. Да, в общем-то все. 30 minutes. So 30 minutes to stretch your legs, to get something to eat, to buy your last piece of swag, to check your challenge coins and go and collect your swag if you need to. And then at 5:30, I said it before, I'll say it again. Don't let it force on this earth. Stop. Да вроде не было. Каких-то совсем глупых. Новая фауна, не согласен. Но почему? Червяк новая фауна. Ну, то есть, его же не было в игре. Тут показали его прямо in-game. Так что я считаю, 30 минут, опять перерыв. Чат. У нас возникли разногласия. Незаставители считают, что Валакар это не новая фауна, что ее нужно убрать. Давайте проголосуем, пока еще не ушли на перерыв. Сейчас полчаса будет перерыв. Давайте проголосуем. Поставьте плюс в чат, если вы считаете, что новую фауну все-таки показали. Минус в чат, если считаете, что не показали. Давайте проголосуем. Я считаю, что плюс. Ваши голоса, товарищи, давайте. Пойду ссать 30 минут. Да, и после этого перерыв. Без чеки при любом намеке. Да не сойдется, Скребавто, не первый же раз. Кстати, червя тоже показали в игре, так я и говорю, что его показали, да. Его показали в игре. Ну, пока... Сколько голосов? 1, 2, 3, 4 голоса против одного пока. Смотрите. Показали концепты кучи животных, показали концепты разных видов валакаров и показали валакара прямо на движке игры, то есть не просто как заставку, как синематик какой-то, пререндер или предзаписанный, а именно запись геймплея, так что я считаю, что это новая фауна. Ну, ладно, это прямо не совсем, конечно, да, тут двоякое, я согласен. Но я все-таки зачеркну. Оно все равно по нему не сойдется. Как видишь, новая демонстрация инопланетной расы вряд ли будет. Хотя, может быть, в сквадроне покажут. В общем, да, такой спорный момент. Но пока, судя по всему, все-таки больше людей плюсы ставили, так что оставляем пока карточку. В прошлый раз тогда тоже был типа в игре. Но нет, но там как было в игре? Он просто вылез там, и все, типа... Совсем. Там уже управление убрали, и был пролет камеры просто в 16 году, когда показали его. Так что не согласен. Допустим, пара краба нам, по-моему, ни разу в игре не показывали. Этого... Кого еще-то? Бореал Сталкера тоже не показывали. В общем, пока оставляем. Если расскажут экономику и строительство баз, то, смотрите, у нас по горизонтали предпоследней строки сойдется бинго. Но, походу, по экономику ничего не расскажут. Что еще? Рыбалки не будет, скорее всего. Так и по рофлу добавил. Театра войны тоже не будет. Так что, да. Что там? Я по самому ставлю. А что ты пропустил, Нарутман? Пока у нас перерыв. Да, в 96 году. Да, показали Валакара, он будет в Пайра на планете Монакс. Это, по-моему, чуть ли не Пайра 1, кажется, эта планета. То есть первая от звезды планета. И он там будет как типа рейдовым боссом. Последний час пропустил. Показали Никс, но в Никсе... Я не помню, по-моему, в Никсе были планеты какие-то, тоже безжизненные, но показали в Никсе только новый Левский. И Левский это больше не планетоид сферической формы, а это именно прямо астероид большой. И помнишь, там была штольня такая, ну, то есть этот карьер был, да? И у него было дно.
А теперь это сквозное отверстие. И, короче... Левский ты видел. Ну, в общем... После Левки показали следующую систему, которая будет после Никса и после Pyre, после Никса. Да. Это будет... Как? Я забыл уже. Новая, короче, система пограничная между миром... Ну, между Объединенной Земной Империей и Империей Шиан. Кал. Да, ну что-то созвучно с Калом, да. Бывшая военная база, там, короче, скалистая планета, вторая от звезды, и на ней будет новая посадочная зона. То есть это была бывшая военная база, такой фортпост, а теперь это гражданский город, то есть там военные все еще осталась база, но в целом такой туристический центр, короче. Очень прикольно выглядело, да. Система Work in Progress, да. Ну, когда мы это увидим? Считаете, Pyre выйдет, дай бог, в этом году, возможно, в середине следующего, там плюс-минус, да, я надеюсь. А Никс может быть в следующем году выйдет, а вот эту систему, ну, явно не скоро. И, в общем-то, да, по-моему, больше ничего не показывали такого. Вот. Ладно, короче, давайте 25 минут отдыхаем. Перерыв, как говорится. Я тоже отойду пока. Нет, в этом году 2 дня ситкона, как бы вторник. Завтра приходи. Сегодня я начал стримить по Москве в 13 часов, кажется. Ну, плюс-минус, да, около часа. Завтра будет раньше на час, около 12. Я напишу в телеге. Тебя в телеге нету. Ну, блин. Следи за анонсами тогда на Твиче, не знаю. Все, давайте перерыв.
Ну что ж, 30-секундная готовность. Сейчас нас ожидает что-то, что ЦГ решили не тизерить заранее. Возможно, это сквадрон. Возможно, еще что-то. Но, скорее всего, контент по сквадрону. Было бы, конечно, замечательно, если бы назвали дату релиза в обозримом будущем. This is an SSN news flash, delivering the news you need. A statement issued by the UEE Naval High Command Office has revealed that a Vandal incursion into the has been stopped. News flash. More coverage. Ну, это сквадрон. Корейцы вышел. Так. Надеюсь, вам понравится то, что мы увидели в первый день. Thank you very much. Anyway, so I hope you have liked what you've seen so far at day one of CitizenCon 2954. I think the future of Star Citizen is incredibly bright. We have a few more things to show and tell you about tomorrow. But завтра еще покажут несколько вещей. Last year we announced that Squadron 42 is feature complete. So what has the team been doing since? Given the scale and ambition of Squadron, our teams have been focused on polishing and optimizing to ensure the game is a high standard. Ну, это мы слышали в прошлом году. And you guys have. Что да, полируете вы усиленно, уже там уже нечего полировать, уже сточили. So I'm not sure if we've officially talked about gameplay time, but the story on a regular playthrough is anywhere to 30 to 40 hours in length. Ну, длина примерно 30-40 часов. So what does that look like? To show На что это похоже? to boot up the game and start at the beginning. Покажут геймплей все-таки, можно зачеркивать бинго. Quite a few people want us to play a pre-recorded video where we played it safely offline, but that's not our style. So we are going to play this live. Ну, в общем, предзаписанный ролик не наш стиль, мы покажем это прямо вот сейчас, типа. Not crash, sorry. Надеюсь, оно не крашится. Но может быть все что угодно. Ну, хороший момент, что покажут в онлайне геймплей. Плохой момент, что может крашнуть, значит игра еще далека от релиза. Забейте вообще. Хорошая фраза. Как бы автор. И так без конца можно делать. Press any button to start. Хочется уже, конечно. Так. В общем, глава разработки Сквадрона будет, собственно, и показывать геймплей Сквадрона. And I'm the senior game director for Squadron 42 in Star Citizen. And I think we've got a little bit to play. So, who wants to start? Should we go? Давайте. Вы хотите, чтобы я начал? Сейчас немножко поиграем. So, as Chris says, this is going to be playing it as a natural playthrough with игровое меню. into any issues, but we'll go from there. Такой, знаете, old-fashioned стиль такой, да, старая добрая классика. Меню, помните, в StarCraft что-то похожее, да, было, то есть такое диагетическое немножечко.
Генри Кавилл. Да, как бы второй. Это минус, конечно. Но главное, меню не впечатляет, то есть оно не делает какой-то вау, какое-то предвкушение, просто стоят кровати в космическом корабле, ну... Я не этого ожидал, но пофиг, в принципе. Надел шлем, кстати. Ну, анимация... Но не от первого лица, я все-таки хотел от первого лица. Но показали флип. Я думал флип написать, либо все-таки анимацию и на поясе, как он его держит. Ну, что-то такое. Ингейм не показали, но пофигу. Посчитаем эти два момента за один правильный. Ну да, синематик. Так. So should we go rookie? No, Which one? Yeah, let's do it. Husband. Можно указать, типа, контактное лицо. So you will be able to fully customize your character further into the game. But in the prologue, this is how you select it. I assumed you talked to all rookies that way. I assumed you talked to all the rookies that way. Should we go? Ну, окей. Какую-то небольшую предысторию можно выбрать, где ты родился. Одну планету можно выбрать. Видимо, повлияет на пару диалогов, скорее всего. Так, что мы видим? Опять синематик, да? Тот же самый, да? Это начало игры, получается. Это тот ролик, который мы уже видели. Да, это сквадрон, матеш. Да, но сейчас опять будет флот, волынки будут играть очень громко. Это, в принципе, так многие игровые студии делают. Вообще спойлеры. Это мы уже видели в прошлом году, Шлейфер. Пока что ничего нового. Сейчас покажут флот возле Веги. Я так понимаю. Отлагивает. Это так, конечно, крутой момент. Но только выглядит чуть хуже. Корабли пересвечены слева. Вот здесь за моей камерой вам не видно. Они... Такое чувство, что там все-таки был пререндер в прошлом году. На мой взгляд, хуже выглядит. Да, причем, ну, детализация выросла чуть, но в целом как-то именно по освещению мне не нравится. Было лучше, реально. Не знаю, кстати, да. Я тоже об этом подумал. I know I just wrote you. But a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged and went dark. The word is it might be that clan that we've been battling with. Guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. I
right as soon as I can. Stay safe. Сейчас Джиллиан Андерсон выйдет. Ну, они задник изменили сильно. Он стал менее реалистичный, более кинематографичный. Окей, а вот в целом появление флота сильно хуже, на мой взгляд. Вот именно картинку не делает, к сожалению. Предлагает. Ну, в этой сцене получше стало чуть-чуть. Как будто бы. To watch the launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren to the bridge. Captain McLaren to the bridge. Мэм, да. Ну, они так, видимо. Ну, по старинке, я так понимаю, типа какая-то традиция все-таки. Оно и в прошлый раз они тоже говорил сэр. Типа офицер. Yes, this is a live demo, and no, it won't crash. Вертикалка распадается, вертикальная синхронизация. Полос увидел, я вроде кажется. Stupid. If they know we know, they would have hit us by now. Hey, they can take as much time as they want. The longer they wait, more of a chance for 42s to get there. Well, they can hit whenever. Блин. Hey, there you are. Hey, where's your helmet? Can't gun without it. Где твой шлем? Возможно, покажет. Все-таки. Rookie mistake. I gotta get to my turret. Got to go up. У меня вертикалка, видите, эту полосу? Когда при резких поворотах у него распадается картинка. Возможно, это проблема стриминга, возможно, рестрима моего. Но я так вижу. Ну, вообще, рестрим это не может быть проблема. Видите, нет, картинку рвет при резких поворотах немножко. Да, вот сейчас даже видно. Seriously doing another show about the fall cattle man. Supposedly out next year. Пока выглядит как полностью заскриптованная линейная штука. Опять-таки, почему он пошел именно сюда? Мог ли я пойти в другое место? Ну, какая разница? Типа, зашел в одну каюту, увидел сценку, зашел в другую каюту, увидел другую предзаписанную сценку. Да, тут я согласен. Именно в одиночке, чем они могут удивить? Я не знаю. Так. Это неплохо. Хотелось бы, чтобы все-таки от первого лица полностью анимацию видно было, а не отлетала камера. Есть.
Кайф. Hey. All set? Hey, you got any sleep last night? Yeah, me neither. Только не понял, это шлем типа без полного забрала? А в чем прикол? Ладно, следуем за Маркусом, видимо. Я понял, что этого чувака Маркус зовут, если это... Все-таки надо водить... Да, но я хочу от первого лица и не хочу разрушения иммерсивности. Не нужно переводить камеру от третьего на третье лицо. Все. Киберпанки, они же смогли сделать касцены от первого лица, правильно я понимаю? Я не играл, как вы знаете, но то, что видел, то, что слышал. This is Captain McLaren. CitizenCon upgraded to orange. All reserve personnel get to your station. Ситкон мне показался апгрейжен для оранжевой. Hey, good luck. See you up there. Так, ну они на турелях будут сидеть, я правильно понимаю сейчас? Но почему шлем-то должен быть не закрытый? Специальный шлем для того, для чего? Если турель разгерметизируется, то что ты будешь делать? Сдохать? Видимо. Или что? Шлем, видимо, выводит информацию, да, на худ. Окей. Можно будет калибровать, как в Mass Effect. Странное решение, конечно. Геймплейно сделать вот это первой, как бы, миссией. Ну окей. Типа, я уже вижу, как хейтеры начнут, типа, говорить, блин, серьезно? Ну, типа, помните Call of Duty, например, серию Medal of Honor? Там такие секции, как правило, самые, ну, тухлые. Когда ты просто, ну, в тир играешь, да? Когда у тебя отбирают управление, когда ты сидишь в каком-нибудь танке, или сидишь за турелью, или за ПВО. Это всегда, ну, такой, ну, как бы, да, аттракцион, но, блин. Но, если чем это они оправдать могут, ну, как бы, я понимаю, почему это сделано, потому что... чтобы показать прогрессию именно игрока, персонажа, что вот он был простым турельщиком там, а потом стал пилотом звена, возможно, потом Вингманом, ну, то есть ведущим. Понятно. Короче, вот вандульские истребители прилетели. Это, так понимаю, калибровка, да? Это просто калибровка, да. То есть это не... Я думаю, что это... Почему нет никакой этой переполоха? Нет, это просто голограммы. Это, ну, типа, обучалка. Прикольно. Тот Говардовщина, блин, как это вы говорите вообще? В общем, откалибровался он, потренировался. Окей. Да, типа того Моран, да. В том числе. Нормально. С другой стороны, в Паркан я играл, вот там геймплей из этого состоял во многом. Но с другой стороны, и Паркан сколько лет назад вышел. Окей, типа они что, просто стоят, типа, и ждут? А почему шли? Что там? Видели? Что происходит? Ну, тут скорее сценарий не такой будет. Ты ничего не будешь здесь терять особо. Хотя, может быть, и корабль сейчас подобьют. Они опять эту сцену переделали уже какой раз. И лагает.
Окей, сейчас Гарри Олдман выглядит лучше. Я в прошлый раз критиковал на прошлом ситконе, мне нравилось именно, как они его переделали. Да, они сделали ему прикольную одежду, физик ткани, складки, все классно, но лицо было плохое. Сейчас сделали нормальное. Мне нравится. Давно вы целовали физическую фотографию, ребята, или вообще видели ее? У него лицо! Офицер потерял лицо. Ладно. У вас тоже мерцает такая? Или... Компьютер плавится у Тайлера, кажется. Или это у меня? Что происходит? Подождите. Чат. Так должно быть? Это стрим? Какой стрим? Я перезапущу. Извините, но я не понимаю, что происходит. Это у них или нет? Это у них. Жесть. Понял. Ну, ребята, сразу видно, игра готова к релизу. Я думаю, она к Новому году выйдет. Какая видео? Я просто боюсь. Но вроде не моя. Потому что левый монитор у меня нормально работает. Вебка тоже не мерцает. Жесть. Часть бэкеров вышла из чата, скажем так, на этом моменте. Простите, плохая шутка, но вы поняли. Прекратите, пожалуйста, ну мои глаза. Я вроде устойчив к такой фигне, но блин. Это просто страшно, не из-за того, что мерцает, типа, для твоих глаз. Я реально волнуюсь, что это мой комп сейчас развалится. У него же, смотрите, пиксели, реально видяха плавится просто от игры. Видите, белые точки пошли. Жесть. На стриме другого стримера нет такого? Это у меня? Так, возможно. Не, так подожди, так это... Так, не пугайте меня. У меня или не у меня? Потому что сейчас окажется, что это у меня реально. У таких тоже? У меня звук тащит, да, у меня звук тащит, но я что сделаю? Это я себя включил, извините. Я включу на другом просто. Ну вот в другом браузере то же самое фигня. Все. Все на YouTube идите. Это 4К 60 FPS. А куда на YouTube-то? Вот сюда. А какой YouTube-то, блин? Ну, чат. А я вообще не знал, что трансляция на YouTube, во-первых, идет. Ну, зашибись, а я не смогу вам YouTube-то показать. Да, у Твича беда. Они говорят, что типа не может он рендерить эту фигню. Ну, а я что сделаю-то? Они отключили трансляцию, зашибись вообще, типа. Ой, мать моя женщина. Но у меня не работает YouTube, ребята, я о чем скажу. Посмотрели, получается. Великолепная презентация от CIG. Ну, это мои проблемы, я понимаю. Ну, мое государство решило заблокировать YouTube, ограничить его. Я ничего не могу с этим поделать, к сожалению, на стриме сейчас. Так что будем смотреть черный экран, да. HTTP, что? Twitch, что? Что это?
Почему я мог это двигать только что? Что происходит? Поп. Теперь Twitch попал в Citizen чат. Что? Какой чат? Верните. Сделайте нормально. Не выключи трансляцию. У меня YouTube работает без всего. Классно тебе, Матиш, поздравляю. У меня на Ростелекоме не работает, как видишь. Ну, он работает как бы. Через несколько минут он загрузит пару секунд. Ну, у меня на телеке как бы включено, работает. Но я сейчас не смогу включить, трансляцию упадет, скорее всего. И точно упадет чат. То есть я не буду вас видеть, скорее всего. Юбуст. Маляр, привет. Да какой уже сейчас юбуст? Куда? Здесь можно... Что за юбуст? Не, ну это ненормальная вообще фигня. Жесть. Ну это технические палатки, но я не согласен с тем, что это я в этом виноват. Да я нашел уже. Спасибо. Там мега эпик, да пошли вы. В смысле они. Че, все работает или что, где? Не поддерживает, включено. Погнали. Возможно, браузер надо будет перезапустить. Не, нормально. Вандулов показали. Сможем? Он думал, что будет побольше корабль. А вот Кингшип. Самый большой корабль Вандулов. Он больше, чем Retribution. Но он длиннее, чем Retribution. Нормально видно? Титры классно тоже они разместили прямо на надписи Work in Progress. Ship's locked, sir. Fleet's ready. Stand by. Так. Блейды полетели. Ну, кстати, инопланетные расы показали, можно сказать. Я думаю, это считается. Так что сквадрон, инопланетные расы зачеркиваем, но бинго не сошлось все еще. Неплохо такой. Неплохо. Неплохой Рой. Рой бедрил, я бы даже сказал. Не, ну эпик, тут соглашусь, это реально эпик. Прям хорошо. Какой у них вообще шанс, если они так медленно летают? Напомню, это самая максимальная сложность, я так понял. Ну, хотя это начало, с другой стороны, и, блин, турель гребаного... Чего это, Джавелина?
Ну, неплохо, неплохо. Это средние истребители типа пошли, да? Что такое написано? По крайней мере, medium fighter. Это сквадрон, да, ДК студия. Доброе утро. Это косы летают. Крашнулось? Ну, если это будет краш, то это 30к, пофиг. Да, или что? Или у меня зависло? Сам меня Игра крашнулась. Все показывать больше не будем, это краш. А сохранений нет в игре. Это слишком крутая технология. Давайте пока бинго закроем. Нет, сквадрон недавно показывает. Лучше StarCon. Бинго, ребята, смотрите. Забираем вот отсюда. Суем на геймплей сквадрона. Суем на инопланетные расы. Пока все у меня для вас. Ну 30к суем. Я считаю, что это 30к. Это не сквадрон, но... Вернее, не Citizen. Да. Лодинг скрин зато показали нам. Беспонтовый, кстати, весьма. А, нет, это не это сплэш, да, типа экран, походу? Нет, это был лодинг скрин. Не, ну могли бы что-то придумать. А, нет, с того же места, собственно. Ладно. Ну, практически с того же, как с чекпоинт. С чекпоинта, я так понимаю. Я опять 30к, да? Вполне себе, может быть. Но я считаю, что 30к легитимно мы зачеркнули в бинго, потому что 30к все-таки это асинхрон дисконнект от сервера, а тут нет сервера, это одиночная игра. Поэтому тут аналог, это краш. Полировка, да. Я говорю, они полировали для того, что сточили все. Сервер сквадроне. Эта перезарядка прикольно выглядит. Так, да, вот чувак сообщает, что его нужно помочь снять с хвоста их. Он помогает, типа. Ну да. Патроны заканчиваются, снаряды. Чувак, показали. Видели, да? Должно было быть пилот, которого он только что помогал, прикрывал его, а показали просто пустое кресло. Короче. Релиз через 100 лет. Ну ладно, не 100, может. 10.
Изи вин получается, да? Или что? Ну, то есть атаку они отбили более-менее. Не так уж прямо страшно. Да. August, shift your position back and drift 8 degrees off x-axis. That should bring that moiler into your field of fire. Corvus, redirect to fill the gap and take those gunboats off in Прикольная секция вот эта показали. Если не в декабре, то это скип, но это не декабрь. Ты что, смеешься? Движок. Ну, авторы движка тоже виноваты, получается. Scimitar, your turn to play bait. Так, торпедирует скимитар. Ну, это красиво. Это эпично, согласен. А у них еще сотни таких, да? Ну. Push forward. Let's see how strong that line is. Raiden, you're their support. Тут подбитый джавелин немного. Так. Попал рейлганом, видимо, какой-то торпедный отсек корабля противника. Играет пошаговый, точно. Multiple impacts, sir. Could have been capital ship fire. No, it's too focused. It's more like heavy fighters. Do we have a line on them? Turrets have been taken out, sir. Gauntlet, come in. We need you to sweep up some fighters on us. Так, они решили, что по флагману ударить, я так понимаю, да? On it, sir. Get us in close. Aye, sir. You're up, turret gunners. We're guarding Bishop here. Make me proud. Так, что, он должен прикрыть его, типа, да? Я так понял. Ну, сблизиться, он сказал, да? Приказ был, типа, на сближение идти. Чтобы прикрыть Бишопа, я так понял, да, или что? Гениталии у них есть? У кого? У вандулов? On it, sir. У людей. Это есть, наверное. Крис говорил, что не будет секса и детей в игре, так что... Они есть, мы их подразумеваем, но какая разница, как бы. Прикольно. Баналави также, да. С таким же FPS. Ну что, показали по системе повреждений. Ну, она. Мы и так знали, что она есть, как бы. FPS в целом неплохо выглядит, как бы. Крашнулась, пофиг вообще, блин. Честно говоря. Я даже, блин, процентов на 60 думаю, что они этот краш специально вызвали. А, такой же экшен? Ну, блин, на ксеноугрозе такой же экшен примерно, только и лагает все безбожно. Ну, кусками это скорее... Просто корабль крупный, поэтому так, видимо, я понимаю. Почему
крупные корабли вандулов не атакуют, не стреляют, как будто бы, да? Я один заметил или что? Или я, наоборот, не заметил, и там есть какие-то выстрелы, удары? Потому что пока выглядит, как будто вандульские корабли стоят и просто закидывают своим москитным флотом людишек. Ну, короче, если сейчас вандулы не разобьют этот флот, то я считаю, что деньги на ветер получается. Должна быть какая-то трагедия, то есть... Ну, трагедия будет, да, там разрушат целую планету, ну, город. Вандулы разорят крупные. Но... Ну, систему, да, целую систему они разорят. Это либо уже было, либо будет. А вот здесь что? Непонятно. Опа. Дриллер, да? Вандульский дриллер распилил только что Идрис целый. Да. Ну, я думаю, что это дриллер. Дриллер же как типа сверло, да? Бурильщик. Ну, то есть, у вандулов есть корабль, называется вандул дриллер. Вот это он, скорее всего, да, это он. Я думаю. У него вот есть основное орудие, оно вот такой гигантский луч, короче. Блин, ну как морской бой какой-то во времена пиратов. Борт к борту сошлись такие и стреляют. Ладно, не, выглядит очень хорошо. Эпично прям. Вопрос, физически ли был тот кусок, который только что пролетал? Что, если в него попасть? Будет ли какой-то импакт? Вот это интересный момент. Либо это заскриптованный, просто бесплотный, без коллизии, короче, кусок. Как-то они плохо Бишопа прикрывают. Бишоп уже впереди далеко. Уже дриллеры зашли сзади. Ну, короче. Было же там дыра появилась. Не увидел, возможно. Хорошо. Ну, в принципе, вот он сейчас стрелял по какому-то двигателю или чему-то, который уже отлетел. Хорошо тогда. Не, ну выглядит очень эпично. Пока все классно. Опа, дриллер пилит. Опять сюжетная броня. Только что дриллер распилил целый Идрис, а у Джайлена он только смог одну турельку сломать. Пон. Снаряды заканчиваются. Было бы классно, если сейчас он не уничтожит, типа, по таймингу эту турель, то их бы уничтожило. Тоже, ну, то есть... Надеюсь, они это предусмотрели. У них низко турели таких, видимо, да, или что? Десантные капсулы. Абордажные. Да, я так понимаю, сейчас покажут все-таки геймплей, еще и нет турели. Блин, ну... Модель повреждений, конечно, сочная прям. Да-да-да. И сейчас будет этот момент, который показывали в самом конце прошлого ситкона в демонстрации, когда они прорезают обшивку и вылазят там 3 вандула, помните? Там Энди Серкис, скорее всего, играет вандула. Ну, косяк, конечно, чтобы это на ютубе смотрим, но, блин. Да, деньги давно уплачены уже.
Я думаю, актерам они уже давно получены. Так. Кингшип заряжает основное орудие. Чё, хана Бишопу? Видимо, нисколько. Ну, в смысле, сейчас его убьют, и больше Гарриотмана мы не увидим в игре. Да, он по бенгалу целится. Пипец. А, нет, это другой бенгал. Это другой. Все в порядке. Мы еще насладимся игрой Гарриотмана. Break engagement with this destroyer. Align for a run on the Kingship. Название. I'm gonna need you to cook up a firing solution on that Kingship. Hit him with everything we got. So, all of our weapons even focused? Have to do something. Right, Mr. Krause? The Van Duel aren't gonna blow themselves up. Yes, sir. Wait, next time we take a hit, drop our shields an extra 30%. Hear that, Shields? Sir. Navigation. Sir. Adjust heading. 10 degrees port. Aye, sir. Let's get their attention. Прикольно. Скорее всего, все уже конец демонстрации. Покажут, наверное, бой внутри корабля, даже капсула все-таки попала, походу. А может и не покажут. Че, он в лобовую пошел на него? Да хрен знает, ДК студия. Мне кажется, репликация это прикол для ММОшной части, типа. Чисто. Может, ее еще не изобрели. Покончить с ними, типа, да? Ну. Чувак, этот его помощник, видимо, начал дрейфить маленько. Он говорит, типа, нет, типа, они... У них все под контролем. Какие-то торпеды, типа, плазменные. Жесть. Да, может. Крис сделал кино тебе просто. Тут пока половина геймплея, половина синематика, как видишь. Примерно. Не наврали. А у Вандулов-то есть щиты? Потому что как-то выглядит, как будто у них нет щитов уже. У наших есть щиты, вот они их держат, типа. Заряжает. Они заряжают пушку, а они будут стрелять. Да? Это тот самый момент. Отсылка получается. Какие-то что-то капсулы тоже, или это какие-то дротики непонятные, то есть какие-то снаряды, торпеды, ракеты, наверное, да, ракеты типа. Угу. У него был какой-то резерв, да?
Который что должен? А, у них реталиаторы. У него был какой-то план, да, он его придерживался, очевидно. А помощник-то был не дурак, он предупреждал. Они говорят привет. Супермен в резерве, да, был. Так, они захватывают цель для Рид. Док. Его зовут Док. Его напарника зовут Кал, что отсылка к не к Старфилду, а к Кал-Элу. Потому что, ну, собственно, Генри Кевилл играл Кал-Эла, да, Супермена. После этой фразы в чате начался суши кошмар. Ну вы поняли. Ой. Must be. I don't know, I skipped past it. Do you want me to go to the error? Все равно получится квадрат 42. Рано или поздно. Скорее всего, поздно. Блин, у меня уже пол второго. Я, говорит, 10 дней мы играли, и отдел тестировщиков играл. 10 дней мы это играли, все работало нормально. Говорит, бам, и клянусь, говорит Крис Робертс. Но сейчас не работает. Готов тестировать прямо сейчас. Тестируем за еду. Я на ней в компьютере. На другом все норм. Да что ты говоришь? Тестировщики будут уволены. Они выпороты будут еще более того перед этим. Полировать не полировать, она получит Старфилд. Тестировщики. Ну, мы... Flight ops. Scramble any available support ships to pick up survivors. This thing is chewing us up, sir. Break engagement with this destroyer. Align for a run on the King ship. Weapons. I'm gonna need you to cook up a firing solution on that King ship. Hit him with everything we got. So, all of our weapons even focused? Have to do something. Right, Mr. Krause? The Van Duel aren't gonna blow themselves up. Yes, sir. Wait, next time we take a hit, drop our shields an extra 30%. Ну, а Марк Стронг не тащит разве?
Марк Строн хорош, смотри. 10 degrees port. Aye, sir. Let's get their attention. Хороший тандем, мне нравится. И вообще в целом пока все очень хорошо, кроме того, что мы не увидим игру, видимо, в этом году. И в следующем, частично в следующем, скорее всего. Да. Не помню, где я увидел. Стронга? В Кингсмане, например. Мерлина он там играл, кажется. Ну так-то он много где играл. Он злодей играл в Шазаме. Ну, конечно, такой рофлый фильм, но... Семейный, назовем это так. К внуку скорее тогда уж. Когда анонсировали разработку, я только закончил универ. Second shield generator's down, sir. Starboard 4 exposed. Sir. Hit them again. Waiting on you, Mr. Krause. They're gonna kill us. Пиу-пиу. Она была бы менее бесконечна, если бы мы заново не смотрели это все. Я просто маленько подустал уже. Так-то стрим идет уже 8 часов. Да, уже не дожили многие. Это, видимо, какие-то ракеты, я так понимаю, да? Чисто залп, чтобы щиты просадить. Да все пропущено отдаваясь, ну. Хорошо, завтра еще стрим. Тоже в 8 часов, судя по всему. У нас с перерывами, как сегодня. Классно, что они перерывы догадались сделать в кои-то веки. Генри Кевилл, кстати, сам написал Крису Роберту, сказал, типа, я фанат. Хочу роль в вашей игре. Да, наверное, 50 можно или больше даже давать. Походу, никак. Да, уже второй дроп. Я тебе говорил, Моран, поэтому мы смотрим заново, поэтому бесиво бесконечное. Это можно сказать вечно. Тебе прямо так маляр нравится? Настолько? Без сарказма? У меня голова уже заболела. Я фанат сомнительный факт. У меня голова разболелась. Я перед стримом выпил 2 таблетки обезболивающего, что у меня спина вообще... Я не знаю, я сижу, вот у меня... Ну, сегодня получше спина. Я думаю, вообще не высижу, нормально. А вот завтра хз. Так, ладно, что тут новый контент пошел, да? Видеть кадр или походи по... Не, хочу посмотреть.
Я разминался на перерывах немножко. Повисел на турнике, сходил в магазин, вынес мусор. Сделал разминку небольшую. Христоя. Не, у меня не поясница болит, у меня болит грудной отдел, позвоночник. Кал теперь в складывании. Да. Пробили брешь. Щиты сняли, да? Щиты сняли. Опа, рваная была. Рваная фигня. Или нет, или щиты не сняли, просто брешь какую-то, да, сделали. Промах. Не, ну пробил, да, но просто вскользь, типа. Из-за того, что он торопился, типа, они помахнулись, я так понимаю. Щиты почти упали. Щитов нету киншипа. Типаж контужен. И разработчики тоже. Да ладно, ладно. Разработчики молодцы все еще. Я утрирую. Пошли ракеты теперь от Рид. И все владельцы Риты такие, уа, вентилятор тащит. Система не отвечает. Вот что твоя жажда крови нам чего нам стоила. Сейчас он тебя убьет, походу. Че? Абордаж? Ну, не абордаж, в смысле, таран. Да, они же до последнего типа сражаются. Не отступают. Или что он ему отдает? Так, и что он будет? Может быть, но по лору они просто прилетели и начали атаковать без какой-то провокации со стороны людей. Просто первые напали, на переговоры не шли и все. Так, еще он хочет. Ну, на таран типа какая-то антиматерия в жезле заключена. Что происходит? Странно. Ну, отправил его куда? Или что? А, нет, он свалил, да. Ну, он ему типа власть передал, и... А этот пойдет на таран, видимо. Несмотря на то, что каких-то мимических эмоций, у них мимики какой-то особой нету, как-то чувствуется все равно, да, вот, да, выразительность какой-то написал Моран. Прикольно. Поставлена неплохо сцена. Attention fleet. This is Admiral Bishop. You are ordered to immediately withdraw. I repeat, withdraw. All non-essential personnel are dismissed to abandon ship. If you want to volunteer to stay, we can sure use your help.
All right. Tell the gunners to concentrate all the power they've got. Maybe we can... Он сказал, да, типа, если хотите, свалите с корабля, корабль поврежден. I want every ounce of juice pumped into those guns. If we don't need it to breathe... Но все, видимо, решили остаться. Я так понял. Так, какой-то пролаг был гигантский. Смена перспективы очень тяжело дается движку. Да, не раз на раз, типа, сейчас, ну, то есть... Ну, как бы их корабль-то вроде поцелее, чем киншип. Какого капитана? Ты имеешь в виду адмирала? Адмирал Бишопа играет Гэри Олдман. Так, ну, я так понимаю, сейчас покажут FPS-шутер немножко, и на этом демка закончится. Да. Наш персонаж, да. Тайлер. Ошибка в аптечке. Заклинила аптечку. Там один Мэтт-Пен. Прапорщики в 2000-м тысячелетии не меняются. Они все распилили. Все. Оставили один шприц. Это все, аптечку. Ну, судя по всему, даже заклинивший, никто ее не взламывал до этого. Никто ей не пользовался, скорее всего. Не успел. Открываешь, а там один шприц. Потому что они к битве готовились. Явно заранее блокаду Веги устроили. Ну, то есть... Это что было? Он типа помахнулся по воздуху или что вначале? Или это баг какой-то? Просто потому как мы это играем. Я максимально представляю. Причем мы с тобой вместе, такая студия, это коопная игра. У себя в голове я могу все что угодно представить. К сожалению, так не работает. Это что, стелс геймплей какой-то пошел? Hold the door. Мы до этого Hold the Line делали. Он. Сейчас взорвут ее. Ну. Эх, банальщина. Но, как бы, вид имеет все еще. Спидран сквадрона. А прикиньте, весь покажет. Так мы в скафандре-то дерьмовом. У нас же забрала-то не полная. У него просто стеклянный визор, который нужен для того, чтобы, видимо, худ воспроизводить турели. Ну и, может быть, какую-то защитную функцию выполнять. Но в целом-то дышать мы в вакууме все еще не можем. Она, ну, как бы, как в любом другом корабле, даже в обычном надводном блокируются переборки. Автоматизация произошла, но она не везде. Или ты про то, что капсулы, так там же стеклянная дверь бы заехала. Да, просто выглядело, да, как будто бы это. Надеюсь, они готовы больше, чем вот это, то, что она показывает. Потому что, ну... Не, классно все выглядит прям. Пока мне все нравится, но... Кроме графона в начале... Мне все нравится. Что, Мэтт Бэй, походу, да? Или что это? Или какой-то другой стол? Нет, это не Мэтт Бэй, это что-то другое. А что, не личного оружия никого нету, да? Все просрал, все полимеры. Я так понимаю.
Пожар начался, автоматические двери типа сработали, видимо. А автоматические пожаротушения систему не придумали. Обучает нас. Это, кстати, не вылетал. На каком корабле? На Джавелине. Данные нужны. Мобиглаз сейчас его возьмет, считает. А в реальной жизни как это происходит? Не могу ли я тайно получить доступ, который мне не предназначен, просто аккуратненько, незаметно прислонив свой мобиглаз к чужому? Как это работает? Или потому что он умер, можно любые его данные считать? То есть, ну, такой момент. А говорили, Bluetooth не нужен. Это ИК-порт был. Ты видел, он поднес поближе. Это ИК-порт. Технологии-то, ну, с тех времен. Да. Вандула рептилии, судя по всему, так что они должны тепло-то почувствовать, наверное. Не говоря уже про запах. Ладно. Ну, в общем, это будет заскриптованный шутерок с интерактивностью, с интерактивным окружением. То есть не Immersive Sim, ну, об этом никогда и не говорила, что это будет прямо Immersive Sim. Иммерсивный шутан с интерактивностью окружения. Ну, то есть, видите, это заскриптованный момент. Ты не мог пушку раньше найти, ты не мог другим путем пойти особо. Ну, может быть, дальше будут какие-то развилки, но пока все линейно. Еще вырезали. Unreal 2 напоминает. Ну, не Unreal, ты чё? Ну, не второй, в смысле, имеется в виду. Это на третьем Unreal, наверное, можно, если захотеть похожую графику сделать. На четвертом спокойно. А, на игру, в смысле? Все, понял, извини. Я в Unreal Tournament не играл никакие. Мимо меня прошли. Systems back online. Back in the game. Возможно, им стоит не делать корабли из горящего металла. Ну, легко воспламеняющегося металла.
Лифт. Ты возьми копье-то. Пипец. Смерть. Ну, окей. Короче, шлем все-таки имеет автоматическую систему, ну, защитную. То есть, да, поначалу, видите, было все-таки он задыхался, но потом шлем загерметизировался. Ну да, как Dead Space, типа. Окей, ну тут не прям заскриптовано, но... Dead Space, реально. Причем, по-моему, в новом в ремейке первого Dead Space такое же, да, сделали? В обычном Dead Space там проще было, а вот больше свободы дали, насколько я знаю, в ремейке Dead Space. Ну. Выглядит неплохо. Это обещали в Citizen, кстати. Эти механики. В декабре 24, да? Не будет его в декабре ни в коем случае. Ну, посмотрим, ладно. Вполне могут дату объявить сейчас. Новая колда будет потрясающая. Народ, ну, по-моему, я много раз на стримах говорил и, в общем, всегда заявлялось, что это и будет, что Сквадрон — это примерный аналог Call of Duty. Только в космосе и с большей вариативностью в плане, ну, не вариативностью, а в плане интеракции. То есть, вот видите, огнетушители, там, механики, взлом и так далее. Они вполне могут еще на год даже больше задержать, и вряд ли больше 2. Но я так думаю, в 25-м должна выйти. Я и в прошлый раз, по-моему, говорил, что, скорее всего, в 25-м они выпустят. Может, я и этого не говорил. Но мне так казалось всегда, что примерно год-два полировки. Ну, с 23-го, то есть, получается. Че, температура у него ничего не держит? Он замерзает, да, бедняга? Кислорода уже 60% осталось. Кто, это, чат, кто в космосе бывал? Там тоже точно минус 8, минус 9 градусов Цельсию температура. Потому что, в принципе, у меня куртка кожаная. Она, мне кажется, выдержит такую температуру. Получается, в противогазе в куртке может быть. Но в игре минус 10, смотри, всего. Я сейчас на улицу в магазин выходил как раз в кожаной куртке. Здорово, Фатспейс, привет. Да я знаю, это же шутка. Тема белье. Ну, кстати, да, я ну, магазин просто закрывался уже, поэтому я выбежал просто в футболке и в куртке кожаной. Не застегивая даже ее. Потому что я жирный, она не застегивается на мне. Ну, не совсем, но... Теперь она застегивается. После оттисков марафона с весны я сбросил 10 килограмм, даже больше. Но, короче, прохладно было. Но если можно в космосе, то отличная куртка получается. Фэтспейс, спасибо за фоллоу на Твиче и добро пожаловать, гражданин. А ты что не стримишь? CitizenCon-то мог постримить.
Сейчас температура в норме, да, видимо. Ладно, это такие мелочи, это же отполирует потом. Вес не имеет значения. Да холодно будет в куртке, если он не застегнется в космосе. Да пока так подостыл от загона, ну тут должна у тебя мотивация появиться, мне кажется. Но я все еще в Citizen сильно играть не буду и стримить его, потому что, ну, пока там FPS очень плохие. Может, иногда редко. Я вообще стримить-то не особо поиметь. У вас, смотрите, тут минус 130 градусов было Цельсия, нормально. Ну, короче, просто глючит интерфейс, недоработка небольшая. Прикольно. Да, сколько можно уже терпеть эти лаги-баги? Я устал. Thought I was the only one left. So did I. Look, I need your help with something. Follow me. We're running low on power, so I have to reroute our energy from our shield. Как удобно, что выжила только она одна. Take a seat. I need you to steer the ship. Это дело не в лагах, а в контенте. Что там делать, что копить. Мне было просто приятно полетать, ну, повыполнять миссии, то есть красиво. Мне картинка нравится, иммерсивность нравится. Просто играть в это приятно. Контент для меня сейчас в Citizen нормально по количеству, в принципе. Чуть-чуть поманил, чуть-чуть посоливажил, пополнял миссии, поторговал. Чуть-чуть того, чуть-чуть этого. В компании, вообще классно. Но, когда у тебя идет оно в 25 FPS, 40 FPS, с просадками, управляем обломками чего? Джавелина. Неплохо. Ну, неплохая идея, когда у тебя огромный массивный корабль и, очевидно, медленный, показывает прямо траекторию. Это красиво выглядит и интересно. Да. Для меня дело в лагах ДК Студия, и очень давно в них. Ну, то есть нестабильно работает, куча багов, куча тормозов, низкий фреймрейт, низкий пинг. Что-то контанется? Да хз. Наверное, корабль с таким количеством повреждений не должен контоваться. Она хочет контануться в киншип. We are boarded and burning. This is the only way. Lock your course and get off that thing. Both of you clear? Aye, aye. Rachel. I will. Damn it. Ну вот сейчас. Они, походу, закончат демку на том же месте, на котором закончилась прошлогодняя. Просто показали весь контент между. Да, вот сейчас капсулы выходят вандулы. Угу. Ну, хорошо. We're about to have company. I've got to try and divert as much energy as I can to the engines. So I'm gonna need you to hold them off. Go now. Лагает. Как же она лагает. Не, ну они не любовники, я думаю. Они просто старые, ну, то есть давно воюют вместе.
Служит вместе. Диспенсер Мэтпенов это, видимо. Так что я был неправ, скорее всего. Видели, он, когда этот диспенсер работает, он именно снизу выдвигает. Чё? Снизу вылезет сейчас? Из-под голограммы или что? Ну, слушайте, лагает так же, как в Citizen. Верю. Вот сейчас верю. Вовремя ты решил перезагрузиться. Перезарядиться. Ну, колда, чистая колда, по сути дела. Только не работает нормально. Какая потешная была анимация бега у него с этим копьем, как будто он, дворник с метлой бежит за школьником, который в него камень кинул, типа того, не знаю, которого мусорил. Наворачивался. Возможно. Да нет, вот он точно так же побежал. Слишком заскриптовано. Это прям был стиль. Ну хорошо. Я как-то подумал о другом. А сейчас какой у него был стиль, когда он побежал, развернулся обратно, а потом обратно? Ну, то есть, это что было? Ну криво. Криво жить. Ну, выглядит как игра. Нормально. Ящерица. Нормально. Рагдолл он есть. Пушку дай мне, я тебя прикрою. И исчезла. Чат, руки вверх. Не застрелю сейчас. Ну, в игровой форме. На Твиче нельзя такое даже говорить. Че? Все? Че на экран почему? Прямка закончилась? Да. Технический баг. Solemnly pledge, mind and body, I will defend the Empire with my life. Он типа вспоминает, да? Какую присягу давал. Captain McLaren had submitted a letter of recommendation on your behalf before the battle. It's fine. We may be a small crew, but the work we do matters. Это типа трейлера. I'm Eugene Morrow. I'm Petty Officer Webster, Chief Mechanic. This will be your new home. We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. Sir? Who the hell are you? I'm your new wingman, sir. The name's... You want me to learn your name? You live long enough for me to kill. Ну, дальше он будет пилотом. Baron Actual, you're clear to... Его руководителем будет Мак Хэмилл. Опять лаги были дичайшие. О, ретранслятор. О, паук. Майнский паук. Это Грейкэт Сиднис, кажется, как-то так читается. Это огромный дрон для горной добычи, короче. Ну, ребята, ну показали. Ну сейчас же показали. Сейчас показали новую фауну. Так что не за Исландия. На МФД было 1026. Блин. Граим, привет. Я не увидел. Это новый такой мини-тизер трейлер. Well, 2026. we did say we were doing it live, risking the demo gods, and they brought their wrath down on us.
I think Rich has Никогда в 2026 году. playtest it because Возможно, в мае. Еще 2 года. you didn't die. That's true. Да, еще 2 года. You also got the bug where she doesn't give you. Ну, я так скажу. То, что показали в целом, если у них все остальное готово примерно на таком уровне, то 2 года это прям нормально. Это прям нормально. Ну, он на носу, но он еще должен закончиться, типа, так что... 26-й же может быть когда угодно, то есть там в середине, в конце 26-го года. Но в целом, плюс-минус, да. Мы уже блогеры пришли. But, you know, as I said at the start, we have 30 to 40 hours of gameplay, and, you know, we're confident we can bring the quality of the game up to the level we've just shown, and more, without crashes. Все, что есть, да, правильно, Мурен. Both the team and I are confident of giving you this game in 2026. Obviously, you can see it's not going to be... Да, следующая глава. Sorry, a few crashes there. And speaking of the team, a lot of them are here tonight, and I'd like to extend a huge thanks to all of them for their hard work, love and passion and talent in crafting Squadron 42. So a lot of what you saw is all their love and passion. So thank you guys very much. You're amazing. Готов платить только сделать. А я заплатил уже. Мне уже копия давно положена давно-давно. С 14-го года, пожалуйста. Ну, де юре я жду с 14-го, де-факто с 12-го. There aren't movies that have that much action in there. I mean, Gladiator has 3 minutes of battle and 8 minutes of prologue. This was like an hour of crazy stuff. So, but thank you for allowing us to build something so amazing. Правда. And I can't wait DLC ты имеешь в виду? Я тоже готов. to play it in the moderate. And with that, Тираны ожидания. and we'll Да? see you tomorrow to talk about the future of the verse. And I think there's some amazing stuff that Rich and the team are going to show that are going to blow you away, and we're going to talk about how we're bringing Star Citizen home, as well as Squadron 42. But the one thing that is good about the crashes, now we don't have to convince anybody that it definitely was live. Yeah. But I am listening to Tyler. Сейчас еще больше обещаний. Это, скорее всего, будет поскучнее. В прошлом году же они Сквадрон показали во втором, по-моему, день в конце, если я правильно помню. И поэтому был смысл, типа, ждать. Первый был неплохой день, а второй был почти весь скучный, ну, поскучнее, но в конце был прямо бенгер. А тут они в конце первого дня бенгер выкинули. Завтра посмотрим. Строительство баз покажут, я думаю, крафт покажут. Увидимся во вселенной. See you in the verse. Ох, что, все, я так понимаю, да? Да. Я так понимаю, все. А тут они вообще решили не запускать больше. Закрывай бинго. Сейчас. Не буду закрывать. Так. Да, на Твиче все, на Твиче трансляции нету, я так понимаю, больше. Кстати, вот, ребята, Маляр подсказал U-Boost. Смотрите, приложение очень хорошо работает. Мы посмотрели сейчас на трансляции в 2К. Да понятно. Миллион игр. У меня, например, миллион игр. Я эти 2 года даже не замечу в плане видеоигровом. Вот. К тому же GTA там, возможно, когда-то выйдет. А я еще Киберпанк не прошел, РДР, вообще куча игр. Да, давайте напишем О7 в чат. Да. Что такое U-Boost? Короче, приложение для браузера, расширение для браузера, которое чинит YouTube. Вот. Оно пробное, оно платное, оно платное, я понял. А я уж обрадовался. Пробное 24 часа, потом 90 рублей в месяц платишь. Не так дорого, я вам скажу. Для YouTube, конечно, дороговато, чисто только для YouTube. Но окей, в целом. Не куплю. Так я и не рекламирую, это не мое. Ну, в смысле, я говорю, что показываю, что такая штука есть, и вот. Нет, бесплатное? Ну тогда ладно. Ну вот видите, бесплатно, оказывается. Там что-то другое продают. Ну, классно тебе, Нарутман. И у Матиаша тоже, по-моему. Видимо, в Питере у вас не блочат, это круто. Премиум бесплатные, понял. Так, ну что ж.
Давайте маленько убавим звук здесь. Ну вот у кого-то блочный разный провайдер, видимо. Так, что по бингу? Давайте, по бингу. У нас есть что? Демонстрация крафта. Ее, скорее всего, завтра покажут, возможно. Рыбалку, я думаю, не покажут. Это так была рофла карточков. Но рыбалка, хотелось бы, любой хорошей игре должна быть рыбалка. В открытом мире особенно. Строительство баз завтра тоже покажут. То есть нам помешает закрыть только рыбалка. К сожалению, вертикальную эту. Анонс выхода на консоли. Секция по сквадрону уже была. Нам показали дату примерную, да, то есть год обозначили. Так что, ну ладно, в 26-м окей. Но по консоли не было ни слова, и, скорее всего, слова и про нее и не будет. Ходили слухи, но, видимо, они не подтверждаются. Дальше, что у нас еще? Новый корабль. Новый корабль мы, в принципе, я думаю, увидим. И не один. У нас там есть интерпит, у нас там есть... ну, не совсем корабль, а техника, да. У нас есть наземная техника новая появится. Такой пикап. Одноместный пикап, один водитель, и у него сзади вот такой вот открытый кузов. Не пикап, это даже грузовичок небольшой. Оптимизация сервер-мешинг. Я намеренно это объединил. То есть, если покажут что-то новое про сервер-мешинг, какую-нибудь демонстрацию хорошую такую, то окей. Я думаю, не особо покажут, потому что, в принципе, тесты шли уже сейчас, да, игроки могли понимать, все пекеры могли принимать участие в тех-превью, там это все было, как бы. Не думаю, что у них есть что-то еще, что можно показать, помимо этого, так что не показали. Взлом хакинг. Да, я подумал, что вот эта вот интеракция с панельками, когда он там взял, что это может быть, да, но это не совсем взлом, не совсем хакинг, это просто получение доступа. Ну, хотя... kind of, то есть можно, в принципе, зачеркнуть, но с натяжечкой. Но оптимизация тоже должна быть, это понятно. Оптимизация должна, конечно же, быть в любой хорошей игре. Вообще в любой игре, но будем реалистами, скажем так. Дальше, театры войны. О них вроде даже не упоминали. Если хотя бы просто упомянут, то официальные лица что-то скажут про нее, хорошее или плохое, то я бы ее закрасил. Но пока что я не надеюсь, что про нее будет что-то. Дальше что у нас? Перевозка пассажиров и Starliner. Или Starliner, да, покажут. Не показали пока, не рассказывали про это ничего. Что еще? Экономика и Soul Singer. По экономику, может быть, завтра расскажут, и тогда это, собственно, единственный вариант. Если, конечно, рыбалку не покажут. Это единственный вариант закрыть это бинго, я так думаю, если завтра покажут не только строительство баз, но еще и экономику. Строительство баз, я думаю, в каком-то виде покажут. Вот. Нам, помните, тизерили, даже немножко показывали концепты в прошлом году. В этом году, я думаю, что-то покажут уже более подробно. Немного более подробно. А вот экономику... скорее всего, не покажут. Так что бинго, я думаю, я не закрою. Но бинго было рандомно мной составлено, частично из старых карточек, которые все еще сохранили актуальность, на мой взгляд, частично я новые добавил какие-то. Вот. Я у вас в Телеграме спрашивал ваши варианты, никто вроде ничего не предложил. Как-то так. Только что на театр войны не понравилось. Речь была про конкретный театр войны, про отдельный режим. Про него тишина. Сомневаюсь, что на CitizenCon понятно другую игру, это я про Soul Singer. Но так Soul Singer, может быть, это не другая игра. Это что-то связанное с Cloud Imperium Games, скорее, может быть, связанное со Star Citizen. Я думаю, что это может быть какой-то инструментарий, который они собираются продавать, там еще что-то из ним делать, либо, как-то вот так. А скорее всего, Ubisoft старается ускорить загрузку. Но это, скорее всего, не с Ubisoft связано, с тем, что закончилось все. Наверное. Кто его знает. Так. Полная, кстати, презентация, да? Я могу пересмотреть то, что я не видел. Вот здесь, да? Когда показывали декали, да? Посмотрим. Alliance is forming an agreement between two org leaders, and it has to be mutual. Бинго на экране, да, сорян. В общем, да, вот по бингу так, не получилось. Короче, вкусно, но грустно. Пока что ситкон великолепный, на мой взгляд. Я
старался занизить свои ожидания, и у меня реально было плохое предчувствие. Я думал, что они выдохнутся. На прошлом ситконе выдохнулись. Потому что, смотрите, они нам на прошлом ситконе показывали много интересного, вкусного. И за вот этот год, в принципе, да, они многое из-за того, что показали, добавили. Ну, то, что касается Citizen. Вот. Да, не вышло пара до сих пор, уже сколько, 6 лет примерно нам его тизерят, показывают, рассказывают, обещают, но оно еще все еще не у нас в руках. И не факт, что в этом году выйдет. Но ладно, с этим, это мы, что нам делать-то больше? Затерпим, как говорится, что делать. Вот. Но остальное, все, что показывали, в принципе, то есть ангары личные и так далее, нам в принципе, в игру дали. И это хорошо. Но я думаю, что у них будет какая-нибудь опять очередная вода и демонстрация сквадрона. Ну, то есть, да, будет строительство, такой Planet Tech покажут чуть-чуть, ну, то есть, что-то такое, знаете, в основном слайды, картинки. Ну, а потом, если такое не помните, была самая первая презентация, это были просто концепт-арты одни. Да, стрим 9 часов, но из него можно 2 часа выкидывать, получается, это были перерывы, примерно 2 часа. Короче, вот, получается как-то так. Ну, да, чё ж. Это учтено обещает, скорее всего, там будет пара. Ну, возможно. Ну, как-то так. В общем. К Новому году. Посмотрим. Это на стрим на полгода вперед. Да не, завтра еще будет стрим. Завтра. Конечно, тяжеловато, блин. Моя супруга на фоне там просто с детьми занимается все это время. То есть я вот 8-9 часов почти стримлю, а она все это время с детишками сидела. Чтобы они не бегали на фоне, не мешали, они почти даже не кричали. Только немножко мяукали. Я-то сижу в наушниках закрытых, я не слышал кто-то, что мяукает. А мать аж написал в чате. Типа мяу. Честь и хвала. Ну, да, бесспорно. Спасибо. Вот. Я ей передам. Так что завтра приходите на стрим, он будет на час раньше. Еще. То есть сегодня я за 15 минут примерно запустил до начала презентации самой. Хотя обещал за полчаса, ну, как обычно, знаете, я не успел. А завтра сама презентация начнется на час раньше, чем сегодня. То есть это будет в 12:30 по Москве, кажется. Ты же заканчиваешь? Да, привет, Денис, еще раз. Ну да, я заканчиваю. А что, презентация закончилась же уже, нет? Презентация, я так понимаю, закончилась, нет? Нет, мы посмотрим моменты, которые я пропустил. Там это буквально один момент получается. Маленько болтаем еще и буду заканчивать. Да. Ложка появилась, вот то, что я хотел йогурт сожрать, короче, я уже в предвкушении. Так вот, у меня горло уже побаливает говорить столько. Целый год сэкономлю. Я планирую все-таки сдать экзамен в ноябре, и после этого... Я много раз обещал, но я постараюсь хотя бы на часик, то есть сделать короткие стримы, но хотя бы чуть чаще. Я думаю, это вполне реально, лишь бы я сдал этот гребаный экзамен. У меня осталось, вот, короче, в ноябре когда-то у меня будет очень серьезный экзамен, очень сложный, к которому я не готовлюсь, который я немножко приготовился в июне. Был предэкзамен, где меня просто трахнули жестко. Вот. Но потом сказали, что, в принципе, 80% я знаю. Я молодец, но было жестко. А сам экзамен будет еще жестче. Он длится будет 2 часа примерно. Будет сначала тест письменный. Надеюсь, что он хотя бы будет не перед веб-камерой, вот так вот. Не надо мне этого лишнего перенапряжения, блин. А могут и так сделать такое, знаете, как ЕГЭ какое-то удаленное. Вот, надеюсь, что это будет просто тест, там на сайте я зайду спокойно на рабочем месте, его пройду. Вот, то есть будет письменная часть вот это в виде теста. А может быть, будет из конференции, с видеоконференцией. А потом уже на следующий день это будет вот двухчасовое насилие над моей нервной системой. Вот, такая фигня. И вот если этот экзамен сдам, и прямо это будет большой груз, большая ноша с плеч, и я думаю, что у меня будет больше свободного времени, я смогу с чистым сердцем, с легким сердцем запускать периодически стримы.
Вот, я очень хочу, но я очень устаю, ребят. Вы поймите, я уже не молодой, я уже старый, можно сказать. И я к вечеру просто, когда приходишь там после рабочего дня, раньше я по пятницам, помните, хотя бы запускал, а теперь я прихожу, ну и уже не вывожу. Да, мне нужно там с детьми уроки сделать, поужинать, и потом ты просто... Я весь день вот на работе сижу, я писал об этом, рассказывал, может быть, уже, но я вот весь день на работе сижу, такой, блин, вот сейчас бы запустить по стриме что-нибудь, пообщаться, вообще классно было бы, вот так и хочется, я думаю, блин, все, сегодня точно запущу вечером, а к вечеру приходишь, уже никаких сил не остается просто, вот, и, ну, честно вам скажу, и я, раньше как было, раньше... предыдущие года я хотя бы, у меня оставались силы, в принципе, но я иногда либо засыпал, просто ложился, ну, подремая 15 минут перед стримом, и просто засыпал, и стрим не запускал. Такое было, да, каюсь, как бы, вы знаете. Я анонсировал, а потом засыпал вот здесь на диване рядом. Иногда это было так, что я тоже анонсировал, но потом какие-нибудь там, не знаю, форс-мажоры, или просто тоже я понимаю, что я не вывезу, и лучше я высплюсь, чтобы завтра на работе не клевать. Вот так. А теперь я просто уже и физически, короче, морально просто вымотан, как обычно, ко времени, когда я могу постримить. Вот. Когда дети уже спят, когда супруга спит, и когда у вас какой-то прайм-тайм, у вас вечер, вы можете пойти на стрим, поболтать, посидеть, у вас есть свободное время. Вот. Ну, а в то время, когда у вас, ну, пораньше вам неудобно, и я на работе, то есть, к сожалению, так вот. Жил бы где-то более западнее, мне было бы, наверное, полегче, но... Возможно, когда дети подрастут, я надеюсь, что я смогу стримить и в более раннее для меня время, и кто-то будет приходить на это. Но пока так вот. Пока так. Так, что, на какую-нибудь музыку включить на фоне, да? Блин, а что, я же запускал. Сейчас, погодите. Ну так, просто какой-то эмбиент, да? Что могу? Я думал затестить кнопку постучаться. Ты уже заканчиваешь. Но затести я не знаю, что за кнопка. Я первый раз вижу. Стучаться. Постучись. Так, отклонить предпросмотр, принять. С вами коллаборацию. Ну давай примем коллаборацию. Что это будет? Совместно трансляция захватывает как один источник браузера. Пожалуйста, используйте совместную трансляцию в одном окне браузера. Для этого нужно браузер. О, ну, короче, такая совместная трансляция, я хз. И для этого нужно Chrome использовать. А я на стримах обычно использую Opera GX, как она называется. В общем, можем потом как-нибудь затестить с тобой, но скорее всего это затянется. CitizenCon на сегодня все, да, в принципе. Можем, если хотите, немножко обсудить, но в целом... Да, давайте досмотрим немножко там, что у нас там было-то. Я не видел декали гильдейские. Так. Сейчас глянем. Да, это мы все видели. Но она... Я сейчас не смогу назвать, как это делать-то. Я хз. Не, сорян, сейчас я не буду с этим разбираться. Но он мне открыл в окне эту фигню. Сорян, да. Он открыл в окне каком-то, и там было написано, что ничего не работает, надо Chrome. А я не понял, что за окно. Я даже не... Во, сейчас, подождите. Вот, я это видел, а потом я отошел ненадолго. А они показали что-то. Извини, Денис. Ну, прикольно демонстрация. Неплохо. Ну и все, собственно, да. И дальше они ушли на перерыв. Ну что ж, да, проверяем ситкон. Ну да, все, он уже закончился по факту. Вот он прямо сейчас, да, он прямо сейчас закончился.
Ну вот как-то так. Как-то так. Че, это можно пока закрыть? Ладно, ребята, есть что еще обсудить? Можем найти, конечно, всегда. Бинго, еще раз напомню, вот такое. Завтра я постараюсь сюда прикрепить бинго еще и с прошлого года. Если хотите, конечно, покажем. Оно есть в Дискорде, есть специальный канал у меня. Наш полумертвый Дискорд. Там есть, я выкладываю эти бинго. В этом году все спонтанно было, как раз из-за того, что у меня большая нагрузка на работе, поэтому я сильно ничего не выкладывал. Вчера буквально, помню, я спросил, что хотите добавить. Никто ничего не придумал. Да. Ну вот. Как вам в целом ситком? Давайте это обсудим. Просто общее впечатление, и можно кратко, что прям очень понравилось. Мне, в принципе, понравились все секции. Про Moby-Glass, про организации такое самое слабое, наверное, место было. Но это полезные штуки, и, в принципе, на будущее развитие это нужно, это полезно, это классно. Но пока все работает, в 15 FPS, зачем вам организация? Зачем вам 100 человек в пати там или еще где-то? То есть, короче. Вот. Ну, опять-таки, когда это все будет, да, если сквадрон только через 2 года все будут заняты сквадроном, все еще полировкой и так далее. Так что, вот так вот. Можем пованговать, что Никс будет, пара, допустим, в этом году / середина 25-го. То есть я думаю, что до середины 25-го он, наверное, уже должен выйти. Но опять-таки я часто это, и мы многие, да, так ванговали, даже делали такие смелые предположения, но все равно как на чем-то основанные, а все равно не угадывали, все равно было позже, дольше и так далее, ждали. Ну, что поделать. Такие реалии, к сожалению. Но есть куча других игр, да, миллион других классных проектов, которые можно поиграть не с Citizen единым, как бы. На нем свет клином не сошелся. Как бы. Это раз. А во-вторых, что там еще? Пара выйдет к середине, допустим, 25-го года, а может быть уже в конце этого, в начале следующего. Окей. Дальше Никс. Никс тоже может выйти в конце, допустим, или в середине следующего года. Там, судя по всему, будет только Деламар. Я вот этот момент не понял, кстати. Давайте Star Map откроем. Можем это сделать? Я уже закрыл. Star Map вообще еще существует у нас? Просто я не уверен уже, что он существует. Так, сейчас. Star Map. Да, существует. Если нормально заработает, то посмотрим. Неплохой, да, самое первое бинго. Так. Ничего сказать. Так, прошлое пусть в прошлом остается, либо можно взять 3 давности бинго или 5 лет написать, что там было. Не, таких-то у меня, наверное, не было, я уже не помню. Никис понравился, опять хорошо выглядит вроде. Да, внушает доверие, что он доживет до релиза. Смотрите, уже неинтересно, пора уже играть. Со Сквадроном согласен. Да и с Пайро тоже. Да хватит уже, Так, Сол. Никс, вот он, Никс. Смотрите, тут есть планеты, я же говорю. Есть Никс 1. Да. Никс 2. Вот Глейсим Ринг есть. И как раз в нем, то есть вот это кольцо, в нем находится Деламар. Она здесь как планета помечена, но это не планета. Планетоид. И все получается, да? Там 2 планеты. По сути дела. Да? Или нет? Никс 3. Да, 3 планеты. В общем, 3 планеты. Так, где тут? Или тут нет описания, да? Вот, пара кнопкой.
Ясно. Короче, Никс 2 похож на Абердин чем-то, плотная атмосфера, ядовитый, непригоден для терраформирования. Окей, дальше. Ну, это, конечно, еще не поменяют, они это все могут поменять, они уже редконили несколько раз. Дальше Никс 1. Ну да, он типа подчастую был смайнен, без ядра планета. Тоже, короче. И как отдалить-то теперь? Сейчас, подождите, еще раз. И Никс 3, да, нам остался. Ну, Деламар мы знаем. Вот, Никс 3. Никс 3 это ледяной гигант. Ну, короче, нету у него, я так понимаю, атмосферы для дыхания и никаких особых важных ресурсов он не содержит. Просто ледяная планета, ледяной гигант безжизненный, окей? Ну вот как-то так. Так, вот как мне обратно перейти на систему? Также можно было... вот back, да? Back, ага. Ну вот, в общем, такая вот система Никс. В нее, как видите, очень много джамп-поинтов. То есть Никс Тохил, Никс Один. Это система Один будет фигурировать в сквадроне. Она, скорее всего, уже в какой-то степени готова. Никс Пайра, собственно, откуда мы сможем попасть сюда. Так. Никс Кастро. Вот она, Никс Кастро. То есть из Никса, из Пайра мы попадаем в Никс, а из Никса в Кастро. Собственно, в новую систему. Еще есть прыжковая точка в Бремен, получается. То есть Кастро, Тохил, Бремен... Пайро, Один. 5 прыжковых точек, да? Правильно я посчитал? Никс Виргил еще, Вирджил. Правильно же? 6 точек, кажется, прыжковых. Ну, окей. Как выглядит, собственно, звезда в Никсе? Ну... Необитаемо, очевидно. Я хотел посмотреть, сколько прыжковых точек здесь, но они как-то это же можно сделать. Ладно. Ну, как-то так. Много технических вещей, повышающие качество и вид игры, но хотелось бы уже релиз новой системы вот прям скоро уже. Я давно не в Citizen, так как уже все видел, хочу новые миры. Ну да. Касту прикольно показали. Леса, джунгли, болота. Все хочется уже. Ну, как бы это и раньше хотелось. Но я бы поиграл в Citizen периодически. Иногда, там, раз в недельку, может быть. Если бы она работала нормально. Пока она так и работает, ну, вообще никакого желания нет, к сожалению. Вот. Ладно, друзья. Спасибо всем, кто с ним был. Надеюсь, было интересно. В пике было примерно 15 человек. Сейчас вот десяток. Когда было особо скучно, было 5 человек. Так примерно динамика. Так что люди приходят, мне очень приятно. Спасибо. И было не скучно, чат был живой. Вот. Такие дела. Даже старички некоторые потянулись. Вот Шлейфер, например, пришел, который не такой частый гость у нас. Там, ну, Бегоша периодически заходит, Дэн Найс заскочил. В общем, вот так вот. Да, у меня что-то голова сейчас разболелась еще адски. Стрим 9 часов 15 минут уже идет. Ну, можно 2 часа вычесть. На прошлом CitizenCon, по-моему, 6 часов, да, был стрим? Или 7, около 7. То есть в этом году мы побили прям рекорд. Завтра приходите. Найтер, привет. Да классно, что как? Ты мне скажи свои... Блин, не даете мне стрим закончить. Приветствую, Найтер. Ну, классно, мне все понравилось. В общем-то. В целом, от 1 до 10... Да, блин, сложно сказать, короче. Наверное, скажем так, вот если судить первый день из 2, да, который, то есть мы не знаем, сколько будет плохой второй день, но первый день, ну, блин, не знаю, чат, помогите мне. У меня экзамен уже начался. Не в ноябре, кажется, он будет сейчас. Нужно на это рассказать, сколько из 10. 7, пока 7. Ну вот чат говорит, что 7. Я, наверное, не буду от своего чата отбиваться. Но я бы 8 поставил, даже 8, наверное. Ну, хорошо 7. Да, ладно.
Ну, мое личное примерно 8, но 7 от чата на это. Я и чат единый, как бы. Часть команды, часть корабля. Я бы тоже. Вот Моран 8 поставил. Короче, 7,5. 7,5 примерно. Вот. А ты сколько на это поставишь? Ну, все клево было. Мне из тизера Сквадрона мне не понравилось то, что... Ну, в целом, конечно, ну, видно, что сыро. Не понравилось в начале, когда вот эти вот волынки играют. То есть, когда показали флот Веги, и он выглядел... Задник они, да, переделали более кинематографично, деталей на кораблях прибавилось, но именно освещение, там пересветы были, и вообще в целом модельки выглядели хуже, чем в прошлом году. То есть это та же самая сцена переделана, она в целом, ну не в целом, вернее, плохо выглядела. За биомы, за то, как будут устроены локации, 8. Ну да, но когда оно выйдет? Оно через сколько лет? Мы не молодеем. В целом, за несколько лет, наверное, самый годный пока ситкон. Если завтра день будет примерно такой же, как этот, как сегодняшний, то, наверное, этот ситкон переплюнет прошлый. Потому что пока очень сочно. Пока сочно. Прям. После того, был лучше, я пока не соглашусь, наверное. Как-то... В этом ситконе не было прям концептов кучи. Помните, прошлый ситкон начинался из концептов станций, каких-то там что-то. Просто картиночки показывали. Они красивые, я люблю картиночки. Они классно нарисованы, но это просто картиночки. Тут показывали хотя бы, ну, картиночки моби-глазов, можно сказать, но это функционал. Они его показывали, рассказывали, как это будет. Концепты тут показывали не так много. Вот. Сегодня как-то... Да, наверное. Может быть, даже ну, хрен знает. Короче. Тут прямо почти все секции прям топ. Либо часть каждой секции была очень хороша. А в прошлом году все-таки были секции похуже, классные секции и такие, ну, как-то, короче... В среднем по больнице, скажем так, прошлый ситкон пока что мне нравится меньше, чем этот. Но, опять-таки, завтра, возможно, будет супер скучно. Покажут новые концепты кораблей или новые корабли Flight Ready, покажут строительство, и на этом все. Что еще показывать? Я не помню, просто расписание не смотрел. Сейчас неохота уже его открывать. Но в целом, да, вот как-то так. Блин, надо музон было включить все-таки пока что. Давайте что-нибудь включим такое негромкое. А то я болтаю опять в тишине, это не очень смотрится. Ну и уже будем заканчивать, да. Я на это уже собирался спать. Анибатель на кораблике. Вот это, кстати, да, клево, что показывали то, что прям полезно и нужно. Да, на кораблике не байтили в первый день, это хорошо. Но смотри, что будет показывать, какой будет бенгер. В прошлом году бенгером в конце, на втором дне, который был поскушнее в целом, но зато в конце был бенгер в виде сквадрона. О том, что это уже feature complete и так далее, да. А тут бенгер был в первый день. Вот эта redacted секция, которая прямо неплоха, но и без нее уже был хороший ситкон. Хороший первый день ситкона. Что завтра покажут? Будет ли что-то такое, что прямо у нас челюсть, чтобы мурашки были по коже? Меня мурашило пару раз, прямо впечатляло, когда дождь был, когда вот Зевс полетел, физику, вот этот ветер, молния, ну, ты поняли. Потом, когда болото показывали, тоже неплохо. Волокар не понравился, потому что кривовато сделан. Не такая пустыня. Хотелось все-таки, чтобы была дюна, прямо дюна, да. Когда показывали Лир, там прям была пустыня. А здесь какой-то вот этот Монокс, он такой больше каменистый. Блин, лучше бы на Деламар засунули. На Деймар, вернее, засунули. Короче, такой себе. Собственно, Деламар, конечно, был очень приятно. Да, Волокар прямо, ну... Хотелось показать ему, что будут типа какие-то вот такие рейдовые боссы, как именно механику. Ну и заодно типа тоже такой, получается, фан-сервис. Тупо фан-сервис, поэтому его засунули. То есть убили 2 зайцев. Фан-сервис, все похлопали, увидели червя, которого... И уже прямо в игре его ингейм. Но выглядит, как будто вот реально его засунули, потому что надо. Ну, а второй заяц, которого убили этим, ну, показали, что вот будет механика рейд-боссов, которых нужно будет так вот с трудом убивать, и ценные ресурсы получать из них. Это прикольно. Так что да. Ну и, говорю, Левский приятно было увидеть. Тоже фан-сервис, но для меня лично очень милый сердцу. Орги Пати Войп, да, неплохо, но такой. Вот Орги Пати Войп это, наверное, самое такое было немного скучноватое.
Вот. Так что да. Миссии, по ним мало пока что понятно, потому что они не сказали подробно ничего. Просто концепт, как это будет играться, не играться, вернее, как это будет устроено, то есть, как, ну, диздок описали, а вот что именно будет? Будем ли мы там чистить канализации, да? 10 лет как под наркозом я работал говновозом, да, на Эре 18. Непонятно, что это будет за миссии. Надеюсь, это будет интересно, новый контент. Так что да. Да хоть пора, 10 часов стрима же. Ну, 9,5, да. Сейчас будем заканчивать, ребята. 5 минут. Можете уже расходиться. Спасибо всем. Приходите завтра обязательно. 12:30 по Москве примерно, по-моему, стартует он. Я в телеге постараюсь отписаться еще. Если у меня, конечно, спина не откажет окончательно, что я еле сегодня высадил все-таки. Но думал, что будет хуже. Но мне, правда, еще потом неделю работать, как и всем нам. Че, кровоснабжение головы плохое, скорее всего. Чем лучше кровь в голове бегает, тем лучше память. Я не помню, что вчера было. Это, кстати, плохой звоночек шлефер, если ты серьезно. Тебе стоит это действительно. Да, значит, механики углублять — это хороший знак. Ну, а вот о чем ты, в смысле, механики углублять, Нарутман? Вот нет, я немножко не понял. Может быть, я что-то упустил. Насчет углубления механик. Мне нравится, что расширять будут посадочные зоны. Плохо, конечно, ну не то, что плохо, что они инстансные будут. Но если переход бесшовный какой-то там, ну как бы да, типа спускаешь канализацию, ты априори не видишь небо. Ну хотя можно сделать канализацию, ну короче, не на аркопе, а где-то еще хотелось бы все-таки, чтобы это было open world. Ультимативно, как он сейчас есть, но все еще хорошо, что расширяет город. А насчет механика, ты что имеешь в виду? Какие механики? Но механики же портировали прям, я говорю, то, что показывали на прошлом ситконе, ввели в игру, так что неплохо. А, боссы миссии, ну... Но миссии-то не показали новых, чего-то вот именно такого, чего еще не было. Что-то новое, цельное, какой-то вот геймплей. Может, завтра покажут. Локации показали новые, погодные эффекты, физику показали, да. Ну, боссы, да. Ладно, боссы — это, в принципе, новый механик, контент. Ладно, окей, да. Вот рейд-босс Валакар, который вот уже практически готов, там немножко полирнуть. То есть собираешь пати, воюешь с ним, убиваешь с трудом, потом продаешь, растаскиваешь его с помощью мультитула. Там, да, помните, было упоминание, чтобы жемчуг добыть с него, нужно обязательно майнинговый мультитул, да, с насадкой майнинга, иначе ты не расковыряешь эти вот его, как скажем, прыщи какие-то, да, на теле. Ну, а чтобы зубы вытащить, нужен гравий луч. Ну, да, интересно. Потому что ты физически это все будешь перетаскивать в корабль, потом отвозить и потом продавать, либо еще можно это крафтить, там говорил, что будут ценные какие-то крутые крафты открываться с помощью, ну, то есть с помощью ресурсов вот этих можно будет что-то крафтить крутое. Ну да, но вот именно механику какую-нибудь такую, чтобы цельная, комплексная, уже прям, не то, что прям готовая, но чтобы она уже была продемонстрирована. В принципе, строительство завтра, скорее всего, покажут, надеюсь, его уже в каком-то, ну, удобоваримом виде покажут. Не хочу, да, не говорю, что, типа, дайте мне уже через полгода строительства. Покажите хотя бы, что оно работает на стадии концепта, но уже на движке. Что-то такое бы хотелось. Вот это будет она механика, на мой взгляд. Но Валакар, да, согласен, механик. Ладно, ребята, я уже подустал, вы, думаю, тоже. 9 часов 25 минут. Сейчас еще 5 минут будет заставочка в конце, там титры и все такое. Спасибо еще раз всем, кто сегодня был. Было очень приятно, ситкон стоил того, в принципе, на жопе просидеть 5 часов, там 7 часов примерно, да. Стоило, наверное, того. Шоу хорошее. Не то, что, да, кстати, блин, остальные видеоигровые шоу сдулись практически все, помните, да, там Summer Game Fest какой-нибудь, что это вообще, да, и Game Awards, вот эти все вещи, блин, тут прям неплохо. Вот. Но, возможно, я промытый фанатик. На этом на сегодня все. Завтра всех жду на стрим. Анонсы будут в Телеграме. Берегите свое здоровье. Пока-пока.